Доброго дня. В эфире, в прямом эфире канала АТР программа «Бugün» сегодня. И сегодня мы обсуждаем наиболее серьезные темы, касающиеся и глобальных рисков для Украины, и вообще, что происходит сейчас во внешней политике, и какие расклады. Очень много споров, очень много сливов, очень много версий, очень много, как бы сказать, додумок и прочего. Поэтому, чтобы во всем этом разобраться вместе с вами, я попросил к нам включиться в прямой эфир известного публициста, блогера российского Марка Фейгина. Привет, Марк. Рад приветствовать, Айдар. Взаимно. Рад приветствовать зрителей АТР. И мы тебя рады приветствовать. Вот, что я хочу сказать. Действительно, очень много версий всяких. И тут одна цитата другой противоречит. Я начинал разбираться с этим, с «Северным потоком-2» и со всем остальным. Это действительно очень тяжелая история, и я думаю, что до конца нам, по крайней мере, до Нового года, может быть, только станет более-менее ясно, чем это закончится. Но пока, исходя из того, что есть, будем анализировать. Я хочу сказать нашим зрителям, что у них есть очень хорошая возможность лично позвонить. Сейчас в прямой эфир, телефон, Вайбер на экране, даже скайпом можно вообще, не вылезая из ванны с компьютером на животе, выйти и показаться миру с умным вопросом. Кстати, вопросы у нас всегда умные. Я вот не помню даже, что, ну, кроме провокаторов, пару, чтобы у нас наши зрители очень так хотят разбираться в сути. И мы сейчас попробуем начать это делать. Ну, первое, самое главное, это сделка между Америкой и Германией по Северному потоку-2. Вот просто как ты себе видишь, что произошло и какие могут быть ближайшие стратегические последствия для, понятно, мы на украинском канале, для Украины и мира. Ну и для путинского режима, там, как он себя будет чувствовать. Это точно абсолютно политическая сделка, потому что разговоры о том, что это экономический проект, что он необходим исключительно для интересов Западной, прежде всего Европы, экономических, да, для поддержания стабильности, энергетического самодостаточности и всего остального, это лукавство, несомненно, потому что и Москва его затевала как политический проект, никакой необходимости экономической для этого трубопровода не было, потому что достаточно трубопроводов, которые идут по земле, в том числе и по территории Украины, для того, чтобы торговать газом, одним из основных ресурсов, которым Москва располагает. И надо сказать, на протяжении последних лет, с момента, когда проект в общем начал реализовываться, позиция тех же Соединенных Штатов, если обсуждать именно их, в отрыве от позиции Германии той же, была достаточно жесткая. И это связано не только, кстати, с Трампом. Вот. И если Трампа, несмотря на обвинения, которые имели под собой основания, о его промосковских симпатиях все-таки говорили, что он сопротивляется проекту исключительно, опять же, из интересов лоббистских компаний, энергетических, именно газовых компаний американских, которые собирали поставлять сжиженный газ, то, тем не менее, действия, несмотря ни на что, при всей противоречивости действий Трампа, они были направлены на прекращение этого проекта. И, надо сказать, очень эффективные действия, потому что, по сути, при нем, особенно последний год-полтора, проект встал. То есть те санкции, которые принял Конгресс, что-то делалось и вопреки ему, но тем не менее это делалось. Конгресс принял достаточно жесткий пакет санкций в отношении операторов, я подчеркиваю, этого проекта, и реализовать при наборе этих санкций этот проект было невозможно. Потому что те же суда, Фортуна и академик Черский, которые принадлежат «Газпрому», и, что хорошо известно, формально он их потом просто взял, перевел на какие-то пустышки компании, на которые, собственно, и будут распространены санкции, а эти два судна, которые занимаются достройкой проекта, формально тоже внесены в санкционные списки. Вот Конгресс, когда принимал эти санкции в отношении участников проекта, тех, кто его строит, он предполагал, что невозможно скрыться за вот этими компаниями-пустышками, и санкции должны быть распространены на тот же «Газпром», которому принадлежали эти два судна. Но, тем не менее, при Байдене, это факт, вот это решение Конгресса реализовано не было. Мало того, были сняты санкции с оператора немецкого этого проекта. И это был первый угрожающий звонок. Это произошло еще до встречи 16 июня в Женеве Путина и Байдена. И этот звонок был связан с тем, что, под предлогом американской администрации, которая хочет наладить евроатлантическое сотрудничество с Европой, Берлином, какие-то личные отношения с Меркель,
звучало это абсолютно для оппозиции в Соединенных Штатах неубедительно, потому что как и тогда, так и сейчас администрация Байдена подвергается испепеляющей критике и со стороны республиканских, например, сенаторов, и даже демократических сенаторов, такой как Менендес, глава соответствующего комитета по внешней политике Сената, ровно так же настаивает на том, чтобы Америка предприняла решительные действия против этого проекта. Так что я хочу подчеркнуть, что это... Раз ты сказал про цитаты, просто остановись на этой мысли. Я хочу, чтобы мы послушали другого конгрессмена Теда Круза, очень известный конгрессмен от Демократической партии, что он сказал про это. Давайте послушаем цитату. Президент Байден кидає виклик законам США і повністю здався Путіну. Диктатори, як і раніше, будуть пожинати мільярди від подарунка Байдена, а Європа, як і раніше, буде піддаватися російському енергетичному шантажу. Но эта цитата как выстрел просто. Она, в общем, отражает суть претензий со стороны американского истеблишмента к Байдену. С одной стороны, ну, извините меня, если ты шел под лозунгом, что при моем президентстве с тиранией Путина будет покончено, а дальше называл его киллером какое-то время после своей инаугурации 20 января, делал достаточно жесткие заявления в адрес Кремля, ну, это выглядит по меньшей мере нелогично. Сейчас быстро перевернуться и изменить позицию администрации, а это произошло почти одномоментно. Но, повторяю, это произошло до 16 июня, встречи Байдена в Женеве, после которой пошло все дальше. Этот проект уже стал общим местом, его уже не обсуждают. Ну как, все, он достроен будет и все такое. Позицию Меркель мы видели, если надо будет, мы ее обсудим отдельно, там вообще тоже все ясно. Вот, но пошли дальше. Вот именно 16 июня в Женеве, то, что не было ясно с самого начала, только предполагалось, только разговоры. Вдруг возник вопрос Минских соглашений в интерпретации, я подчеркиваю, Москвы. Не Минских соглашений как таковых, а в интерпретации Москвы. И это, безусловно, связано с проектом «Северный поток-2». Если раньше можно было говорить «Северный поток-2», но это то единственное, через что переступить американская администрация не может, потому что, вопреки Трампу, нужно укреплять евроатлантическое единство, вернуться к сотрудничеству стран НАТО, и в частности с Германией, которая главная страна Европейского Союза. И ровно поэтому ничего не поделаешь, надо, раз хочет этого Германия, из экономических потребностей достроить этот поток. Ну хорошо, ты достраиваешь поток. А зачем тебе Минские соглашения с планом Штайнмайера, с кластерами? Это полный провал, абсолютный, да. Да, а зачем? Да. Почему вы связываете эти вещи? Ну хорошо, вы достраиваете поток. Можно обсуждать компенсацию. Ну вот Украина теряет 2 миллиарда или что-то больше. Давайте мы Украине компенсируем какие-то деньги, с ней создадим какие-то экономические проекты, заставим Москву продолжать этот транзит. Хотя это смешно, чего-то продолжать Москву, которая воюет с Украиной. Как можно заставить Путина продолжать транзит газа, если у него достаточно для заполнения объемов 2 ветки Северного потока в обход Украины, не говоря о других маршрутах? Зачем ему, собственно, держать свое слово? Я вообще этого не понимаю. Но тем более, что мы знаем, как Путин держит свое слово, насколько он скрупулезно выполняет взятые на себя обязательства. Ну, да. Он же такой последовательный чел в этом смысле. Ну хорошо, ладно, вы это сделали. Вы сказали, что это нам надо. А зачем вам Минские соглашения в интерпретации Москвы? Объясните внятно, какая от этого, если вы считаете, есть экономическая польза или геополитическая. То, что мы читаем публично, разговоры идут, что там договорились в противостоянии Китаю. Кто? Москва противостоит Китаю? Кто Путин противостоит это Китаю? Сумасшедший дом. Я вот, знаешь, вот все эти аргументы слушаю. Китай, Москва, Путин союзник в борьбе с Китаем. Это уже какие-то левацкие факультеты Гарварда, где-то там, знаешь, где-то за берегами уже моего понимания. Человек, который не держит ни одного обещания, не соблюдает ни одного договора. Да, вот с ним Америка сейчас должна договориться противостоять Китаю. Это, конечно, абсолютно гениально, да. С убийцей против мошенника идти, да. Но я еще, знаешь, хочу сказать, что я с одним человеком умным разговаривал до эфира, и он тоже анализировал все эти вот такие, ну, как обмяк Байден, да, вот просто был такой орел, а сейчас такой поба, да? Да, ну, это видно просто, да. И, значит, он говорит, ну, я не знаю, что ему Путин мог сказать в этой Женеве. Но, может, он сказал, что там, как в Голливуде, знаешь, что в 10 городах заложены атомные бомбы моими агентами. Если ты не будешь мягким, то я их активирую, и никто не узнает вообще, кто это взорвал, а тебе будет там конец. Ну, я не знаю, до какого уровня вот можно смотри, фантазировать допустим, здесь. более реальная версия. Допустим, что... Байдену не обязательно на этой встрече, но как-то кулуарно было передано, что есть какие-то компроматы на его сына, еще что-нибудь подобное. Ну, допустим.
Так не лучше ли обнародовать вот этот шантаж? Не лучше ли пойти по открытому пути противостояния, сказав о том, что, послушайте, по поводу моего сына и без того много чего написано и сказано, по поводу моих каких-то темных отношений и дел в прошлом, и я готов это все обнародовать для того, чтобы не поддаваться тому же шантажу, потому что по итогу, когда я пойду на уступки Москве, вот именно в этих вопросах, во всех, то будет гораздо много хуже, потому что все угрозы рано или поздно все равно они реализуют. Они никогда не шантажируют так, чтобы соблюдать свое слово и предмет шантажа не сделать публичным в дальнейшем. Они все равно это сделают. Это раз. Во-вторых, если, ну это, конечно, завиральная идея, мы ни с того не присутствовали, не сидели, не спрашивали обоих, а что такого вы конфиденциально обсуждали. Но в публичной-то плоскости он же несет ответственность за свои обязательства и за свои заявления, которые были сделаны прежде. Невозможно произвести вот такой транзит, такой дрейф за полгода. Ну, хотя бы ты должен каким-то образом в течение своей 4-летней каденции разбить хотя бы на какие-то этапы это все. А то, получается, это хуже, чем как с перезагрузкой. Потому что там одномоментно пережали кнопку Клинтон и Лавров. И теперь каким-то образом встречи 16-го вдруг все изменило. А что она изменила? Что она изменила в раскладе сил в принципе как таковом? Следующий этап, между прочим, будет, и уже проблескивает это, я уже вижу, что полное игнорирование, полный отказ критики Москвы за права человека, нарушение их внутри страны. Вы же демократы, вы всю жизнь кичились тем, что в отличие от расчетливых реал-политик республиканцев, всегда апеллировали к демократии во всем мире, За ее идеалы, защите, за принципы. идеалы. Да. Да, вы, так сказать, и что дальше? И что тогда? То есть где тогда, собственно, будет весомым ваше слово? В защите тех же крымских татар в Крыму, которых за ни за что сажают по 20 лет. Ну а тогда, нет, вы знаете, мы этого говорить не будем, потому что добиться мы это не можем, а отношения ухудшим. И Путин не будет нам содействовать в противостоянии с Китаем. Такой предлог будет. Ну, ты знаешь, тут можно, ну, если гипотетически дальше вот это развивать, я считаю, с тобой полностью согласен, что вот эта попытка перезагрузки 2, помним первую, да, началась после войны с Грузией, а закончилась войной с Украиной. Перезагрузили, мать вашу, да? Да, Ну, вот, да. вот так. И какой-то дежавю. И, в принципе, если Байден будет дальше вот так уступать Путину, а извини меня, какие можно вводить санкции, если вот этот Nord Stream 2 это субсидия? То есть одной рукой ты санкции, да, ну-ка с тебя штраф рубль, да, а вот тебе десятка. Ну что это такое, да? И, значит, все эти санкции, как бы, ну, это главный санкционный рычаг. Ну, дальше только SWIFT, про который уже речи никакой не идет, если Путин разрешает газ, он презентует самолеты новые, новые виды оружия, ракет, да? И, наверное, он это делает на деньги, нарезанные из бересты. Нет, конечно, на доллар это все делается. И на евро, да? И вот куда это дальше может завести? Мне кажется, может завести до того, что Трамп вернется на следующий срок. Потому что, и это будет ничуть не лучше, потому что, вот знаешь, говорят, вот ты там против Трампа был, я и всегда был против Трампа. А как это связанные вещи? Как будто бы Трамп лучше, чем Байден в этом смысле. Хуже, конечно, он еще опаснее, конечно. Конечно, то есть разговор ведь не о том, что правы были сторонники Трампа, которые говорили, что Байден хуже Трампа. Не об этом речь. Это вы там у себя в Америке решайте, кто для вас лучше. И голосуйте за того, кто есть. Это нас не интересует. Нас интересует отношение вашего политического лидера к диктаторскому режиму Путина. Если это отношение дружеское, если это френдли, то тогда, извините, нам не по пути. Слушай, вне зависимости от того, какой он замечательный во внутренней политике. Марк, ну так как ты больше про Россию говоришь, и ты в этой теме сидишь, и у меня такое ощущение, что про Навального все забыли. А это тоже ведь сознательное действие, пойми. Я знаю твою критику Навального. Нет, я сейчас не про это. Я против того, чтобы любой человек сидел в русской тюрьме. Вот. Правильно. Рычаг перевели, реле перевели. На встрече Байдена и Путина вообще, как я понимаю, в том виде, каком ожидали от Байдена, вопрос с Навального не поднимался. Он потом его, конечно, комментировал, он до этого комментировал. Говорил, ну, конечно, будет плохо, если его убьют в тюрьме. Охренительно. То есть, если его убьют в тюрьме, это будет плохо. Ну, действительно, это же такая... Марк, это тянет на озабоченность. Не на глубокую, не на глубокую, а на какой там есть перед глубокой, есть какая-то такая мелкая озабоченность, да. Ну, наверное, видимо, да, лайт-озабоченность. Лайт-озабоченность. Но я просто хочу сказать, что вы понимаете, Россия в нынешнем ее состоянии – это концлагерь в чистом виде. Но то, что в этом концлагере есть какие-то столики, на лето поставили, там люди бродят, значит, с собачками, это не отменяет факта, что это гетто, политическое гетто. Разумеется, так сказать, людей пока на улицах не убивают, но вопрос же не в этом.
атмосфера именно такая, она не другая. Но она еще и усугубилась пандемией, несомненно. Да, потому что пандемию-то власть московская по полной использовала для ликвидации гражданских прав вообще людей А как ты знаешь, таковых. что с этой третьей волной ковида, просто цифра попалась перед эфиром, в Да. Крыму, в оккупированном Крыму сейчас ровно столько же зараженных в день, сколько по всей Украине. Ну, несомненно, Ты можешь себе потому что в представить? Украине доступны любые вакцины, в том числе МРНКовые, Pfizer и так далее. А в Крыму ты что, Шмурдюком, Ну, значит, вот это как раз показатель того, что вакцина «Спутник» это такой, знаешь, ну, не чистый знаю, шмурдяк. Ну, чё ты ну, думаешь? шмурдяк можно спиртом ширнуться, а можно дистиллированной водой, там, я не Нет, так знаю. ты погоди. Вот даже если, Айдер, уж раз мы об этом заговорили, даже если представить, что сама по себе эта вакцина векторная, спутник, разрабатывалась нормально, мы что, не знаем российского производства? Конечно. Нет препаратов, лекарств. Мы что, не знаем, что Не, там ну, у нас эти плавает? клепки забивают на компьютер, Конечно. на космических станциях шурупы Знаешь, забивают. Да. на глаз заливают, значит, и спирта, и все остальное там. Ослиный моча, помнишь, как в классическом Так, давайте произведении? тут остановимся на вот перечислении жидкостей. Вот, смотри, но меня, конечно, больше волнует не то, что происходит внутри России. Как бы очень жалко то мизерное количество людей, которые не может уехать и действительно реально страдает, переживает за Украину. И все, я знаю, таких помогают Украине. И пишут отчаянные письма, ходят на акции в защиту крымских татар. Но это 0,00 там стремящихся к бесконечности. Большинству Да. населения такой контроль нравится. Им, может быть, и очереди понравятся потом. Ну, как бы это такие советские рудименты, которые не отварились как хвост, а наоборот сейчас наливаются новыми соками. И прелесть вот этой тотальной слежки. И, значит, я, сколько понимаю, в Москве уже просто там камера передает лицо от одного до другого. Там. Ну, то есть, Да. да, абсолютно. То есть все, ты уже в ГУЛАГе, чувак. Тебе вот сейчас завтра скажут, завтра у тебя на экране высветится прийти с вещами на Лубянскую площадь. И куда ты денешься? У тебя трекинг отслеживается. Куда ты побежишь вообще? Куда? В Литву, но Литва раньше была под Можайском, а теперь ну, как-то далековато, никуда ты не добежишь. Вот. И, Ну, в этом смысле абсолютно, да. Контроль сейчас абсолютный. но я вот когда сказал, что это будет электронный ГУЛАГ, да, ха-ха-ха, хи-хи-хи, ну, ха-ха, хи-хи. Теперь, я говорю, это ГУЛАГ до такой степени самодостаточный, что завтра выходит указ, вот, пожалуйста, нет QR-кода, тебя никуда не пустят. QR-код ширнулся спутником. Хочешь ты, не хочешь, хороший ты человек, нехороший, там, какой угодно. Иди и ширяйся, иначе будешь вообще сидеть дома. Это уже как бы ограничение свободы такой, да, избирательное. Причем вакцины выбора нет, да. Значит, теперь завтра скажут, скачайте приложение и будем ваши шаги замерять, там все, ну, кто-то сможет отказаться от этого, что ли? Да нет, конечно. То есть от несвободы СМИ, от несвободы Да, слова перешли уже к личным несвободам. свобод вообще частной жизни вообще. Да. Она, безусловно, а это признаки уже тоталитаризма. Но они пока еще зыбкие, они пока еще робкие. Чем отличается, собственно, классический авторитаризм от тоталитаризма? Авторитаризм, он оставляет какие-то частные свободы. Ну, например, при авторитаризме не бывает, при тоталитаризме не бывает частной собственности. Она невозможна, потому что она есть часть некой частных свобод. Да? Свое какое-то маленькое производство, предприятие, все что угодно. Здесь же ты по трудовой книжке должен работать на государство в любом виде, в том или ином. Так и тут. Они потихоньку заходят на территорию. Интернет – это частная свобода? Частная. Извините, свобода выезда и въезда в страну – это частная? Частная. И так далее. То есть они сокращают, сужают это пространство очень сознательно. Они прекрасно знают, что они делают. Ровно так же это касается и избирательных прав, но это политическая область. Там Ну, уже давно избирательные права давно на ноль помножены. Давай. на ноль, да. Мы их Да. даже не обсуждаем. А Чем вот обсуждать про политическую? частную жизнь, да. Смотри, как он умело сделал, я имею в виду фюрера, за эти годы последние, постепенно он сужал возможность для выезда за границу для силовиков. Так. И, по-моему, сейчас они вообще до нуля сведены, да? Если ты силовик, Ну, практически, да. но если ты, конечно, не начальник ГАИ Краснодарского края, у которого золотой унитаз, на котором, я думаю, Да. там он с двигателем можно взлететь и прилететь в Турцию, в Эмираты, вот, то, в принципе, если ты там, условно, какого-то более низкого уровня, то ты просто дуй в Сочи, идиот. Нет, и точно, все. абсолютно. Да. Ну там кто выше, у них масса других возможностей. Они, во-первых, попадают в перечень лиц, которым разрешено в силу того, что они сотрудники ФСБ кататься без оглядки. Но это, опять же, для особого круга. Некоторые менты используют поддельные паспорта. Мало кто об этом знает. Выезжает недалеко за предельной территории. У него там пачка паспортов, веер. Но он по нему выехал. Что там, больно серьезно кто-то проверяет? Что, конечно, это все можно решить. Вот. Но в основном, да, они сужают категории.
Потом они же их расширяют все время. Вот если ты должник любой там, а долги мы знаем, как возникает. На митинг сходил, и ты больше никуда вообще дернуться не можешь. То есть через службу исполнения наказания, ну, ФССП, Федеральную службу судебных приставов, например, списки вот эти. Для экстремистов есть ограничения уже на выезд и так далее. То есть, Ну, то есть речь идет о десятках миллионов людей уже. Конечно, да. Сейчас уже да. Сейчас уже да. Ну, а возможности, вот эта компьютеризация, она, диджитализация в тоталитарном мире, она дает возможность любое действие предпринять за секунду. И надо понимать, Конечно. что ты уже не скроешься от призыва. Ты ни в каких лесах Это даже не обсуждается. Да, Да. ты все. И, да, как это, знаешь, говорят, вот русские не пойдут воевать, там им это не надо. Кто спросит? Конечно. Никто не спросит. Вот у тебя этот вот телефон, и будешь обязан его держать при себе в случае потери там 3 года тюрьмы. И будешь носить 3 телефона, радар еще и антенну еще вот сюда вставишь себе и будешь ходить. Ну, это прямой путь к чипизации, по поводу которой шутят-то шутят, по поводу чипизации. А, честно говоря, чем дальше, тем Минуту, как-то Марк, чушь становится реальной. чем этот QR-код с этой программой отличается от чипа? Тем, что он не вживлен, что ли? Внешний чип, да, внешний чип. Так это еще хлеще, когда тебя заставляют носить чип в чемодане. Я ношу с собой чип в чемодане. А значит, кстати, чип российского производства, он и должен, наверное, выглядеть как-то так. Это деревянный ящик такой, покрашенный в зеленый цвет, да, и такие ручки. Вот. И там такой чип такой, чипище такой. Вот. Ну да, как советский анекдот про часы, значит, электронные. Помнишь, они с чемоданом. Ой-ой-ой-ой. Ну, расскажи-ка нам еще каких-нибудь русских ужасов. Что-то вот в эту рубрику я пошел. Потом мы вернемся опять. Вся эта жизнь один сплошной ужас. Но вот сегодня я, например, у себя там на канале буду обсуждать вот эту тайную тюрьму, которая была Вот, обнаружена. расскажи, что это такое. Они как-то замяли этот скандал, как-то там говорят, что там никого не пытали. Они, после того, как обычный сетевой портал в Питере, который криминальными новостями занимается, по-моему, называется 47 News или что-то в этом роде, он в Ленинградской области, значит, опубликовал это видео. Они обнаружили тюрьму, полноценная тюрьма с крематорием. Все это видео опубликовано. Это не тюрьма, это такой уже лагерь смерти, Нормально, полный цикл, мини-Бухенвальд какой-то такой. Да. Но не это даже интересно. Не это. А знаешь, что интересно? Что это не просто тюрьма, а тюрьма полностью стилизованная под кресты. Под питерскую тюрьму кресты. То есть и формы замков, и окраска стен, и... Чтобы люди думали, что в крестах сидят? Что ли? Конечно. То есть это используется не для того, чтобы можно к батарее там, или в лесу, значит, закрыть землянки, и это дешевле обойдется. А была создана мини-тюрьма как подобие тюрьмы официальной. То есть можно предположить уже, и такие именно версии строятся, что действительно тюрьма это делает для того, чтобы, закрыл ты бизнесмена, а у него ощущение, что его закрыли не какие-то там братки, да, а его закрыли, официальные власти с кокардами, фуражки, форма, значит, эти, видеорегистраторы, все дела. И ты, конечно же, быстрее подпишешь, перепишешь бизнес, бабки отдашь, там, что там у тебя есть, потому что тебя заплющили-то не какие-то частные лица, там, бандиты, а тебя заплющило государство. Слушай, от русской вот этой шмекалки просто, не знаю, голова лопается. Реально. Да. Самое настоящее, все это есть в интернете, все можно посмотреть. Марк, заметь, что касается пыток, издевательств, воровства, да, прям работают мозги в нужном направлении, ты понимаешь? И причем креативно, очень креативно. Там по подсчетам это сооружение стоило то ли от полумиллиона долларов, то до миллиона долларов. Своя подстанция, свои, значит, коммуникации, вентиляция, все дела. Гидропресс, который закрывал въезд на машине в эту подземную часть гаража и так далее, и так далее, и так далее. Это говорит о чем? О том, что вообще такой объект не мог существовать, чтобы о нем не знали. Ну, конечно, это связано с силовиками в любом случае. Да, конечно. Естественно, они это все покрывали, это была крыша. И после того, как это было обнаружено, видео опубликовано, а этой тюрьме, по меньшей мере, как говорят специалисты, от 10 до 12 лет. Тут же приехали, значит, ФСБшники и завалили вход там и так подводный, из-за давно, там 2 года уже не эксплуатировалась тюрьма, поднялась вода, грунтовые воды. Отсасывать некому, значит, насоса нет. И они завалили вход, и типа, чтобы никто туда не совался уже. А 2 года назад они сами тихо, без всякой информации, провели, значит, оперативные мероприятия, там вскрыли стены, сняли всю обивку. То есть они ДНК проверяли, кто там сидел. И никакой информации, что, куда, кто. Как бы это не жуть, да? Вот сейчас у нас там, знаешь, в России правозащитное якобы сообщество,
Значит, всякие вот эти жулики, которые называют себя правозащитниками, там сидят в каких-то там организациях, ОНК, СПЧ, там черт знает что, там хельсинские группы. Ни один не вздрогнул, ни один не сказал: слушайте, а давайте-ка мы проверим, что это такое, кто это там, что это за дело такое. Вы же людей же ведь пытали, понимаете? Никто, ни один. Серьезно? Это лишний раз доказывает еще, кстати, что все это сплошь одна госправозащита. Что и правозащита имитационная, да, Совершенно. она вся там. Кстати, они же и гранты получают кремлевские, по-моему, эти правозащитники. Нет, так они официально их получают. Они все на сайте опубликованы, кто получает. Все получают. Как хорошо люди живут, как они нормально устроились в этой жизни. Ну, все декоративно, все обеспечивается вот именно этим. То есть там есть такая дама сейчас, она очень модная. У них все, официальная радиостанция, официальный правозащитник. Ее зовут Ева Меркачева. Она корреспондент газеты МК. Это Меркачева. Так я с ней работал, расскажи, я же ее знаю лично. Я в одной газете с ней проработал 10 лет. Ну, ты знаешь, что у нее был любовник, которого сейчас посадили, замглавы ФСИН, да, он из СВР выходец, при прежнем начальнике работал. Она от него родила дочь. Он ее завел, она получила официальную премию от СВР. Сейчас она №1 правозащитник. Она вот на «Эхе Москвы» сегодня выступает. То есть она теперь получила премию Хельсинской группы. Она теперь, значит, типа по тюрьмам, типа по всему остальному. Изображает из себя наследницу Алексеевой. Понимаешь? Вот приблизительно вот так это работает. Ну что еще тут добавить в принципе? Ну да, ты когда-то мог ее знать, работая в МК. Но еще раз повторяю, это сегодня реальность. Что вот все должно быть имитационным. И эта имитация, она в принципе работает даже, что удивишься, на западных разного рода симпатизантов, которые вот у нас есть «Яблоко», партия, вот же смотрите, большие демократы, у нас есть, значит, правозащитники, у нас еще что-нибудь есть. Ну, это театр Карабаса-Барабаса такой. Ну, абсолютно точно. Да. Скажи мне, пожалуйста, я что-то слышал, там выборы какие-то намечаются, муниципальные, что ли, но очередное. И я слышал, что это вообще для меня было немножко шоком, но источник такой нормальный мне сказал, что есть такой знаменитый оппозиционный корректурист Сергей Ёлкин. Такой, многие знают его, да? Так вот, говорят, его супруга идет баллотироваться в какой-то районе, в каком-то или в области от партии «Единая Россия». Здесь звучит такая странная Я такого музыка. не знаю. Да? Я такого не знаю. Если это правда, то это, конечно, чистый стримак, но хотя ничему не стоит удивляться. Там есть выборы в Госдуму, которые выборы 2 раза в год типа проводятся. Выборов, как ты понимаешь, никаких нет в принципе. Это же назначение, понятно. Все. Да, назначение. И там они совмещают их с довыборами по разным территориям. Например, вот в Москве умер небезызвестный тебе режиссер от КПРФ, так сказать, который на Таганке работал главрежем, да, и на его место сейчас баллотируется, Яшин пытался баллотироваться, и по этому округу идет Рыжков такой Владимир, да, небезызвестный тип. Да, и он сейчас согласован в мэрии, он, скорее всего, станет депутатом Московской городской думы по вот этому освободившемуся. От какой партии? Он идет, по-моему, сам по себе, типа при поддержке Яблока, но он член общественной палаты при Собянине. И вот он тоже баллотируется. Так что такие выборы тоже происходят. И это все укладывается в рамки. Давай, как бы, что такие глупые вопросы задаю. Конечно, по Ёлкину и ее супруге надо проверить эту информацию, но... я просто не знаю. Да, но все равно удивляться мы не будем, потому что у нас главный соратник Немцова Илья Яшин, который, когда еще марши по Москве водил памяти Бориса, он у нас глава призывной комиссии одного из центральных военкоматов. Был, он сейчас уже нет, потому что он снял полномочия. Кем стал? Он снял полномочия главы муниципального этого округа, Красносельского. Почему? Ну, я так думаю, что его плющит сильно, так сказать, и предложили ему спрыгнуть с этой темы, потому что он один из немногих, наряду с Ройзманом и рядом еще, остается, в таком легальном внесистемном поле. Все остальные же сидят или уехали, так что... Классно, да, то есть человек 2 или 3 года в этом военкомате, я просто знаю, там есть специальная дверь для... я не был внутри, но я знаю, что эти военкоматы занимались и занимаются наймом убийц украинцев на Донбасс. Так что это просто... я вот не знаю, было ли это в военкомате, причастен ли к этому Яшин, не уверен, но... Да не, я не думаю, что ему кто-то давал их набирать, этих людей, потому что это дело серьезной государственной важности в террористическом государстве. Но то, что вот военкомат, он был начальником призывной комиссии, вот тут вижу, тут не вижу, знаешь, это как быть каким-нибудь немецким либералом, говорит, а что там в Аушвице? Не, я не слышал. Да. Давайте следующий вопрос, да? Я бы сказал в более широком смысле, оно в принципе, я вот тебе скажу, что опыт
вот этого участия в муниципальных выборах, и даже в случае с Яшиным и его Красносельским округом, когда он действительно провел большинство своих сторонников в состав этого муниципального собрания, а что он дал? Вот что они смогли, что они хотели, что они декларировали. Мы, говорит, продемонстрируем, как надо работать, то есть в условиях фашистского государства, фашистского не абстрактно, а предельно конкретно, мы покажем, как можно хорошо работать. Но это вот про эти столики. То есть где-то есть островок в Москве, где все хорошо. Так не бывает. Когда в пучине огня вы, значит, хотите оградиться, и вот нас тут в стеклянном колбе ничего это не трогает. Так не бывает. Когда я потом еще вернемся к теме международной, я напоминаю, кстати, нашим зрителям, я уверен, много сейчас нас смотрят, что есть телефон в студии, и он же Вайбер, и можно звонить и задавать вопросы. Я думаю, что к Марку может быть полно вопросов со всех стран мира, и покажите телефон, пожалуйста, если не трудно. Я прошу коллег, там и скайп, по скайпу можно, покажите, пожалуйста, как с нами связаться. И вот вторую половину мы посвятим в том числе ответ на вопросы. Если будут звонки, обычно они бывают, так что я призываю вас звонить всех вот, любым способом. И, ну что, наверное, про все внутри России закончим. Что-то, я не знаю, что обсудить. С Навальным вообще молчок, да? Он просто сидит, и все. Ну вот сейчас ситуация, чтобы было всем понятно, о нем потихоньку уже становится все меньше информации в принципе. Ну, тюрьма она вообще не располагает. Я, как и раньше, считаю, что зря он вернулся, потому что расчет его был продемонстрировать, показать, насколько он отличается от, с одной стороны, от власти. Власть состоит вообще из конченных мразей, да, а вроде как и оппозиции, которая вроде ищет себе каких-то безопасных путей и так далее. А я вот, смотрите, я человек героический. Он это доказал. И дальше все. Потому что если ставить задачу уничтожения власти в Кремле, значит, диктаторской, то этим, то, что ты наглядно, прилюдно сгоришь, ты этого не добьешься. А помнишь опыт Ленина, да? Вот знаешь, мразь, убийца убийцей, но в революции в толк знал. Он точно, да, он же уехал и долго жил, вообще полжизни прожил за пределами своей страны, да, но делом занимался. Здесь обратная абсолютная история. Никто не просил туда приезжать, мальчик водочки принеси, с улыбочки, и в тюрягу уехал. Вот, значит, разгромлены все штабы. Напрочь, да? Все разгромлено. Все разгромлено. Все активисты взяты на карандаш, все уже уволены или предупреждены и так далее. То есть вот вам чистая тарелка, облизанная, вот все, оппозиции больше нет. Вот, нате вам. Все. Ну, да, и хуже того, вот расчет был, я честно скажу, мне так кажется, да, я в этом смысле, может, с кем-то спорил, расчет был на Запад, что вот Запад, он не даст, не позволит, ну как же вы вот такое творите? При том, что уже к этому моменту, к его январскому возвращению, было понятно, что ну, сегодня настроения такие, завтра другие. Мы переживали даже за последние там, 10-15 лет. Мы видели разные отношения Запада. И когда он, значит, целовался с режимом Путина и с ним самим, и когда конфликтовал, и рассчитывать на то, что он попал, Навальный, в такую фазу, которая ну, финальная для отношений с Западом, оказалось, что нет. Но это предельно наивно, или это такое как бы представление своей исключительности или что-то. Ну, я вот как человек трезвый, ну, переважную часть жизни, да, я туда не поеду. Ну, потому что я знаю, что со мной там... Тебя сразу спасается. Да. Вот. И это было изначально сесть в тюрьму, чтобы тебя там раздевали. Он писал не мемуары, ну да, писал что записки. Мошонку предлагают поднимать. И зачем это все объяснить? Вот зачем? Перед кем? Перед человек, что? Ну, короче, мы не будем его в голову лезть. Нет, я поддерживаю Навального и считаю, что он геройский человек, но тактически он совершил большущую глупость. Но я думаю, что он и стратегически совершил ошибку. Ну, ну, короче, не будем его обсуждать. Человек в тюрьме сидит... И не хочется сказать, пусть сидит, но просто вообще надеяться на то, что Запад простил сбитый самолет. Вот мы недавно отмечали годовщину. Погибли граждане Франции, граждане Нидерландов, Германии, Америки, шведы, по-моему, два человека. Ну, малайцев сразу продали там за пальмовое масло. И в Малайзии об этом никто не вспоминает. Но вот вам европейцы красавцы, а? Ни суда, ничего. А даже если будет суд, они точно не назовут виновника. Потому что, ну как, у нас Северный поток-2... виновник должен быть Путин, названа должна быть одна фамилия, остальное исполнитель, конечно. Ну, все свалят на дядю Васю. Дядя Вася получит или пулю в лоб, или медаль, там, и особняк где-нибудь. Это техника.
Да, ну вот и вернулись мы к Западу. И рассчитывать на то, что про Навального будут говорить, про него, по-моему, говорят даже реже, чем как когда-то про Ходорковского. И Ходорковский сидел 10 лет вообще, так сказать, вот и сколько бы ни говорили, а Путин сидел, вот Васька слушает, да ест вообще. Да, когда захочу, тогда выпущу, не захочу, не выпущу. Сидит там 300 украинских политзаключенных, ну и что? Ну да. И плевать он хотел. И как бы и Байден, видимо, что он пока точно с ним не поговорил на эту тему в каких-то ультимативных тонах, а когда тебе еще и предлагают вот свободная касса, значит, Северный поток-2, ну, Путин такой сидит, думает, и как Задорнов, вот не буду повторять, ну, тупые вообще. То есть я сделал вас на ровном месте, просто так. Вот как ты думаешь, как сейчас... Выглядит, во всяком случае, это именно... Ну вот как сейчас настроение у Путина? Вот он встал с любой ноги, там, ну, что-то сделал, там, а дальше о чем он думает? Вот сейчас? Вот смотри, вот обсуждая Путина, надо все время воспринимать его через возраст. Потому что в следующем году ему 70 лет. Это возраст, который ну, для политика... Рассвет политика. Ну, для политика на Западе, которого выбирают, который не несет ответственности ценой в жизнь, конечно, это нормальный возраст. И это нормальная совершенно политическая биография, когда, ну, ты можешь выиграть выборы, ты можешь проиграть, но это не несет для тебя потери там свободы, денег, не знаю, жизни и так далее. Путин все время все-таки увеличивает цену своего пребывания дальнейшего у власти. И ты знаешь, главная угроза для него ведь не в том, что вот этот благостный такой Запад готов действовать против него эскалационно, да, то есть в конечном итоге притащить его, что называется, на ошейнике в Гаагу. Нет, главная угроза среди его окружения, я считаю. И она будет расти пропорционально. В русской истории мы за 20 век, например, это видели многократно. Не, ну смотри, вот мне кажется, что при всем моем плохом отношении к Путину, что он умнее всех предыдущих русских правителей. В известном. Да. Но он, мне кажется, вот настолько боится действительно. Тут я не сомневаюсь, что он боится. И в том числе он никому не доверяет вокруг. Немощи, да. Он же воспитал таких же Путина. Понятно. Он их знает. Он этих сволочей знает всех, да? Но, тем не менее, мне кажется, он максимально зачистил все. И не только публичное поле, там оппозиции условной даже нет уже. Даже игрушечная она нужна уже в таких дозах просто, ну, я не знаю, терапевтических, да? Просто щоб було. Эхо Москвы, щоб було, там дождь, щоб було, там и это, новая газета. Все под ФСБ, все зашибись и так далее. Ну, конечно. Вот. А, тебе звонок есть, Марк. Я прерываю свои рассуждения. По Вайберу звонок. Пожалуйста, говорите громко, четко, кто вы, откуда, и задавайте вопрос господину Фейгину. Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, Айдер. Меня зовут Умер, я из Харькова, я родом из Крыма. У меня такой вопрос. Я являюсь, кстати, вашим подписчиком на Патреоне, поддерживаю канал АТР, канал Айдера Муждабаева и канал Марка. Спасибо вам большое за вашу деятельность. И вопрос у меня касательно темы. Связан ли разворот партии «Слуга народа» в сторону КНР с тем, что условный коллективный Запад, так сказать, предает Украину? Или же этот разворот преследует корыстные цели власти, ведь представитель МВФ покинул Украину, до следующего транша не будет, до реформы деолигархизации, и мы теперь, грубо говоря, ищем деньги на стороне? Или это просто заигрывание с Китаем, чтобы как-то обозначить, что мы можем легко развернуться и как бы не обращать внимания на Запад? Спасибо. Ну, я отвечу на этот вопрос. Я считаю, что, во-первых, из этого ничего не выйдет. По той простой причине, что Китай не настолько наивен, чтобы сразу же переключиться реактивно на какое-то обращенное к нему предложение в качестве разводки такой, да, с Западом. Тут ничего не выйдет, потому что у Китая далеко идущие цели, и его интересует в первую очередь сейчас геоэкономические интересы. А я вам напомню, Китай уже проиграл в отношениях с Киевом, когда были пересмотрены условия конкурса на Мотор Сич. И они там это восприняли очень болезненно. И какая-то попытка переиграть по новой эту историю, опять же, в Китае они прекрасно понимают, в каком находится положении Киев, они не станут в это, так сказать, ввариваться, как у нас говорят, вот прямо сейчас. Они подождут. И помогать администрации президента Зеленского, конечно же, не будут. Что касается власти Банковой, ну, конечно, это эмоциональный шаг. Отчасти он вызван тем, чтобы привлечь Пекин к участию в Крымской платформе. Это абсолютно бесполезный шаг. Китай, конечно же, не будет в этом участвовать, потому что у него особые отношения с Москвой сейчас. Москва вассальные имеет отношения по отношению к Китаю, да, но
и потом Китай внимательно следит за тем, как ведет себя Москва к нему по отношению к Пекину в связи со всеми вот этими попытками Вашингтона привлечь Москву в качестве союзника против Пекина, абсолютно бесполезных, кстати, попыток. Ну а просто-напросто Киев занимает гораздо даже меньшую по отношению ко всем остальным игрокам размер. И поэтому для Китая он не настолько вот интересен, чтобы сразу бросаться на предложение президента Зеленского. Я думаю, это долгоиграющая история, и пока она перспективы для Киева не имеет. Вот. Отнесутся ли болезненно к этому в Вашингтоне, то, что их противник, их соперник, глобальный соперник Пекин вдруг стал объектом интереса Киева. Да? Это при том, что декларируется союз с Западом долгосрочный и долговременный. Ну, с одной стороны, они могут воспринимать это как попытку обрести субъектность, Киев, да, некую самостоятельность в проведении большой политики. А с другой стороны, ну, все-таки во многом именно Америка обеспечивает гарантии безопасности, несмотря на все, что происходит в отношениях с Байденом и нынешней администрацией. Она, кстати, все равно на 4 года всего. Ей осталось 3,5 находиться у власти. Вот так устроена демократия. Вот. А взаимодействовать двум странам, как тесным стратегическим партнерам, придется десятилетиями. Поэтому я перспективы никакой в разворачивании в сторону Востока, вот честно, я не вижу. Ну, я, если дозволено мне будет добавить, я абсолютно согласен. Это все риторика, которая может быть более вредная или менее вредная, которую, может быть, тут вот Алексей Арестович утверждал, что просто переврали, выдернули из контекста слова Арахамии там, и его. Но даже это не имеет особого значения, даже проверять это я не хочу, потому что, ну, вроде как так тоже было, да, там для заголовка там вырвали. Но у Китая есть партнер, Россия, как называет Марк вассалом ее. А, кстати, почему она вассал? Вот расскажи нашим зрителям. Ну, просто потому, что Китай никаких иллюзий не питает. Он монстр и экономический, и геополитический, и экспансионистский монстр. Почему-то это всегда недооценивается, да. Китай — это действительно уже вторая держава. Так случилось, так сложилось за эти там 3 десятилетия, ну даже 2. Время ими не было потеряно, а использовано было по максимуму. Какую область вы не возьмите, там, экономику, космос, вооружение, там, это Но все... как русские от них зависят? Просто вот мы говорим же, да, о том, что они могут попытаться купить Украину. То есть, да, вот такие тут звучали экспертные мысли. Вот звонил человек, спрашивал, что это про деньги вообще, где китайские деньги, там коррупция, там покупка правительства, и так далее. Это и защита этих стратегических интересов. Просто, во-первых, у самой Украины, кстати, нету ничего особо интересного, чтобы было бы конкурентно. Россия гораздо интереснее, потому что там ресурсы. Потому что там нефть, у нас политики подешевле. Не, ну это не все равно. Это, ты знаешь, это как с Беларусью. Ну что есть у Беларуси, да? Белоруссию можно использовать, но большие экономические, Великий Камень, вот этот проект и так далее, они нужны для торговли, для обеспечения... Нет, ну смотри, Беларусь, она просто логистически близко к Европе. Да, Там действительно выгодно размещать китайское производство, например, да? Вот. Но объемы несопоставимы, понимаешь? Москва гораздо интереснее, тем более, что для Китая через Амур, так сказать, пустая страна, ненаселенная практически, через Урал живет 25 миллионов человек, а через Амур 1,5 миллиарда. Гораздо более компактно. Безусловно, стратегию Китай выстраивает в отношении Москвы. Почему вассал? А потому что в Москве они понимают, что подобное тянется к подобному. Запад, безусловно, является обязывающим их партнером, который говорит, создавайте такую же подобную политическую систему демократии, рыночной экономики, прав человека и так далее. Ага, как бы там ни... сейчас создали. Да, Китай этого не требует. Китай этого не требует. И поэтому Москва, будучи слабым партнером экономическим, она продолжит увеличивать эту зависимость от Китая. Во многих очень отношениях. Кстати, технологическом тоже. А смотри, а нет ли такого опасения, допустим, у Америки, я тоже фантазирую уже, например, стратегического опасения, что вот если додушить санкциями Россию до уровня Советского Союза какого-нибудь там 90-го года, да, вот, когда ну, совсем плохо. Это физически возможно за год, я думаю, просто там... Теоретически, да. Теоретически конечно. возможно, да, то есть инструментарий есть, без единого выстрела, как говорится. Что вот эта бедная, вот эта оборванная, голодная Россия, она просто под ноги Китаю упадет, просто целуя сапоги.
А ты понимаешь, в чем проблема? Что это действительно именно так и обозначается. Вот Керри, который челночничает Ой, агент. хочу про него поговорить сейчас с тобой, да. Да, он интервью, кстати, дал мощнейшее. Вот в «Коммерсанте», не знаю, 16 июля кто прочитал, но это стоит того. Он, безусловно, на этом и рассчитывает, что реалполитик в исполнении демократов заключается в том, что Россию нельзя отдать в руки Китаю, чтобы она ему досталась как приз. Проблема только в том, что она в любом случае упадет именно ему. Сложно себе представить, что Америка сможет создать условия, при которых Россия, даже расчленившись, достанется еще кому-то. Ну, то есть это такая ложная цель, да? То есть все равно... Конечно, она фатальна, судьба эта, фатальна. Потому что Сибирь, Восточная и Забайкалье, и Дальний Восток настолько депрессивные регионы, наряду с восточным соседом, который развивается семимильными шагами. Давай так честно скажем, там людей нет, а ресурсы есть. Вот и все. Конечно, А людей нет, а конечно. ресурсы Именно есть. так. Да. Так хуже того, ресурсы кому принадлежат-то? Ресурсы принадлежат не этим людям. Они бы им принадлежали, они бы хоть их защищали. А для них это что? Нефть, газ, полиметаллические руды принадлежат кому-то там в Москве неизвестным ноунейным из Кремля. Что им защищать? И если Китай придет за этими ресурсами, они не будут с оружием в руках. Марк, я представляю себе такие, знаешь, такие, я был в паре мест там, да, за Уралом и за Байкалом, вот такие качающиеся местные аборигены, вот такие, Абсолютно. я не имею в виду народы коренные, а имею в виду качающиеся Не, вот этих понятно. вот этих шариковых ноунеймов вот этих, да, и вот как он, и тут китаец идет, и что он сделает? Ну, не знаю, что, мелочь попросит на бутылку. Что он может сделать еще? То есть, по сути дела, Путин понимает, что Китай, конечно, мощнее в 100 раз. Но в Америке, насколько я тебя понял, нужно понять, что Китай и Россия – это единая угроза. Не сортировать ее, она гибридно единая. Несомненно. Несомненно, и попытки переманить Москву на сторону западного мира, сказав, вы должны цивилизационно определиться, вы издеваетесь? Москва не может цивилизационно это определяться. отдельная цивилизация, это сама по себе цивилизация. Да. И это уже определилась. Да, я не знаю, вот сколько нужно перезагрузок. Перезагрузка 33, 38, чтобы, наконец, уже избитые шишками американская демократия, ну, не знаю. Ну, короче, звонок тебе еще один. Да. Да. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Марку Фейгину. Алло, вы в эфире. Алло. Да, говорите. Алло. Задавайте вопросы, вы в прямом эфире. Угу. Айдер и Марк Фейгин, приветствую вас. Я очень люблю ваши эфиры, очень ценю вас как журналистов. И хочу пожелать вам большого успеха в вашей каждодневной работе. Мой вопрос к Марку Фейгину. Как вы оцениваете разворот практически на 180 градусов Ангелы Меркель по отношению к Путину? Сначала она говорила, что Путин живет в параллельном мире, в параллельной реальности, а сейчас она начинает говорить о каких-то формулах Штайнмайера, и это вызывает будущее по политике в Германии по отношению к Украине. И параллельно, когда вы запустите Михаила Путина на ваш эфир. Спасибо большое. Ох, спасибо. А я не знаю, как зовут слушательницу. Не скажешь? Не сказала она, как ее зовут? Сказала редактора, пожалуйста, подскажите, если сказала, как зовут. Ну, не просто сказала, извините, к сожалению. что... Не сказала. Ну, жаль, потому что я все-таки предпочитаю по имени обращаться. Смотрите, какая история. Я бы рад бы сказать, что за 16 лет действительно сложившаяся репутация Меркель свидетельствовала о том, что она руководствуется глобальными большими идеями. Для нее интересы его европейского сообщества, которое она представляет как глава крупнейшего государства, правительства, точнее, Германии, имеют значение. Но беда в двух вещах заключается. Вот эта бешеная активность Меркель за 2 месяца до конца ее каденции, окончательно уходит она на политическую якобы пенсию, они внушают, с учетом того, что мы знаем о Шрёдере, бывшем канцлере, самые худшие опасения. Есть такое понятие, даже в Германии, не я, обсуждают понятие шредеризация. Да? То есть когда, в общем, политик перед самым концом своей политической деятельности в качестве выборного лица начинает уже руководствоваться не столько идеями, сколько интересами. Вот я по-другому это объяснить не могу, потому что зачем тебе, вот подумайте, логика, ты через 2 месяца перестаешь быть канцлером. Зачем тебе? Она мало того, что выступала с публичными заявлениями, ну и в частности вот 12 июля на встрече с Зеленским в Берлине, с требованием того, чтобы имплементированы были вот эти план Штайнмайера в законодательство Украины. Она предлагала провести особый формат, создать площадку в ЕС руководителям
стран, входящих в ЕС, с Путиным, мало кто слышал, но вот инсайды раздаются о том, когда она ездила недавно, прям буквально в Великобританию, уже после 16 июня и встречи Байдена с Путиным в Женеве, она уговорила Бориса Джонсона, который гораздо более радикальную позицию по отношению к Москве занимает, предлагала ему встретиться с Путиным для урегулирования разного рода проблем. Ну и позиция по Северному потоку, я думаю, что, скорее всего, все-таки там победил, я повторяю, идеи, которыми руководствовалась Ангела Меркель и создавала за счет приверженности им свою репутацию, победил интерес. В каком виде это будет выражено, это уже второстепенно. Я не думаю, что она пойдет работать непосредственно в «Газпром», как это сделали бывший премьер-министр Франции Фийон, он пошел за рубеж нефть. В «Газпром» и в «Роснефть» пошел Шрёдер, бывший канцлер Германии, правда, социалист. Я думаю, что, наверное, она о чем-то таком договорилась, что для нее очень-очень материальный интерес. Я другого объяснения этому всему просто не нахожу. Потому что если ты уходящий канцлер, зачем ты создаешь трудности, обязательств для последующих твоих преемников, заставляя их к особым отношениям, принуждая их к особым отношениям с Москвой, которые ты своими подписями, договорами и декларациями создаешь этот залог для будущего ограничения маневра твоих преемников. Это очень странно. Так никто никогда не делает. Он предоставляет перед своим уходом самим новым политикам, новым руководителям правительства Германии решать, какие им выстраивать отношения с Москвой. Вот я хочу, чтобы вы послушали сейчас цитату из другого конгрессмена. Это Марси Каптур, член Палаты представителей. Я ее лично знаю, я с ней встречался неоднократно. Ну, здравый человек, да? Глава украинского кокуса, чтобы да, без спив голова, то есть спив, ну, я не знаю, как по-российски перевести, но сопредседатель украинского кокуса Конгресса США. Давайте послушаем его цитату. Конгрес розуміє головний урок історії. Коли Німеччина і Росія змовляються, за це розплачуються жителі Центральної та Східної Європи. Мені так соромно перед цією шановною пані, я чомусь подумав, що... Не, нормально. Да. Она симпатичная тетка, я ее видел. Ну, она и умная, насколько я понимаю. Да, Одна из немногих, кто читала книжки, видимо, из политиков действующих. Она происхождение есть украинские корни. Ну тем более, да. Она знает просто, чем... Вот не напоминает ли тебе нынешние вот это разводки вокруг Украины, то, как в свое время отворачивались от Польши постепенно? Ну, это всегда напоминает. Мы и Мюнхенскую сделку, и весь предвоенный период аналогизируем с тем, что происходит сейчас. У нас есть для этого исторические основания, есть аналогии. Мы видели, как тогда Запад проиграл эту борьбу, значит, гитлеровской Германии в 30-х годах. Ровно что-то подобное повторяется, учитывая, что Москва ведет себя, в общем, как панрегиональный, с претензией на более высокий геополитический уровень гегемон. Конечно, разделы Польши и попытка подобным же образом обойтись с Украиной, она не может не вызывать этих ассоциаций. Но ровно поэтому важен исторический опыт, как не совершать этих ошибок раз за разом. И главный вывод здесь в том, что никогда не потакать агрессору, никогда не делать того, что он хочет. И не пытаться лакировать эту действительность, а говорить все прямо и ясно, и четко. Тогда можно избежать худшего. Поэтому, вот как ты говорил, между двумя сроками Обамы, в 2008 война в Грузии, перезагрузка, и война в 2014 году в Украине. Ровно следующий этап – это вторжение в Украину. Вот захват еще и новых территорий. Может быть, всей Украины, а может только какой-то части, там, не знаю, Харьковщины. Ну, ты же помнишь, как Гитлер захватил Судеты, да? Ну, на этом он, конечно же, и остановится, конечно. Ну, зачем конечно, ему больше? Вот только вот это правильно. Так это главная предпосылка была Мюнхенской сделки. Именно то, что, ну, конечно, типа я же собираю немецкую нацию. Вот немецкая нация у меня в Австрии один народ у нас, да? В Судетах у нас один народ, да? Вот. А дальше, ну, конечно, а что еще делать Гитлеру? Больше ничего. Развивать демократию. Нет, конечно, строить лагеря и идти дальше. Вот и все. Я просто другой стратегии не вижу с учетом текста Путина, который он опубликовал 12 июля на своем, повторяю, сайте. Назвал почему-то это статьей. Это очень интересно, да? Взять, опубликовать на своем сайте президента
Кремлин.ру и говорить, ну, статья, давайте полемизировать. О чем полемизировать? Это заявление. А как он политическое. по постикам должен был назвать, что ли, это? Нет, ну он бы опубликовал хотя бы это в какой-нибудь там СМИ, какой-нибудь Süddeutsche Zeitung, там еще где-нибудь, как он National Interest, а тут он заявление делает, по сути. И главная его часть не историческая, это вообще никому не интересно. Он там может петь все что угодно, а последние абзацы, где он ясно, четко выражает эту инвективу, что если вы не будете делать так, то я сделаю так. А потом еще и догнал, когда Зеленский потроллил его, говорил, что вместо статей бы заниматься, давай-ка ты встретимся, поговорим об этом содержании этих статей. Он вдруг сказал, не, дружок, идите вместе со всей своей банковой, паузу возьмите, прям дословно, и почитайте, что я вам там написал, чтобы вы этот сценарий исполняли. Вот так. Отличный эфир у нас был с тобой, Марк, и я думаю, что всем интересно, и ну, практически по всем пунктам мое видение совпадает. Вот, приятно было тебя послушать в таком большом объеме. Да, я думаю, что вот, ну, ничего мы веселого не сказали вам, но вы все равно не переключайтесь, потому что через 5 минут на месте Марка будет Аркадий Бабченко, с которым мы будем обсуждать всякие глобальные темы тоже. Да? Так что смотрите АТР, но я не знаю, где еще есть такая аналитика, как на нашем канале. Ah, ey yeşil ada, ey ana yurdu, parçalarken seni şimalın kurdu. Nerede? Yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Oksuzsun, esirsin, dep şimale inleyorsun fakat dinleyin kana. Altın, destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümler ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Köşeğin karaman, şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu.
Айша Сетмуратова 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Ay gidi Tatar yaşları okumaylar. Erenlerge eş olup yol kuvmaylar. Başta akıl olganda közde karuv, görmey, bilmey yaşamaktan utanmaylar. Ay gidi Tatar yaşları okumaylar. Okusalar kimseden kem kalmaylar. İstanbul'da, Paris'te birinci bola. Japonlar da olar gayet almaylar. Ay gidi Tatar yaşları, yok başları. Tölermen törde ösken yolbaşları. Yolbaşları bolmaganda, horluk görüp, kayda barsa tökeler gözyaşları. Меня зовут Айдар Муждабаев. Мы продолжаем прямой эфир программы «Бугюн» сегодня на телеканале АТР. Я подчеркиваю, эфир прямой. У нас есть телефон студии, на этом же номере Viber на студии. Вы можете позвонить, и даже Skype есть atr.tv. И можете непосредственно лично задавать вопросы моему собеседнику. А собеседник у меня сегодня... Собеседник у нас отвалился, как мне говорят режиссеры, по скайпу, но как отвалился, так и вернется. Зовут этого собеседника Аркадий Бабченко. Так что собирайтесь с вопросами, с мыслями. Вот сейчас мы снова его соединим. И посвятим мы, конечно, разговор с Аркадием. Некоторые вещи, знаете, видятся на расстоянии лучше, четче, отчетливее, и не всегда, когда ты вроде как в процессе задействован, да, не всегда ты видишь лучше тенденции, результаты и оцениваешь их по-другому. Аркадий, как мы знаем, находится в бункере, то есть он непосредственно не в Украине не находится, он в бункере, ну, в условном, конечно, да, вот, после того, как на него было покушение, и в тот момент, когда он был ведущим телеканала АТР. Поэтому он анализирует все снаружи, по тем тенденциям, которые он видит. Он ни с кем тут, в общем, не связан. Поэтому его анализ, на мой взгляд, ценен. Ну и вы знаете, да, что у него канал в Ютубе появился. Все-таки с Самбулюком его уговорили. Вот, и он сделал канал, и там тоже все интересно. И публикации у него такие, что, ну, в общем, что тут рассказывать. Бабченко был одним из лучших сотрудников АТР, скажем так. Вот, пытаемся мы сейчас выйти с ним на связь. Пока не получается, да? Я у редактора спрашиваю. Набираете, да? Вот, так. Что тут у нас Аркадий писал в последнее время? Да ничего, тут что-то перехвалил я Аркадия про космос. Вот писал про космонавтов, которые вот эти пожилые тетечки и дядечки. И самый молодой, кстати, пацанчик, который 18-летний, и тетя, которой 82 года, которая исполнила свою мечту вылететь в космос хотя бы на 4 минуты. Ну, я не знаю, в принципе, говорят, что это какая-то революция, но что-то такого. Просто достаточно мощная ракета разогналась, а может быть, Аркадий считает и по-другому, он у нас человек отчасти космический. Ну что, связь есть, Аркадий? Аркадий? Я слышу, раз, два, три, четыре, пять. Молодец, а я тебя еще и вижу теперь. Слышно отлично, у тебя отлично. Практически с головы торчит прапор Украины, это очень приятно. Да. Так вот. Да. Только можно попросить аппаратную мне студию звук чуть погромче вывести? Я тебя плохо слышу. Меня плохо слышишь, да? Да, да.
Ну вот пока чуть увеличивает. Да, я хочу сказать, что Аркадий сразу радостно откликнулся на мою просьбу включиться в эфир АТР, потому что соскучился по нашим зрителям. Вот, и говорит, все дела отложу, и с тобой, Айдер, со зрителями АТР побеседую. Но я тебе могу передать, дорогой мой друг, вот, что тебя любят и до сих пор все время спрашивают про тебя. И спрашивают, когда ты вернешься на наш канал, спрашивают, все спрашивают. Вот. Но это что, твое дело, что на это отвечать. Но то, что ты был и остался наш, это совершенно точно. Надеюсь, что и ты себя так ощущаешь. Какие дела я могу отложить, когда мне на законодательном уровне государственно запрещено работать? У меня сейчас нет никаких дел, и поэтому я бы, конечно, с удовольствием сейчас работал бы на АТР и вел бы Запоребрик, но мне это действительно запрещено. И у меня, в общем, стандартная, стабильная ситуация беженца, которая продолжается 2 года. Я 2 года без документов, без работы, но сейчас вроде что-то начинает сдвигаться. Я думаю, остался всего лишь где-нибудь год, и все у меня будет. А пока, друзья мои, приходите на мой канал, подписывайтесь. Я там пока на YouTube-канал, я там пока еще есть. И что, вот когда ты все свои проблемы решишь, ты приедешь к нам и будешь снова как новый, как живой работать на АТРе? Ну что, мне разрешат работать, я не знаю. Вы меня возьмете обратно, нет? Ну, посмотрим на твое поведение. Но, в принципе, уровень русофобии у тебя такой уже поднялся, что, конечно, ты достоин, что там говорить. Но это будет самой мощной русофобской СМИ в мире. Вот. Но сейчас мы обсуждаем не это. Действительно, тебя ждем, и это очень важно, кстати. Вот разнесите новость, что Бабченко вернется в Украину когда-то. Вот, и на канал АТР. А мы его, конечно, возьмем. Это я 100% говорю. Вот, мне кажется, это такая хорошая новость. А дальше будут новости не очень хорошие, потому что вообще наш эфир я решила назвать «Что и кто спасет Украину». Вот, надеюсь, ты не против, потому что внешнеполитический пассианс, который сейчас раскладывается, он очень стрёмный. Я бы так назвал слово «стрёмный». И вот мы с Марком Фейгином обсуждали всю эту историю с господином Байденом, с договоренностью с Германией, с тем, что Путин получает еще один канал финансирования своих вооружений, там, ну, то есть, что санкции, понятно, дальше не пойдут, потому что, ну, какие санкции дальше, если Северный поток — это фактически индульгенция, да, их не снимут, может быть, и дошли до разговоров о том, что, Аркадий, не знаю, ты слышал, что увязывают Северный поток и нормандский формат, формулу Штайнмайера, а еще теперь, по-моему, не Песков, а этот, как его, Козак, сказал, что и Америку надо привлечь к этому формату, ну, то есть, чтобы нагибали Украину со всех сторон уже, да, вот, этой формулы невыполнимой абсолютно, потому что после нее перестает существовать украинское государство, как таковое. Ни один президент Украины на это, конечно, не пойдет, потому что ему же иметь дело не с американцами там, или с немцами, а с своими гражданами, да, вот. Я бы хотел, чтобы ты это проанализировал. А что тут анализировать теперь тоже? Все это надо было анализировать, когда мы с тобой орали в 2019 году, да, и бились головой об стену, и волосы рвали на голове. Не делайте этого, потому что надо понимать, что да, Украина, действительно, конечно, Украину никто не хочет отдавать Мордору, и никому не надо, чтобы Украина стала частью Мордора, но и, извини меня, и воевать за нее уж точно никто не будет сам по себе, да, будут поставлять, конечно, там вооружение, помогать что-то, но смотри, уже сейчас идут разговоры о том, что американцы перестают давать разведданные Украине, потому что у них есть подозрение, что эти разведданные уходят на ту сторону. То есть сейчас мы уже можем начать говорить о том, что, возможно, и поддержка вооружениями будет уменьшаться, да. Но, тем не менее, в любом случае, Запад, конечно, хочет, чтобы Украина оставалась в сфере влияния Запада по эту сторону забора с железным занавесом, который начинает выстраиваться. Но никто за нее рвать попу на британский флаг сам в первых рядах не будет, если этого не будет в первую очередь делать сама Украина. И если выбирать между Германией и Украиной, ну, извини меня, Байден, конечно, выберет Германию, да? Если выбирать между деньгами, гигантскими деньгами, огромными деньгами, и Украиной, которую тоже метает то в одну сторону, то в другую, то в третью, то в Китай, то непонятно куда. Но тоже, ребята, вы уже хотя бы определитесь, да? У Германии, по крайней мере, есть правила игры. Пусть Украина их выработает, да? Вот 5 лет были понятные правила игры, весь мир поддерживал.
Сейчас, когда советник президента говорит, что если Запад от нас отвернется, мы пойдем в сторону Китая, а президент говорит, что нет-нет, мы пойдем только в сторону ЕС, но при этом сам заключает сделки с Китаем, определитесь. Дайте вашим партнерам понятные правила игры, по которым они будут играть. Но вот Владимир Зеленский, тут надо дать ему должное вот в данном случае. Я считаю, что он правильно, в принципе, говорит, что, слушайте, господа, я могу цитату, у нас даже есть записанные, но ты, наверное, слышал, что он говорит, ну ЕС, НАТО, ну определитесь, дайте нам сроки, дайте критерии четкие. Нам нужна... Нету критериев. Я понимаю, Нету что они четких сами критериев, уже проговорились, что это вопрос чисто политический. Это вопрос, насколько Запад хочет ссориться с Россией. Давай так вот честно. Нет, скажем. Ну как нет? Ну как нет? Нет. Вопрос, насколько Запад хочет ссориться с Россией, только одна часть вопроса. Только одна, потому что Запад действительно не хочет ссориться с Россией, не хочет раздражать Россию. Естественно, ему это нафиг не нужно. Естественно, между войной и Северным потоком Меркель будет выбирать Северный поток. Это естественно, это понятно. Никто не хочет связываться с полоумными, у которых есть ядерная дубина. Но это только одна часть вопроса. Одна. Вот ты пойми, что вторая часть вопроса все-таки... будет ли та страна, которую мы берем к себе в ЕС и НАТО, доставлять нам проблемы, либо она будет усиливать нашу обороноспособность. Понимаешь? Но смотри, сильно усилила... Четких критериев. Ага, очень сильно обороноспособность НАТО усилилась за счет Болгарии. Или Албании. Или Румынии той же самой. Или Македонии, там, или кого там они приняли, Черногорию. Это прям такое усиление просто НАТО не усиление, невозможно. Безусловно, безусловно, не усиление. Но это не приносит хотя бы, по крайней мере, проблем. Да? Ну, там проблем меньше. А если у тебя не будет ни того и есть другое, ну тут, понимаешь, люди начинают думать. А с третьей стороны еще и бабки кремлевские с их газом, которые подмасливают, и они работают. Ну что? Это самая простейшая политика Путина. Платить, заваливать деньгами. Ну, еще из 10 один срабатывает. Покупать, давай скажем честно. Покупать, да. И я не исключаю, совсем не исключаю. И у меня даже бровь не дернется, если Меркель займет какой-нибудь советник Газпрома, там что-нибудь еще по стратегическому развитию. Что угодно, понимаешь? Тут и когда... Но тут такая двойная мораль, да? Почему я согласен вот в такой резкой риторике с Зеленским? Я бы был вот президентом, я бы также с ними разговаривал сейчас. Я бы не стал... не знаю, недословно, но я бы говорил так, ребят, мы за вас воюем, мы воюем конкретно, вы хотите Россию у Польши, у Румынии, да, прям вот рядом, у Венгрии, вы этого хотите, не хотите, помогайте, это надо, то есть, понимаешь, если наш президент молчит, допустим, в любой президент, хоть третий там по счету после Майдана будет, они под ковром всегда договорятся, там деньги, там коррупция, они нам рассказывают про коррупцию, Аркаш, эти страны, где премьер-министры продаются Путину с потрохами, просто с потрохами. Ну, что является большей коррупцией, чем премьер Франции, который работает на Роснефть? Что является большей коррупцией, чем канцлер Германии, работающий на Газпром? Ну, это же потолок коррупции просто. Это покупка стран, руководство стран. Ну, то есть это Нет, это не покупка стран, это покупка конкретных, уже конкретных людей, ушедших в отставку. Угу. Пожалуйста. Это отложенная зарплата. Может быть. Да. Ну, может быть, это отложенная зарплата. Хорошо, это я допускаю, но это такие обвинения все-таки, конечно, требуют доказательств. Но, извини меня, все-таки нельзя сравнить ситуацию во Франции и ситуацию в Украине, конечно. Ну, смотри, я в Украине последний проданный премьер-министр был, наверное, при Януковиче все-таки. Премьеров тут не покупали. Ну, окей, ладно, мы не про это говорим. Разные страны, разная ситуация. И, в принципе, если бы русских не боялись, я тоже это написал, может, ты видел, что, в принципе, но Украина уже соответствует стандартам НАТО по военному-то точно. Ну, не больше, чем Румыния и Болгария. Ну, больше, чем Болгария точно, да. По политическим стандартам, мы что, менее демократическая страна, чем Турция? Ну, я прошу прощения. Весь вопрос тут в России. И вот о чем могли договориться Путин с Байденом на этой встрече? Потому что очень выглядит все так, учитывая визит Керри в Москву. А Керри, ты знаешь, да, кто он такой при Обаме был? Это человек, который считал ошибкой, что он говорил ошибка, что мы тянули Украину на Запад. Кто кого тянул? Украинцы сами на Майдан выходили, да? И вот это, он, может, русского телевидения насмотрелся, да, про печеньки, там, про Госдеп и так далее, про себя же самого, да? И то, что Керри в Москве, но это Керри, это самый левацкий левак в администрации Байдена, и есть ощущение сговора.
Вот давай на эту тему порассуждаем. Я не думаю, что там есть сговор. В этом случае я не разделяю твою конспирологическую А теорию. это не моя Сейчас я версия, думаю- я тебе просто говорю, я тоже ее не разделяю, я тебе просто говорю, что есть ощущение, что очень много, тут пазла нет, есть, то есть пазла нет, много белых пятен, но ощущение, что что-то происходит за спиной под ковром, и о чем они договорились, есть. Вот о чем они могли гипотетически договориться. Нет, это не сговор. Понятно, что они договорились. Только они договорились не о сговоре. Сговор это подразумевает какие-то совместные действия, да? Они скорее договорились уже о разводе. То есть все, линии приведены, здесь будет ваше, здесь будет наше, вы ни сюда не суетесь, сюда не лезьте, а если сунетесь, то будут санкции такие, такие и такие. Мне кажется... как детей-то делить будут? Украина чей ребенок? Нет, Украину Запад будет тянуть на Запад. Украину России отдавать не хотят, но, опять же, они не хотят на словах, на уровне политических встреч, да, на уровне там разговора Байдена с Путиным. Но, опять же, воевать, поднимать армии за Украину никто не будет. Это в первую очередь задача Украины. Ну, конечно, если бы они хотели армию поднимать, они бы, наверное, в НАТО нас пригласили по ускоренной программе. Извини меня, в Украине 40 миллионов человек. Никакая там 9-миллионная Бельгия не обязана, не будет воевать за Украину. В первую очередь воевать за Украину обязана Украина. Тут Если Украина нет это ни при делает, каком раскладе. если Украина это делает, если Украина это показывает всему миру, если есть сильный лидер, который пинает постоянно каждый божий день, каждый божий час, и есть команда, в которой там, не знаю, Береза, Гончаренко, Ляшко пинают их пинками каждую секунду в пасе и заставляют принимать те или иные решения, тогда все будет. Если этого нет, если у вас лидер не то что слабый, а, извини меня, лидер, у которого лично у меня вызывают сомнения его когнитивной способности, если у вас в ПАСЕ сидит непонятно кто, непонятно зачем, непонятно что делает, если вы там 9 месяцев не аккредитуете своего посла в НАТО и своего посла в ООН, никто за вас ничего делать не будет. Не будет никто за вас пинать себя сам и что-то там делать. Ты же прекрасно знаешь. Да, извини, продолжай. Да, поэтому, если есть сильная страна, которая хочет и идет, ей будут помогать. Нет, не будут. И поэтому о чем, на мой взгляд, могли разговаривать Байден и Путин? Они договорились о том, где будет проходить железный занавес. Потому что точек соприкосновения у России с Америкой, на мой взгляд, совершенно уже не осталось. Абсолютно. Им, по-моему... можно только... Смотри, давай прогнозируем такую ситуацию. Вдруг вот в этой левацкой части, это же все, Керри это автор перезагрузки, которая началась с грузинской войны, после грузинской войны, закончилась войной с Украиной. Вот это результат обамовской перезагрузки, и Байден был тогда вице, да, а этот был не весь срок или весь срок, но он был главой Госдепартамента, министр иностранных дел. Так вот этот товарищ полетел, но я уверен, что там не по климату они разговаривали, где Россия, где климат вообще, ну это смешно. Вот, это с Китаем еще можно по климату говорить. А не существует ли такой иллюзии? К Украине мы еще вернемся и к нашему руководству. Я, кстати, думаю, что все-таки есть и позитивные моменты в Украине сейчас, и в международной политике тоже, вот связанные с Грузией. Ну, я потом вернемся к этому, да. Вот, но... ну, как сказать, я потерял мысль, Аркадий. Мысль твоя такая, не будет ли новых у них точек соприкосновения? Вот, по Китаю, если... все, по Китаю, да. Извини, пожалуйста, мы с Китая начали, а потом от китайцев я ушел довольно далеко, как шеф говорит, пиши короткими фразами. Вот, значит, Китай. Нет ли иллюзии вот этой администрации, что они сейчас договорятся с русскими, ну, с Путиным, для противодействия Китаю, например, совместного? И вот на этой теме, типа, если ты пойдешь с нами против Китая, ну, на мой взгляд, это фантастика, но, знаешь, в голове у Керри может быть все абсолютно, вот и так далее, то давайте вот сотрудничать на тему совместного противостояния китайской угрозе. Ну, сотрудничать на тему совместного противостояния китайской угрозе они могут и могут об этом договориться. Но смотри, Россия уже сделала столько шагов, после которых ну, люфт для отката назад очень небольшой. Но они могут, да, сотрудничать по поводу климата, могут сотрудничать по поводу Китая. Но никаких других, там, знаешь, вы нам Северный поток, а мы вам Украину, или наоборот, там, вы нам Крым, а мы вам Северный поток,
эти линии уже перейдены. По ним разговаривать, ну, во всяком случае, администрация Байдена-то не будет точно. Чтобы разговоры начались по этим направлениям, тут должна вернуться администрация Трампа, чего я совсем не исключаю. Я думаю, что этот человек еще вполне способен вернуться второй раз. Вот тогда будет совсем все плохо. Но это А сейчас ситуация заморожена на том... А сейчас ситуация заморожена вот на том уровне, на каком она сейчас заморожена, и ближайшие 3 года не будет подвижек ни в ту сторону, ни в эту. Все. Лед, кубик ледика сморозился, границы в нем проведены. То есть ты думаешь, что, давай так по частям, что Путин никуда дальше, вот ему сейчас Северный поток-2 дадут, значит, может, какие-то будут формальные ограничения, хотя я уверен, что они не будут работать. И он на 3 года, ты его спокойствие до конца байденской каденции гарантируешь. И в мировой политике, на театре военных действий, на украинском театре военных действий я совсем этого не гарантирую, нет. То есть в Украину он может рыпнуться при любых раскладах? Я думаю, что да. А ты слышала, что Казак или Козак говорил про Украину? Вот давайте цитату послушаем. Про вот именно где он говорит про то, что Россия не останется безучастной. Поставьте, пожалуйста. Уважаемый режиссер. К сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия. И как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае, если в зоне конфликта будут править бал те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество. Видишь, как заговорил Аркадий. Понятно, что это все набор из их же пропаганды, что тут нет никаких акций, что тут Баста выступает, ему никто не мешает концерты давать. И вообще, так сказать, ну, это сюр какой-то, да? Но пропагандистский сюр. Тут есть одна добавочка. И все мировое сообщество не будет этого терпеть, да? Вот, и они это уже новое, да. Да, они уже хотят опять Америку привлечь к нормандскому формату и нагибать Украину дальше вот через эти вот все вещи, да? Вот, что ты думаешь по этому месседжу, Козак? Ну, по этому месседжу, я думаю, то, о чем мы с тобой спорили год назад, моя мысль так и не изменилась, что если Америка станет левой социалистической, тогда кирдык будет не только Америке и всему миру. Мы тогда просто потеряем шерифа и некому будет грозить пальчиком. Эта опасность есть и сохраняется. Но да, я с тобой согласен, появились какие-то новые нотки про мировое сообщество, потому что раньше действительно этого не было. Раньше Россия была в таком жестком антагонизме всей антироссийской коалиции. Но теперь антироссийской коалиции нет. 2 года ее уже как не существует, она профукана, все, до свидания. Да? То, о чем мы с тобой говорили абзац назад. Ну и что ждать? Что хотеть? Что хотеть? Ну, например, делать то, о чем мы тоже тут говорим, например, выстраивать какую-то стратегию именно внутри Украины, стратегию обороны, да, и демонстрировать готовность обороняться с очень большим количеством убитых врагов. Называлась армия Мова Вера. Да, была такая и плюс еще вот то, что сейчас делается, на мой взгляд, абсолютно правильно. Сейчас Кулеба встречался с грузинами, с молдаванами, до этого с поляками и с литовцами, с министрами, да. Вот, по-моему, там еще Эстония, да и Латвия туда долучается. Я бы еще там добавил Румынию, может, это и делается, я не знаю, да. Ну, то есть создать внутри такой конгломерат наций, стран, их частично кандидатов членов НАТО потенциальных, хотя мы не официальный кандидат, да, вот, значит, частично уже входящих в НАТО, но тех стран, которые имеют исторический опыт таких сговоров, да, когда русские с немцами, грубо говоря, договариваются, у поляков хороша историческая память на эту тему, я думаю, работает, потому что несколько раз туда ходили, да, вот, через Польшу, вот, и другие страны, чтобы вот этой коалиции как-то бодрить вот эту старушечку Европу, которая мечтает сосать путинский газ и вообще ни о чем больше не думать. Ну а как? Да, надо создавать вот этот русофобский пояс. Да. Это, конечно, отличная идея из стран
с небольшим количеством населения, которые в первую очередь могут попасть под удар и в первую очередь ощущают эту опасность этого удара на себе и понимают, что там начинаются какие-то сговоры. Да, это безусловно, отличная идея, это, безусловно, надо делать, но все-таки в первую очередь надо строить вот этот вот остров посреди океана дерьма, который вокруг разливается, я все это чувствую все больше и больше, да, вот этот вот свой остров, его надо строить, чтобы в первую очередь была Украина, чтобы в Украине была такая армия, чтобы Россия понимала, что если она сунется, не ограничится только горелыми бурятами, а будет десятки тысяч трупов и сотни тысяч трупов, да, и чтобы завоевать там новое село в Украине с населением в 100 человек, ей придется положить там 3 дивизии, да? Что ответ будет моментальным, что Украина будет катера, и будет авиация, и будут ракеты. Вот это все надо развивать семимильными шагами, а не терять время на том, что, я не знаю, госзаказ сейчас, июль месяц, госзаказ уже есть, готов, его сделали, или он все так еще висит до сих пор? Я да? знаю лично главу Укроборонпрома Юрия Гусева. Я приглашу его в студию, я верю, что он придет, и я ему задам эти вопросы. Вот. Значит, сейчас да. к сожалению, Украина вот вместо того, чтобы строить вот эту свою внутреннюю крепость, которая очень-очень скоро понадобится и очень ей сейчас нужна, и настоящая действительно крепость, теряет время. Вот эти 2 года, это потерянные 2 года. Скажи мне, а вот что ты называешь потерей времени? Я называю больше всего потерей времени то, насколько сильно здесь все перегрызлись. Это, может быть, ты не замечаешь этого, а может быть, замечаешь, но здесь уже и в патриотическом сообществе перегрызлись. И по идее, ну так вот, если бы я обладал таким каким-то влиянием волшебным на людей, я бы свел вместе вот этих 2 главных оппонентов, хотя на самом деле, ну, оппонент у нас Путин, да, Порошенко с Зеленским сказал: прекращайте эту хрень. Давайте сожгем эту книгу про Порошенко, но это просто бредовый наезд какой-то внутриполитический, ну сожгем ментально, конечно, потому что наша главная задача не выяснять, кто больший враг тут внутри. Ну, есть сильные стороны у разных людей, но когда русские войска пойдут, и что? И что? И мы будем вспоминать, кто как Порошенко обзывал или как Зеленского кто-то обзывал. То есть стратегические вещи. Может быть, Зеленскому стоит создать стратегический, как знаешь, при президентах Соединенных Штатов есть вот это стратегическое, я забыл, как это называется, да, но по национальной безопасности, куда включить и, может быть, и людей, не согласных с тобой, но людей, которые имеют влияние какое-то, согласованно что-то, чтобы мир видел, короче, чтобы мы ощущали, что у нас есть приоритет, да, это вот то, о чем ты говоришь, и чтобы мир видел, что несмотря на их вот эти там какие-то терки внутренние, да, стратегически они едины. Вот, ну, я думаю, что это, конечно, фантастика. Но проблема-то, конечно, смотри, не в Порошенко и Зеленском. Проблема в том, что все волонтеры перегрызлись друг с другом, каждый один с одним и все со всеми. И все патриотические уже круги перегрызлись. И, безусловно, надо все-таки в голове вот этот вот выключатель, как-то его переключать и всю эту грязню оставить на потом. А сейчас грызться только с одним врагом, понимать, что есть только один враг, да. Вот в Польше этот переключатель произошел, она действительно объединилась, стала единой, стала монолитной, и враг там был один. А здесь сейчас опять все грызутся, кто так, кто не так, кто прав, кто не прав, там, кто за бабушку, которая распилила лавочку, кто против бабушки, которая распилила лавочку. Я вот в этом вижу еще одну проблему, понимаешь, то, что я понимаю, что я вот это по себе чувствую, да, я вот про Россию, про Москву я видеть ничего не хочу, слышать ничего не хочу. Я не хочу знать, что там казак сказал, я не хочу знать, какой там Путин статьи написал, да, вот нет их и нету, все, железный занавес и никаких новостей оттуда вообще. Пусть у нас тут будут своя грязня, пусть у нас тут будут свои какие-то там местечковые новости, пусть у нас тут будут бабушки, которые пилят лавочку, но пусть это будут наши новости, да. Я вот тоже хочу этого всего, я вот тоже понимаю все это. Но так нельзя. Но так нельзя. Когда сверху нависает полоумный сосед с танковыми дивизиями, его надо изучать. Надо смотреть, как он себя ведет. Надо понимать, какого цвета слюна у него выделяется изо рта, да, чтобы ставить диагноз. И нельзя от всего этого отгораживаться вот этим всем своим внутренней грязней. Надо туда
всю энергию ненависти отправлять. Вот это еще надо все-таки доносить и пытаться переключать в головах. Ну, я в юности мечтал быть адвокатом, но так и не вышло у меня. И, конечно, я не являюсь никаким адвокатом Зеленского. Но, тем не менее, я хочу сказать, что он попал в очень такую, ну, я думаю, что сложнее, ну нет, наверное, был сложнее момент, когда русские войска пошли, да, в 2014 году. И оккупация Крыма, с этим ничего пока вот нельзя сравнить. Но он попал в такую мясорубку, он попал в такие тиски между такими монстрами, это, между Германией там, и так далее. Еще Китая нам тут не хватало, что, в принципе, мне кажется, что жизнь заставляет его все-таки становиться, ну, он более резко стал высказываться в отношении, там, я не знаю, по Россию, правда, не всегда Россия названа, вот, допустим, про самолет он писал, не назвал России, но на сайте назвали там, и вроде как появляется ощущение, что мы существуем все-таки в одной реальности, что все-таки тема врага понятна, тема НАТО понятна, тема ЕС понятна, и, ну, и даже для меня такой маркер был, знаешь, когда приняли вот этот закон о коренных народов, это как бы отношения не имеет. И даже тут его не сильно обсуждают внутри Украины, потому что, ну, приняли, да. Просто мы погружены в этот вопрос. Но мы видели истерику Путина на эту тему, да. Это прямой пощечина Путина, когда ты признаешь, что крымский татар коренным народом Украины, да. Тут трудно сказать, вот тут уже теория сговора с Кремлем, но, на мой взгляд, она не работает. Вот, как некоторые очень патриотичные люди обвиняют там, в работе на Кремль Зеленского. Но что-то мне кажется, что нет. Все-таки работы на Кремль там нет никакой. Да нет, не было никогда никакой работы на Кремль. Только он не попал в эту ситуацию. Он сам устроил себя эту ситуацию. Ему в наследство достался отлично работающий механизм, ну, может, не как часы, но, по крайней мере, заведенный, уже смазанный, уже работающий. Ему досталась коалиция, ему досталось волонтеры, которые там все сделали, все на мази стоит. Ему достались программы по перевооружению, по обеспечению, по строительству, ля-ля, тополя, то все 5-10. Бюджет и экономика растущая досталась. Так что это не он оказался, это он устроил для себя такую ситуацию, потому что взялся за гуш, не говори, что не идешь. Никто не заставлял. Лес, работай, прилез, работай. Но в том, что подвижки есть, и подвижки действительно большие, потому что давай вспомним ту риторику, те плакаты, которые были перед выборами, предвыборные плакаты, это же вообще ужас был. Это просто Малороссия и Россия была просто-напросто. А сейчас, безусловно, по крайней мере, уже Украина. Он хотя бы, да, действительно вернулся в реальность, открыл для себя реальность, в которой существуем мы с тобой, начал ее понимать. Но это пока только первые 5 сантиметров того, что представляет из себя реальность военная политика, понятно, а там внутри еще 11 километров Марианской впадины. Да, в глубину, которой никто не знает, куда этот мир вообще упадет и на какое дно. Знаешь, у меня даже родилась такая идея телевизионной программы «Повестка дна». Такой, знаешь, потому что никогда не знаешь, вот точно не знаешь, что на следующей неделе. Как часы судного дня, так глубинометры Марианской впадине. Сегодня мы погрузились еще на 100 метров, да, а вчера там всплыли на 50, да. Да и так до центра Земли с выходом в Америку. А там раз, в Америке люк открываешь, а там социалисты. А там Джон Керри с этой, как там, кто левак еще у них там есть в этой демократической партии. Акасия Кортес, которая поддержала кубинскую революцию, но не в том смысле, что она поддержала людей, вышедших на улицы, а в том смысле, что она людей, которые вышли в Кубе на улицы сейчас, она считает антиреволюционерами, которые хотят уничтожить завоевание революции при Кастро 70 лет назад. Это бинго. Это бинго, да. Кастро должен ее удочерить ментально, и должен, причем все Кастро сразу, вот, их там много говорят, и туда ее прям вот в халупу вот эту, вот, и сахарок ей на неделю, вот, и чай из пыли,
да. Вообще, конечно, то, что в Америке такое есть, это, конечно, и смотришь на Байдена, думаешь, какой бы ты ни был, но ты хоть на человека похож. Вот по сравнению, критикуют его там и так далее, но по сравнению вот с этими людьми, ну, Байден это просто какой-то, с одной стороны, монстр. Это взрослый человек, да. наконец-то вернулся взрослый человек в политику. Ну смотри, ну человек взрослый, но опыт, он, знаешь, опыт, как и в спорте, например, и во всех делах, опыт, он иногда приводит к осторожности, да. Вот иногда все-таки опыт это плюс, конечно, огромный, да. То есть приходит понимание процессов, приходит там, ты знаешь уже, и историю выучил, и 40 лет там занимался политикой, и все. Но нет того драйва. Вот, грубо говоря, есть без опыта Зеленский, да, но человек, который начал хотя бы вещи своими именами называть, да, и с опытом Байден, я их не сравниваю, но и с огромным опытом Байден, который сначала говорит, Путин убийца, да, потом с ним здоровается, улыбается, вот, а потом есть такое ощущение, что они, вот ты говоришь, линию занавеса железного прочертили, правда, непонятно, Украина, будут ли они за этот занавес воевать еще, да, за Украину. И вот не кажется ли тебе великим риск, про Трампа ты уже сказал, мы с Фейгином говорили, я тоже говорю, что если так дальше пойдет, то Трамп может вернуться просто на любой популистской критике, да, вот, вывод войск из Афганистана, еще что-то. На мой взгляд, к чему может привести в худшем варианте такая тенденция, хотя Байден сказал, Америка возвращается, но вот как-то гибридно она возвращается. Ну, Байден вернется, это, на мой взгляд, еще полбеды, хотя я думаю, что это очень возможный вариант, и сейчас Трамп вернется, социалисты... Трамп вернется. Трамп, конечно. И сейчас, конечно, социалисты в Штатах делают все, чтобы он вернулся, и он там, говорят, триумфатор сейчас в республиканской армии, ему там чуть ли, по республиканской партии, и к нему там чуть ли не все идут на поклон. Я боюсь, чтобы... на этой волне всего вот этого вот безумия социалистического, БЛМного, гендерного и всего прочего, Ле Пен не стала бы президентом Франции на следующих выборах. Тоже хотел об этом поговорить, да. Потому что я-то за ней слежу на протяжении этих 14 лет, и я помню, как 14 лет назад у нее рейтинг был 17%, потом 7 лет назад у нее рейтинг был 34%, и если такими темпами ее рейтинг будет расти и дальше, то следующим президентом станет она. А это кирдык Евросоюзу тогда точно, кирдык Евросоюзу, но это уже совсем большие проблемы для Украины, это потери еще территории и война. Так что мир сейчас шатается очень-очень на тонком лезвии, непонятно действительно в какую сторону он упадет. И это вот именно то, что я имею в виду, когда говорю, что Украина теряет время. И этого временного ресурса у Украины больше нет. Вот вместо того, чтобы пахать, строить и строить, власть занимается тем, что 2 года тратит на то, чтобы хотя бы просто вернуться в реальность, а те, кто все понимают, тратят время на то, чтобы грызться между собой. Да, прекрасно устроились мы тут. Ты от меня ждешь каких-то хороших, оптимистических, может быть, сейчас слов. Я тебе не могу ничего сказать. Ничего я тебя хорошего не жду, Аркадий. Я ж тебе не жена. Вот, мы ж по правде говорим с тобой. Вот, что тут еще у нас плохого произошло? Да, но конгрессмены там просто мечут, причем демократические конгрессмены, я не буду второй раз ставить цитату, но то, что я с Фейгином в прошлом часе это делал, давайте просто зачитаю ее сейчас, где она есть-то. Так, черт побери, а где? Вот. Значит, такой Тед Круз, достаточно он последовательный человек, он демократ, один из самых известных демократов-конгрессменов, он сказал, дословно. Президент Байден кидає виклик законам США и повністю здався Путину. Такое когда-то говорили про Трампа. Помнишь? Он республиканец? Он демократ. Демократ. Подожди, а почему у меня написано на бумажке, что конгрессмен от демократической? Но он такой республиканец, но всегда он был такой проукраинский, да, всю жизнь. Вот. И он пишет, диктаторы, я прошу прощения, вот политическая неграмотность идет в массы просто. Президент Байден, диктатори, як і раніше, будуть пожинати мільярди від подарунка Байдена. А Європа, як і раніше, буде піддаватися російському енергетичному шантажу. Пожалуйста, да?
Вот. А дальше вот уже та самая, которая демократка, как выяснилось по ходу расследования, вот, значит, зовут ее Марсі Каптур, она пишет, и вот ее цитата. «Конгрес розуміє головний урок історії. Коли Німеччина і Росія змовляються, за це розплачуються жителі Центральної та Східної Європи». То есть намекает на Мюнхенский сговор, на раздел Польши. Я задавал вопрос Марку Фейгину и тебе задам. Не похожа ли сейчас Украина на Польшу до войны? Очень похоже. Очень похоже. То есть не то, что похоже. Украина сейчас находится в состоянии Польши. Единственное, что США не похожи сейчас на Германию тех времен. На Германию не похожи на Германию тех времен. Я просто не понимаю, я все никак не могу понять, какие претензии предъявляются Байдену после этой встречи, что от него ждали. Вот что он мог сделать, кроме того, чтобы действительно установить вот эти вот границы, прочертить этот железный занавес, что дальше? Дальше только война. Ну, дальше только война. Не, Аркадий, есть вариант. Я уточню вопрос. Да, и, кстати, я сейчас уточню вопрос по тому, что сделал Байден, мог сделать и не сделал. И напомню, что у нас есть телефоны в студии, и он же Вайбер, и есть даже Скайп. Вот смотрите и звоните, и задавайте прямо Бабченко в голову вопрос. Он просто, видно, как он ждет вопросов, вот, а вы не звоните. Это неуважительно. Да, так про Байдена, да. Про Байдена, да. Почему, что все ожидали? Ну, я скажу, чего я ожидал, да. Я не ожидал, конечно, ничего чудесного. Я в чудеса в политике не верю. Я понимаю всю сложность установления там альянса, там НАТО, то, что там Трамп пытался разметать в пух и прах этот семейный очаг, да. Вот, все, я это понимаю. Я не понимаю, зачем так быстро, просто стремительно сдавать Северный поток. Вот это можно было затянуть, это можно было там, он мог сказать, мне нужно обсудить это с Конгрессом, да, мне нужно было вот это сделать, вот это. Это просто... Подожди, стоп, не, подожди, стоп. Соединенные Штаты Америки не сдают и не строят Северный поток. Это решает Германия. Минуточку. Он встретился с Германией, он понял, что Германия приняла решение, ну что тут теперь? Ну вот как, вот это «ну чё», это значит продолжить финансирование. То есть, грубо говоря, давай так, есть буква санкций, а есть дух санкций, да, дух санкционного поведения. Да? Если ты говоришь, что человек убийца, да, если ты говоришь, что Россия враг, да, если ты и тут же буквально, проходит буквально совсем немножко времени. Ты говоришь, газопровод в Европу, да, еще по 7 миллиардов Путину в год, или сколько-то, ну окей, все. Ну все, да, нормально, договаривайтесь, я не против. Хорошо, да? Подожди, как после этого он будет призывать к усилению санкций каких-то? Вот дух санкций потерян. После этого что президент США скажет? Нет, подожди, я с тобой не соглашусь. Да, ничего, он не говорил, что строить, они против. Давай. Нет, он говорил как раз, что мы не согласны, мы против Северного потока, мы будем смотреть, как еще санкции развивать дальше, но сделать мы ничего не можем, потому что решение принимает Германия, а Германия решение приняла. А правильно. С Германией мы ссориться не будем. Отлично. Вот это сделать мы ничего не можем. Это выводит Америку из статуса того жандарма, который ты говоришь, да? И это просто, вот это так. Да. Но сделать мы ничего не можем. И весь западный мир такой, знаешь, подсознательно, как вот, мыши, кошка из дома, мыши в пляс. Они так смотрят, что? Ничего не может? Это президент США нам новый, который пришел со словами про убийцу, потому что я похороню этот криминальный режим путинский. Он прям уже просто был, не знаю, там, выступал очень жестко по отношению к Путину. И эта жесткость, очевидно, ее сейчас нет. В риторике-то точно, да? И, мы ничего не можем сделать, извините. Тогда, значит, Венгрия скажет, а что, мне нельзя теперь, да? Франция скажет, мне нельзя. Будем тоже особые отношения с Россией устанавливать. Потом Джонсон почешет репу, скажет, да давайте мы тоже. Убили они тут этим новичком. Ничего страшного. Там самолет вообще сбили с немцами, с голландцами, и у них тесные отношения. Вот что я ставлю. То есть дух потерян в каком смысле? Он не показал себя жестким человеком, а Путин такое любит, понимаешь? Он не показал себя жестким человеком по отношению к Германии. Я не знаю, нужна ли была там жесткость или не нужна. Но да, с риторикой и градус стих, безусловно. Всем надоело ковыряться со всем этим полоумным царем, который там сидит и трясет дубиной. Предупредили не лезть, надеюсь, что не полезет. Но опять же, к тому, с чем ты со мной был не согласен. Я говорил, что дальше только война, других-то вариантов нет. Все невоенные варианты исчерпаны. А воевать, естественно, никто не хочет.
Поэтому, да, с чего мы начали. Украина, естественно, находится сейчас в состоянии Польши, и ей особо поддержки так ждать неоткуда, действительно от больших дядь, да, которые рулят там миром, рулят большими бюджетами, и у которых действительно есть возможности и силы за нее вписаться. Самим надо выстраивать именно свою крепость посреди этого океана. В третий раз мы с тобой, Айдер, смотри, приходим к этому абзацу. Смотри, Аркаш, но вот, кстати, Польша, перед тем, как ее разделили Германия и Россия советская, она имела договор, между прочим, о военной помощи с Великобританией. Да? Но, учитывая реальность, Британия туда не сунулась, она ограничилась правительством в изгнании в Лондоне, которое там все эти годы сидело. Да? Ну, про страны Балтии я вообще не говорю. Да? Просто Польша была вульгарным образом завоевана. Да? Там они хотя бы гибрид, как ДНР, ЛНР, там в Балтии они себя вели, там типа имитации процессов, каких-то голосований в сеймах и так далее. А тут брутальный раздел просто страны. Да? Вот. Почему бы тогда, если... Хорошо, про риторику не будем. Правда, никто не хочет войны. Действительно, никто не хочет широкомасштабных военных действий. Но, во-первых, истории часто не спрашивают, диктаторы часто не спрашивают, кто чего хочет. А в-третьих, ну если уж вы даете возможность Путину получать по сколько-то там миллиардов евро в год за счет... разрешаете ему это сотрудничество, компенсируете эти деньги, вооружите до зубов армию Украины. Это же вам всем дешевле будет. Вот этот аргумент, мне кажется, даже так. Вот можно даже сказать, может быть, Зеленский это и скажет. Он про НАТО сказал, понятно, что не будут брать. Понятно, что они хотят ссориться с русскими, обострять не хотят, рисковать войной не хотят. Мир похож, удивительно, цикличен. Но, по-моему, сейчас у Украины есть полная возможность громко требовать вооружить нашу армию всем необходимым. Да. Что да, мы будем воевать сами, но вы нам должны помочь во всем. Да, почему это не делает Европа, я не понимаю. Не забывай, давай не будем забывать еще про одного игрока, потому что, смотри, у Украины всего 4 страны есть, да? Первая страна — это Европа, НАТО, Евросоюз. Вторая страна — Россия, там все понятно. Третья страна, появившаяся недавно, Китай, там тоже все понятно. И четвертая страна — это Турция. На данный момент это гипотетическая только сторона, да, потому что я понятия проблем не имею. Выше крыши своих проблем. Да, я совсем не уверен, что она хоть как-то готова опекать Украину, хоть чем-то ей там вообще помогать, и нужна ли Украина Турции вообще в принципе. Но гипотетически это может быть одним из партнеров, одним из союзников, потому что у Турции с Россией есть свои терки. Конечно. И Турция сейчас воевать-то как раз готова. Байрактары пошли, говорят уже, надо уточнять эти вещи, технологии пошли. То есть у Турции есть, конечно, свой интерес. Конечно, она вот под Россию не ляжет, да, хотя Путин очень хочет, но как бы кто ни относился к кому, но у Турции, а куда и дальше отступать? У нее в Сирии русские, у нее в Армении русские, в Азербайджане русские рядом, там, да, в Крыму русские. Ну, куда дальше? Наверное, помогать нам они будут все-таки, и вооружением в том числе. А сейчас у нас звонок, поэтому мы вне очереди всегда звонки даем. Вопрос к Аркадию Бабченко. Говорите, кто вы, откуда и вперед. Добрий день, я Василь, я з Миколаєва. Я проводив маленьке дослідження своє і підрахував усі згадки слова «Крим» в публікаціях Kremlin.ru. І вони чітко корелюють з нашими бойовими втратами за весь час бойових дій на фронті. Як тільки вони починають більше згадувати слово «Крим», то починають у нас зростати втрати. Це, і до ведучого, до гостя. Прокоментуйте, будь ласка, таку тенденцію. Василь, спасибо вам за вопрос, но вы опять совершаете ошибку жителя свободной страны по отношению к рейху. Вы их пытаетесь анализировать с точки зрения логики, свободного человека. А это не работает, их не надо анализировать, не надо там ничего подсчитывать, не надо там делать какие-то выкладки. Ничего этого не надо. Орки нападут. Все, это аксиома. Сколько раз они говорят слово «Крым», не говорят ли они слово «Крым», даже если они вообще рот себе зашьют и будут молчать, а на лбу нарисуют украинские флажки, не знаю, они все равно нападут. Война, я пессимист в этом плане, война Украины с Россией еще будет. Она еще будет. Чем она закончится, я не знаю. Когда она будет, я не знаю. Где она будет, я не знаю. За какие новые земли будет, я не знаю. Сейчас вот начинает всплывать остров Змеиный. Может быть, это будет новым театром военных действий, я не знаю. Но война будет.
Война будет. Вот это надо точно понять. И не надо почитывать, сколько раз они говорят слово «Крым», а надо себе усведомить в своей голове, что война будет, и готовиться к ней, готовиться, не теряя время. И искать новые возможности, новых союзников, новых соседей, с которыми, может быть, стратегически нам и не по пути. Я вот, например, убежден, что Украине с Турцией стратегически не по пути. Потому что вот Айдер меня сейчас будет ругать, но я считаю, что Турция — это, в принципе, такая же автократия и диктатура, только настоящая, как и в России. Но использовать этот союз необходимо, использовать его нужно везде, по крошке, по капельке, собирать, становиться сильнее, чтобы в критический момент быть готовым. Вот это самое главное, вот это важно. А что они там говорят, ну вот действительно уже плевать. Не забивайте голову. Для того, чтобы анализировать, что они там говорят, у вас вот есть Муждабаев, есть Бабченко, у них это их работа, они посмотрят, что там происходит в палате у сумасшедших, замерят температуру, вам покажут. Ну, смотри, насчет Турции я возражать тебе не буду, я только скажу, что есть турецкий народ, и есть, и там, как бы ни называли нынешнюю систему политическую, там есть возможность переизбрания. Там есть выборы в Турции. Дай бог. Да, поэтому все может измениться, но стратегически, Турция как стратегический партнер, ну она член НАТО еще, у нее оружие стандартизованное там. Какие отношения бы ни были с Америкой, с Израилем, но она все равно член НАТО, да, она наш ближайший сосед, да. И если они уже говорят, что они присоединятся там, к Крымской платформе, и тогда, ну, как говорится, слава богу, да. Да, они санкции не вводят против России, но, с другой стороны, они готовы поставлять байрактары и технологии, да, но это огромный плюс. Я думаю, что надо еще очень плотно, я не знаю, может, это и разговоры идут, с Польшей разговаривать, который прямой интересант просто, прямой. Это у их границ будут русские танки стоять, если не дай бог что, да, вот. Ну и все остальные страны, Америка, конечно, в первую очередь. И я напомню твою собственную цитату. Ты сказал, что война будет в какой-то форме, но в ней Украина победит. Я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения, потому что я тоже думаю, что все-таки, что произойдет тоже, как и с Польшей, чудо на Висле, что наконец-то придет осознание того, что все остальное вторично, и только российское вторжение первично. И я надеюсь, что Украина все-таки действительно победит и даст отпор, потому что, ну и 7-летний военный опыт просто невероятный, и наработки невероятные, и армия, созданная с нуля до невероятных высот, действительно, вот это, я думаю, что там по опыту и умению обгоняет все стандарты НАТО. По вооружению только, конечно, по технологиям. Ну смотри, когда последний раз Германия где-то воевала? Вот это самая крупная армия Европы, самая крупная армия НАТО. По-моему, они в афганской миссии же участвовали, что-то там кого-то посылали куда-то. Но я думаю, что они максимум себя охраняли там, вот на что они. Ну, типа того, да. Вот. Тут еще новость такая подоспела, тоже о чем-то она может свидетельствовать. Я хочу, чтобы ты прокомментировал. Тут был вопрос от Георгия из Днепра, он почему-то не захотел звонить, передал через редактора, что почему Зеленский с Меркель, если я правильно услышал моего редактора в ухе, почему Зеленский с Меркель не говорили о введении там, европейских миротворцев, раз уж здесь про Штайнмайера, значит, говорят, американских европейских миротворцев в Донбасс. Ну, тоже можешь на это ответить. И еще новость... Я категорически. Да. Я категорически против миротворцев ООН на линии разграничения, потому что это не решит проблему, а только лишь зафиксирует вот эту линию фронта, которую потом сдвинуть будет еще сложнее, потому что она будет уже прописана в международных документах. Их максимально не фиксировать ни в каких международных документах, потому что эти, на самом деле, Минские договоренности, они юридически ничто, о чем вот министр Резников сказал, юридически это вообще ни к чему не обязывает. Слава Богу. Слава Богу. Это он прямо тоже сказал, должное. Извините, вы меморандум профукали западные страны, которые сами подписывали подписями ваших президентов. Значит, еще вот новость еще. Что, ну, короче, про паспортизацию. Значит, цифрами не буду сыпать, они все равно в Росстате, сам знаешь, какие. Что они паспортизовали там огромное количество людей на оккупированной части Донбасса и, бинго, разрешили им голосовать. Ну, вот понятно, что на выборы это никак не повлияет, и Илья Яшин все равно выиграет свой муниципальный округ и вернется в состав председателем комиссии по военкомату, уж руки-то уже привыкли, так сказать, почетная грамота, это приятно всегда для комсомольца. Вот. Но вот что это означает? Ну, просто они показывают, что там живут наши, да,
И добавляет козак, что, ну да, то, что мы слышали уже. Вот что это? Ну, я думаю, это, знаешь, наворовали мы уже достаточно, пора о душе подумать. Да, душ по 500 нарыло было бы неплохо. Я думаю, что это вот типа миллион человек, миллион избирателей для Захара Прилепина. Потому что я слабо представляю, кто, даже в России, я слабо представляю, кто будет за него голосовать. А так, пожалуйста, миллион голосов с Донбасса Аркадий, у человека будет. Побойся Бога. Наш Витя и в школе-то не учился. Я думаю, что эти люди и читать-то не умеют. Но хорошо, без комментариев дальнейших, потому что у нас телефонный звонок. Уважаемые зрители, здравствуйте, вы в прямом эфире. Заговорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Аркадию Бабченко. Здравствуйте, Айдер. Михаил Юдин, город Нижний Новгород, Россия. Я вас приветствую, Аркадий и Айдер. Я очень благодарю канал АТР за ту правду и достоинство, что вы несете людям. Алло. Да, говорите, Михаил, да, говорите. Меня? Да. Да, Айдер, я, знаете, хотел, чтобы спросить и вас, и Аркадия. Вот смотрите, в 2014 году, когда Россия совершила агрессию против Украины, аннексировала Крым и устроила войну на Донбассе, вышло всего в 2014 году 50, может быть, 70 тысяч во главе с Немцовым, да, против войны. Это на 20-миллионную Москву и Московскую область. И вот я сейчас вот я здесь живу, в России, я спокойно звоню вам в прямом эфире. Благодаря вам я, собственно, стал человеком, который перестал просто бояться. Я вам скажу больше. Я выхожу, вы знаете, там на какие-то там пикеты и так далее. Мне никто ни разу не позвонил, ни ФСБ, там ничего. То есть здесь, в стране, вот, по сути, в России, просто живут миллионы абсолютно равнодушных людей. Здесь никто не запрещает выходить против войны. Пожалуйста, выходи там. То есть, вот проблема в равнодушных. И я хочу сказать, согласны ли вы с тем, что вот есть вот в Украине огромное количество, на мой взгляд, настоящих патриотов, которые не боятся агрессии России. Но процент этих людей, на мой взгляд, маловат. На мой взгляд, нужно призвать людей еще больше объединяться в Украине и понять опасность. Вот опасность, что Путин действительно нападет. Это не шутки, да? И если люди сейчас будут отдыхать, там, курорты, там, и так далее, и не будут помогать своим военным медикам, армии, то, в общем-то, поражение неизбежно Украины. Вот я, собственно, об этом хотел вас спросить. Спасибо огромное. Еще раз огромное спасибо за вашу борьбу. Спасибо. Спасибо. Ну, я сделаю ремарку, Миш, что ты выходишь пока без проблем только до того момента, пока ты еще не стал заметным, а как ты для них станешь занозой в заднице, тебя, конечно, оприходуют, скрутят, посадят и там отправят в психушку как шамана. Вот бил мужик в бубен, бил, никто его не знал, а как стал знаменитым, так теперь ему там галоперидол, из галоперидольных снов он не вылезает из своей психушки. Да? Так что я бы все-таки к Мордору так снисходительно уже не относился. То, что действительно цена революции там еще несколько лет назад была просто минимальна, да, 500 рублей там штраф, это да. Но раз тогда никто не вышел, практически никто не вышел, сейчас-то уже что-то ждать уже просто нечего. Сейчас обсуждать, что в России там происходит, кто не выходит, уже все, надоело. Это уже года 3-4-5 как тема ушла совсем. Там все понятно. А что касается Украины, делаем потихоньку. Я хочу поблагодарить Михаила за то, что он делает, и сказать ему только одно, что я не верю, что там кто-то поднимется. Вот, уважаемый Михаил. И лично, тут каждый человек уже может только лично от себя что-то говорить. Как только там соберется больше 2-3 человек, все вы сядете. Вот и все. Да? Это просто только лично можно помогать, сочувствовать, поддерживать там по-всячески. Да? Спасибо, что были с нами в эфире. Спасибо таким людям, как Михаил Юдин и другим нашим зрителям. У нас в эфире был Аркадий Бабченко, который, как основную новость, я считаю, что он сказал, что он вернется в Украину и будет работать на канале АТР. Мне очень приятно это слышать, нашим зрителям тоже. Вопрос только в сроках. Собственно, вся наша жизнь – это вопрос сроков. Чем все это закончится, мы прекрасно знаем. Я про то, что русский рейх будет разрушен, и Крым, Сербия, Саладжах. Продолжайте смотреть АТР, не переключайтесь.
Сенденішме мұрадың үшін болса, өмірінде әр шейін юртшын олса. Барсын yıllar айлансын білгеніндей, барсын yolun шашырсын yıldız, күн, ай. Сен айланма достчығым ақ yolundan, doğru қара, iç үркіме сақ солundan. Халқа байрам шенліклер болған екен, ят еллерге онғанлық толған екен. Сен ұнытма, сүрінмек ек олғанын. Ақ yolunda yalnızның bek болғанын. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями мы будем обсуждать самые актуальные новости и события, которые появились сегодня на украинской повестке дня. Сем дефне еленіс мені қабірде. Азиз Украинамның кеніш чөлі торынды. Ишітіліп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымды сайылер. Озы дұшман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлеріні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol tutarım,
kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradan'ı bilmeyim ben akçın. Defneyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Marifçi, neşirci, dramaturg ve publitsist Hasan Sabri Ayvazov Alupka köyünde Mayıs'nın 6'sında 1878 senesi dünyaya geldi. O ilk tahsilini iptidai mektepte aldı. Medresede okudu. Medresede okuvunu bitirip mekteplerde muallimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Hasan Sabri Ayvazov çetel memleketlerden kaydıp gelgen son başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasuv Bazar şehrinde Abdurreşit Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Hasan Sabri Ayvazov Vetanı Kırım'a avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Hasan Sabri Ayvazov tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Hasan Sabri Ayvazov publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Hasan Sabri Ayvazov'un icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından repressiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Hasan Sabri Ayvazov'un Neden bu alga kaldık piyesasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Можете звонить к нам абсолютно бесплатно
по Вайберу. Присоединяйтесь. +38 067 63 46 130 номер телефона. А также можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Вкладываем все наши программы в записи. А я рада представить гостя нашей студии Валерій Клочок, політичний експерт, магистр державної служби. Пане Валерію, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Витаю навзаєм. Я предлагаю начать наш эфир с новостей из временно оккупированного полуострова из Крыма. Оккупанты в Крыму допускают закрытие туристического сезона. Это может произойти, если ситуация с коронавирусом на оккупированном полуострове перевалит через катастрофическую отметку. Об этом сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. Вот его цитата. Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, придется закрывать турсезон. Пане Валерию, как вы считаете, почему оккупанты вдруг заговорили о закрытии туристического сезона? И, на ваш взгляд, является ли подлинной причиной тому коронавирусная инфекция? Ну, з тієї інформації, яка у мене є, наприклад, від моїх родичів, да, які навіть проживають у Росії, ну так склалось, да, там проживають родичі. Спілкуючись, то отримуємо інформацію, та й з інших джерел, то рівень захворюваності на ковід реально дуже високий у Росії і в Криму, звісно, також. Тому я не виключаю, що це може бути однією з причин. Може бути, але можна виглядати, ну, це може бути і однією з причин для того, щоб пояснити, чому закривають курортний сезон, можливо, напередодні саме Кримської платформи. Ну, знову ж таки, складно говорити, але... Так, а як це може бути зв'язано, по-вашому? Яким чином? Можливо, щоб менше їздили, менше говорили, менше знали. Обмеження доступу до інформації. Це абсолютно може бути. Тим паче, ну, не так багато у нас інформації взагалі про Крим. Що там відбувається, як там відбувається. Хоча я дивлюся, що чимало навіть, от, вже навіть і українських журналістів, і українців їздять до Криму відпочивати. Тому дивна поки що заява. Мені якось конкретно говорити про те, що там якась серйозна конспірологія за цим, поки що складно, ну, нема підстав. Але захворювання може бути. Я дивлюсь навіть по стрічці Facebook, ті, хто такі проукраїнські налаштовані, там проживають у Криму, пишуть, що діти їх хворіють. Випадків дуже багато порівняно з Україною. Ви знаєте, мене тут наштовхує думка на те, я, звісно, не можу робити висновків, але, мабуть, міф про Спутник, він розвіявся. Знаєте, от не спрацював, мабуть, Спутник, вакцина. Це там нібито нова, там є ця вакцина якась, знову ж таки, якою вакциною, як обов'язкова вакцинація, вона в Росії не дуже допомагає стримувати пандемію. А как в целом вот за последние 7 лет вы оцениваете туризм в оккупированном Крыму? Я просто помню, что вот когда строили вот этот так называемый Керченский мост, говорили о том, что сразу после запуска этого моста, значит, будет наплыв туристов, Крым, как полуостров, превратится в Лас-Вегас и так далее. Мост не помог. Знаєте, ще ж проблема трішки в іншому. В Криму та ж сама проблематика, що і в Україні. За високі ціни, які фактично порівнюються до закордонних, але сервіс, ну, не те, що на порядок, а він значно нижчий і гірший. Так само, якщо брати Затоку, Одесу і Крим, в ціновому параметрі вони завжди були плюс-мінус однаковими, але порівняно з іноземними курортами. Ну, то трішки задорого, як на мене, так м'яко кажучи. Тому, звичайно, що українець вибирає, йому краще злітати в Єгипет, да, який сьогодні по ціновій категорії доступний, бо там росіяни не відпочивають, чи десь в інші курортні міста з'їздити, аніж поїхати туди. Тому для мене розуміння буде того, що от ці курорти варті уваги, коли там дійсно буде зроблена серйозна реконструкція, змінений підхід до організації відпочинку, тоді можна про щось говорити про перспективу. А так, в цій частині Крим, чим мені дуже, я за часи окупації там ні разу не був, на жаль. Що мені дуже подобається, там, звичайно, клімат. Він божественний. Це реально дуже класно, і такого подібного я не бачив ніде взагалі. От він унікальний. І лише за цього кортить поїхати. Але люди по-різному вибирають. У кожного, вибачте, своя мотивація там обирати ту чи іншу країну для відпочинку. Я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас пана Валерію Євгена Хлобистова, професора Києво-Могилянської академії та радника голови Кримськотатарського ресурсного центру. Він зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Євгене, вітаємо вас. Ассаляму алейкум.
Доброго дня. Да, пане Евгене, как вы думаете, почему оккупанты вот вдруг заговорили о закрытии, о возможном закрытии туристического сезона в Крыму, и что это будет означать для полуострова? Я вважаю, що тут дві проблеми. Направду, проблема коронавірусу і віруса Дельта, вона скоріше схожа на привід, аніж на причину. Тому що після катастрофічних збитків, яких Ливньовку і таке інше, зливами, то сьогодні стан комунальної мережі, особливо на південному березі Криму, знаходиться в дуже складному становищі. Там, направду, вони потребують серйозного ремонту і почуваючих та наражатися на проблеми, в тому числі епідеміологічного характеру, ну і суто технічного характеру судовоспостереження і водовідведення. Тому я думаю, що це дуже важливою складовою рішення про припинення курортного сезону. Ну і ще додамо, що направду курортний сезон в Криму з кожним роком є очікування стосовно чистого прибутку від відпочиваючих і від всіх цих спортивно-рекреаційного обслуговування, які ситуація до сьогодні є. Дякую вам дуже, пане Евгене. Чухсалнс, к сожалению, очень плохая связь, и слышим мы вас очень плохо прерывисто. Мы попробуем в следующих наших эфирах связаться и установить более хорошую связь. Євген Хлобистов, професор Києво-Могилянської академії, радник голови Кримського ресурсного центру, був з нами на прямому зв'язку. А тем временем замглавы администрации президента России Козак считает неуместным обсуждение аннексии Крыма и заявил, что никто не может даже представить, как повернуть эту историю вспять. Давайте его послушаем. На мой взгляд, обсуждение крымского вопроса сегодня неуместно. Вхождение Крыма в состав России – состоявшееся событие, завершившееся исторический факт. Несмотря на то, что крымской истории всего 7 лет, сегодня никто не может даже представить, как повернуть эту историю вспять. Ну, очевидно, такое заявление сделано как раз перед саммитом Крымской платформы. Уже не так остается много времени. 23 августа должен состояться этот инаугурационный саммит. Вот давайте так, сегодня вам уже понятно, не так действительно, вот чуть меньше месяца даже остается до саммита. Сегодня нам уже понятно, что, какие вопросы будут обсуждать на саммите, к чему планируют прийти. Я не готовий вам сказати, які питання будуть обговорювати. Я думаю, що це стане такою, знаєте, установчим самітом, і це буде дуже добре. А лише на ньому зможуть піднімати якісь конкретні питання. Декларативні будуть, однозначно. Ну, самі для чого? Для того, щоб там реінтегрувати Крим. Але як його реінтегрувати, сьогодні погано хто розуміє. Тому що в моєму розумінні реінтеграція можлива лише за умови проведення там референдуму. От якщо місцеві мешканці проведуть референдум і вони вирішать, що ми приєднемось до України. І тоді буде так досягнено. Але це ж можливо лише за умови згоди Російської Федерації. Тут є серйозна проблема. Тому, звісно, якщо ми не можемо, наприклад, на даному етапі навіть вирішити питання деокупації Сходу країни, і я маю на увазі ми – це світ. Це не просто Україна, а це і лідери потужних країн – США, Німеччина, Франція, Європейський Союз. Ми не можемо це вирішити питання реально, я говорю, що ми. То говорити про те, що реінтеграція Криму, в принципі, реально в найближчому часі складно. Майже неможливо. Треба віддати, говорити правду. Єдине, що можна, як я говорив і говорю, єдиний шлях – це реально зміни до Конституції в частині самовизначення. Тоді можна якось перезавантажувати. Але ж, зверніть увагу, влада про це не говорить. Тому саміт швидше буде установчим, де підпишуть документи, будуть визначені члени цього саміту. Можливо, буде напрацьований якийсь там базовий документ, як наміри, які подальшому будуть розвивати цю ідею і її будуть довго жувати, грати з року в рік, там, так як Мінські угоди, там 5, 7, 10 років щороку збираються і вирішують проблему повернення Криму. Це ж можна робити вічно. І ніхто не скаже, що про проблему Криму забули. Ніхто не буде закидати Україні, що вона не займається цим питанням. Займається, але це непросто. Ніхто ж не закидає Україні, що вона не займається сьогодні деокупацією там Сходу України. Але це непросто. Я, звісно, певною долею іронії про це говорю, але разом з тим і ні. Тому що дипломати за своєю суттю, вони ж
От як послухати їхню риторику, буквально от цікаве було включення мене попередньому ефіру сьогодні. Також один із дипломатів говорив в частині того, як будуть розвиватися відносини, наприклад, України з Сполученими Штатами Америки, там на фоні Північного потоку-2 і так далі. Ну, або все мені о чому. Це от приблизно так виглядає. Тому я думаю, що Кримська платформа саме і буде такою. Хоча То есть Крымская платформа нужна для того, чтобы Крым держать постоянно в информационной повестке дня. Але це дуже правильно. Тому що немає сьогодні жодної такої платформи, вибачайте, де вона несла б місією своєю повернення окупованого Криму. Немає. Тим паче непогана заява прозвучала, як на мене, з того самого Резнікова, який говорить, давайте будемо називати його не анексований, а окупований. Ну, можливо, там в юридичному плані йому це більш ближче, як юристу, як віце-прем'єр-міністру питань реінтеграції. Можливо, це щось додасть на міжнародній арені. Нема питань. Але це все рівно риторика, яка постійно, це дискурс світовий, який, можливо, десь в якомусь етапі часового проміжку по-новому дасть можливість підійти до питання реінтеграції Криму. По-новому. Але, звісно, що тут же постане питання і Росії. А чи хочуть кримчани нині, після стількох років, повертатися в Україну? Буде багато дискусій. Буде дискусія. Зловживань буде. Повірте мені. І одні будуть говорити «да», одні будуть говорити «ні». Сьогодні ж стверджують, що... Так, а дело в том, что никто никуда не уходил, никто не решал отделяться и уходить там через какой-то псевдореферендум. Ми скільки завгодно можемо говорити псевдореферендум чи ні, але юрисдикції України на півострові немає. Це є доконаний факт. Це українська територія, закріплена в Конституції, визнана світом, але українська влада там не здійснює державні процеси. Ну, тому що фізично це зробити зараз невозможно. Правильно. Тому ж ми говоримо про можливість фізичного доступу української влади до території Криму. От саме це, я ж не до цього підвожу. Тому і питання стаєтиме, як забезпечити фізичний доступ? Можливо, будуть напрацьовані якісь шляхи, механізми. Тому треба, от, як на мене, не гаслами, а в практичній площині. Чи стане ця платформа такою? Я поки що не знаю. Тому що якщо поставить завдання влада собі, от практично, рухатися, тоді так. Якщо це просто буде декларація, ми це побачимо. Ми побачимо, звісно, не 23-го, не 24 серпня. Ми побачимо за кілька місяців, можливо, за рік роботи цієї платформи. Що вона буде робити, які документи напрацьовувати. Тому що, наприклад, по ОРДЛО, то ж були заяви, що нам років 25 треба для реінтеграції, від того ж самого Резнікова, реінтеграції цих територій. Тобто вони собі намалювали 25 років для повернення Донбасу. Мабуть. Да? Про Крим, подивимося. Пане Валерію, я предлагаю підключити к нашому ефіру ще Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый день. Добрый день. Пане Павло, а вот как вы видите саммит Крымской платформы, который наближается 23 августа, должен состояться уже инаугурационный этот саммит. Вот как вы считаете, какие вопросы нужно поднимать на саммите и может ли саммит приблизить деоккупацию полуострова? Ну, надо говорить о том, что с 2014 года, когда произошла оккупация, или, как коллега говорит, аннексия Крыма России, наши международные партнеры подчеркивают то, что не существует военный путь разрешения этой проблемы не существует. При этом никто пока не предложил и не рассматривает другие варианты возвращения Крыма, который международно признан украинской территорией, лоно, так сказать, государства-матери. Поэтому я думаю, что основная задача Крымской платформы сейчас очертить пути не военные пути возвращения Крыма Украине. Дипломатические, культурные, экономические, возможно. То есть международное сообщество должно, если не пути, то, по крайней мере, стратегическую линию для себя нарисовать, потому что фактически сейчас отсутствуют механизмы
ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе решения этого вопроса. Вот, в принципе, я думаю, основная задумка форума в этом и заключается. А как вы считаете, что из себя могут представлять эти механизмы стратегические, о которых вы говорите? Ну, в этом заключается суть этого форума, что их надо нарабатывать. Фактически говоря там в различных вариантах, это предлагается не только нам. На текущий момент существует целый ряд оккупированных территорий в мире с таким подобным статусом. Это и проблема Кипра. И на наших, для нас наиболее близко это в Грузии проблема оккупированных территорий Абхазии и Северной Осетии. И Молдавия с Приднестровьем. В принципе, для их решения предлагаются различные пути. Например, мы можем слышать, например, грузинский вариант, где европейцы предлагают: создавайте более приемлемые условия у себя экономические, чтобы оккупированные территории пожелали сами присоединиться к вам. Насколько это реально, я не знаю. Но если нет предложений, концепций, то и нет их реализации. То есть, на ваш взгляд, Украина уже на саммит этой крымской платформы должна прийти с четко выработанными механизмами, вот с четкой концепцией деоккупации Крыма или, возможно, какой-то дорожной картой, которую она представит нашим западным партнерам, так? Украина должна прийти со своей концепцией. Зачем вообще международная такая встреча? Для того, чтобы эту концепцию обыграть, и вот вы как правильно говорите, все вместе выработать какую-то дорожную карту. Для того, чтобы, если предложенные механизмы заработают, их надо будет развивать. Не заработают, значит, надо будет вносить коррективы, последующими изменять пути, способы и методы. То есть движение определяет результат. Если нет движения, результата нет. Пока за 7 лет войны по Крыму у нас нет концепции, нет движения и результата нет. Пане Будем Павло, надеяться, как вы что считаете? крымская платформа даст надежду и такой толчок для развития, для процесса деоккупации Крыма, возвращения. Да, пане Павло, а как вы считаете, вот в нынешней геополитической конъюнктуре сумеет ли Украина объединить и консолидировать все силы Запада в направлении давления на Россию? Ну, все силы Запада объединить может все мировое сообщество. Тоже это сложно сказать. Скажем, цивилизованный Все мир. силы мы вряд ли сможем объединить, но, по крайней мере, сформировать определенную коалицию государств, членов ООН, европейских государств, которые не просто будут голосовать в Генассамблее о непризнании оккупации Крыма Россией, а будут осуществлять какие-то действенные шаги, координировать свои действия. Это вполне реально. Кто будет участником этой коалиции, опять же, покажет результат самой платформы, по крайней мере, первого его установочного этого заседания. Дякуємо вам дуже, пане Павло. Чохсагол. У нас Павло Лакійчук був з нами на прямому зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалистики «Стратегия 21». Пане Валерию, вот завершая тему крымской платформы. Сегодня мы знаем, что уже будет декларация, Крымская хартия, как ее называют в Министерстве иностранных дел и в постоянном представительстве президента в Крыму. Насколько я понимаю, что как раз сейчас уже идет работа над этим документом. Какие страны поставят під ній свою підпис? Ну, цікаве запитання. Я думаю, що все-таки це будуть країни Балтії однозначно. Ну, я не виключаю, що це країни Старої Європи. Також саме Німеччина, Франція,
можливо, Австрія навіть. Але з певністю можна сказати, що вони будуть. Чому? Тому що треба прослідкувати риторику взагалі і заяви нібито і партнерів Росії по торгових відносинах дуже потужних, і те, як вони сповідують публічну позицію в частині дійсно зухвалих дій Росії, м'яко виказуючи зухвалих дій по відношенню до України і інших країн. Тобто вони не дуже церемоняться, хоча зберігають свої партнерські, бізнесові, міждержавні зв'язки. Інвестиції дуже серйозні виливають Росії, маю на увазі Німеччину і Францію. Тому я думаю, ці підписи там стоятимуть. Але чи це додасть до самого питання повернення Криму? Я думаю, що, знову ж таки, ні, це початок великої роботи. Єдине, що ми повинні не тішити себе ілюзіями, що буквально з завтрашнього дня, після підписання цієї хартії, наступить якесь чудо. Реально, воно не наступить. За якої умови, в принципі, можливе повернення Криму під юрисдикцію України? Реально, реінтеграція Криму. За умови зміни влади в Росії. І то це не означає, що треба змінити Путіна просто. Там має змінитися взагалі, відбутися серйозний апгрейд влади. Тобто він дещо має по-іншому бути сформований. Можливо, не зовсім режим, бо зміна режиму там питання дуже складне. За багато років президентування і царювання Путіна там сформувався дуже потужний прошарок тих, хто підтримує ту ж саму анексію Криму. Останнє скандал з російським журналістом Пономарьовим, якщо я не помиляюсь, який давав інтерв'ю Кисельову, то він вказує на очевидність, що росіяни щиро вважають територію Криму, незалежно від того, там Путін анексував чи не Путін. Можливо, зміниться в них риторика після того, як Путін відійде, після того, як ви кажете, режим не буде такий прискіпливий до них. Можливо, я говорю. Але це ми зможемо побачити лише потім. Історія, наприклад, із Навальним була. Мені сподобалась одна дуже цікава думка мого колеги, який, власне, говорив, що, ми ж розуміємо позицію Навального по відношенню до Криму. Звісно, Крим не бутерброд, понятно. То однозначно. Так само і багато хто з інших про це говорить. Але сама зміна влади, вона дає можливість по-новому підійти до питань, які раніше здавалося неможливо вирішити. Зверніть увагу. Коли Зеленського обрали президентом, і він поїхав на Паризький саміт у 2019 році. Дуже багато було противників. Але я тоді говорив і нині говорю, що в будь-якому випадку зміна керівника країни дає можливість для розмови, нової розмови. Чи будуть результати новими? Ще не факт. Але новий. Звісно, в історії з Росією і Мінськими угодами, то і з цим Паризьким самітом 2019 року, то важливо було б, якби обидві сторони були інших поглядів. Тобто нові. І українська, і російська. Але спроба також вона була. Вона не вдала, але дала певні результати. Чимало ми звільнили наших полонених, які були в Росії, перебували. Це також один із непоганих результатів. Тому, звісно, що питання Криму може зрушити з місця, я вважаю, якщо зміниться влада в Росії. Але це не так швидко відбудеться. Мы затрагивали тему Донбасса. Я бы хотела продолжить, учитывая, что Дмитрий Козак сделал немало интересных заявлений. В частности, замглавы администрации президента России сказал, что с 2016 по 2020 год гражданами России стали почти 1 миллион украинцев. Давайте послушаем его цитату. За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины. Проживающие в непризнанных Донецкой и Луганских народных республиках граждане России смогут в онлайн-формате проголосовать на сентябрьских выборах депутатов Госдумы. Об этом говорится в постановлении Центра избиркома России. Давайте его послушаем. На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин Российской Федерации, не имеющий регистрации по месту жительства на территории России, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента Российской Федерации 24 апреля 2019 года номер 183. Пане Валерію, как вы считаете, чем грозит Украине эта паспортизация, вынужденная паспортизация в тому числі? Є дві версії. Перша – це, мовляв, що робиться для того, аби дійсно проголосували та за єдину Росію. Так, але давайте ми подивимося на кількість виборців
у Росії, яких понад 100 мільйонів, да, і як 1 мільйон може попливати суттєво на результат. Да, и я думаю, те миллионы, которые живут в самой России, не очень-то и влияют на эти результаты. Ну да, тому, друзі, давайте будемо щирими, що ця паспортизація не про вибори. Ну, як на мене, це моя думка, не про вибори. А для чого це може бути? Це може бути, якщо, наприклад, сценарій, да, із виконання Мінських угод зайде там в глухий кут, врешті-решт, бо сьогодні заяви лунають в частині долучення інших учасників США, Канади, Великобританії, той же ж Козак говорить, що може дещо по-новому перезавантажити їх дійсно, то це дасть можливість мешканцям цих непризнаних республік провести черговий референдум, як і в Криму. Фейковий, не фейковий, але він в розумінні багатьох Росії, і в тому числі і мешканців цих територій, відбудеться. І далі вони будуть показувати всьому світу, дивіться, отут мешканці Росії, вони тут територію контролюють, і вони вирішили зробити свій федеральний округ. На них пошириться законодавство Росії. І тоді виникає ситуація яка? Що якщо будуть вестися бойові дії по лінії розмежування, це фактично війна з Росією. Це дуже такий пікантний момент, але я не виключаю, що такий сценарій сьогодні в Росії підготовлений, и він реализовывается как запасный вариант. Так более того, ведь Дмитрий Козак открыто об этом говорит. Вот опять же в этом интервью он сообщил, что если Украина решится на силовой возврат оккупированного Донбасса, Российская Федерация не будет безучастной, так как там проживают граждане России. Давайте послушаем вместе его цитату и продолжим. К сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия. И как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае, если в зоне конфликта будут править бал те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество. Тому продовження цієї тези, підтвердження цих слів, що це не основний, але також один з, можливо, основніший посил, чому видаються паспорти. Але Росія активно показує всьому світу, що ці території просто так вона не віддасть. Вони все рівно будуть залишатися під її впливом, під її контролем. Как вы думаете, есть ли в России мысль инкорпорации Донбасса в Россию? Я думаю, що є. А чому б і ні? Вони, звісно, це відкидають, говорять, що ні, такого ніколи не буде, але видача паспортів у них також відбувається за іншим мотивом. Мовляв, ми в такий спосіб захищаємо людей, які знаходяться в гуманітарній катастрофі, ми їм допомагаємо, будемо пенсії платити. Тут, слухайте, 100-500 мотивів можна знайти, влади, тим більше, яка людині, яка керує бюджетними грішми, вона може це діло все реалізовувати. Була б воля звища. Да? Тому в цій частині саме видача паспортів, вона це і означає. Хоча навіть доходять слухи, з різних джерел, що на тих територіях непідконтрольних навіть в примусовому порядку вручають ці паспорти. Ходять, обхід по квартирах, давайте, забирайте. Але ж люди заручники ситуації реально. Якщо вони там проживають, в них немає можливості іншої, не виїдеш, там 5 мільйонів чоловік до України, всі розумієте, не виїдуть. Тому, звісно, що вони змушені отримувати ці паспорти, так як в Криму. Я чудово це розумію. Так. І, знаєте, хороша ідея, давайте будемо жити тут гарно, щоб повернулися до нас. В Грузії живуть непогано, але щось Абхазія піде на ситі, не дуже поспішають повертатися. Це такий яскравий приклад. Бо в Грузії навіть і ВВП вище, ніж в Україні на порядок. Тому ця вся історія дуже складна. І практика того ж самого Кіпру, про який згадувалося, території, які навіть і дуже в цікавому форматі існують уже дуже багато років. Тому і нас штовхають до такого сценарію. Головне завдання сьогодні світу – це припинити активну фазу бойових дій. Але просто віддавати під контроль України ці території повністю ніхто не збирається. І навіть світ це розуміє, що Росія це просто не попустить. Тому, звісно, питання дуже непросте. І реалізація Но мы опять же возвращаемся к тому, что Россия нарушает и игнорирует международные соглашения. И даже в вопросе вынужденной паспортизации мы обращаемся к Женевской конвенции, которая открыто это запрещает. Тільки завгодно, до чого завгодно. Ми це констатуємо сотні разів. Але з цим треба щось робити.
Ну, от констатація – це Безусловно. одна справа, і ми мусимо розуміти наслідки таких дій для себе. От наслідок цих дій прописаний в Мінських угод. Для мене він очевидний. Я вже не раз говорив в ефірі у 2014-2015 році. От там прописано, що буде. І Росія планомірно до цього йде. Російські паспорти – це як один із варіантів. От дивіться, буде такий варіант, ми проводимо референдум, а там люди готові провести референдум. Реально. Ми проводимо референдум, приєднуємося до Росії, тоді зовсім інші відносини. Скільки завгодно можна говорити законно, незаконно. Все. Росія каже, світ не визнає. Ну не визнавайте. Абхазію і Осетію також визнали, там нібито 3-4 країни, та і все. Мы упоминали с вами Соединенные Штаты Америки, и действительно Козак в эти дни сообщил о том, что в принципе Россия не против присоединения США к нормандскому формату. При условии, до этого говорили, что если США заставят Украину выполнять Минские соглашения. Не лише ця умова. Так, а які ще условия? Ну, там однією з мов є присутність представників ОРДЛО на цих перемовинах у нормандському форматі. Це просто сказано черным по белому. Да, История так или иначе, ведь в последнее время риторика очень сильно изменилась, потому что до этого любое упоминание о присоединении США к нормандскому формату воспринималось абсолютно невозможным и категорическим в России. А сейчас уже говорят о возможности. Умова не лише там не зміна Мінських угод, не лише, а й умова присутність саме цих представників у цій переговорній групі майбутній. За участі США, Великобританії, можливо, навіть Канади сьогодні. Ну, кожного дня з'являються якісь інші країни додатково, тому що вся історія починалася зі США. Але ж з чого почалася взагалі ця історія? Ви ж пам'ятаєте, що міністри закордонних справ, так звані міністри так званих квазіреспублік написали звернення до Козака. Да. А Козак уже артикулював далі. Пізніше Лавров зробив відповідну заяву, заступник Лаврова зробив заяву. І щодня випускають по кілька таких, ну не щодня, щотижня. Там 1-2 такі заяви випускають. В одній заяві згадують представників ОРДЛО, в іншій не згадують. Козак сьогодні знову згадував представників ОРДЛО. Не випадково. Ми впродовж усіх років чудово розуміємо, хоча переговори з представниками ОРДЛО в ТКГ ведуться постійно. Вони там є. Під Мінськими угодами також поставлені ці підписи. І завдання, звісно, що сьогодні і для Росії, в першу чергу, і, мабуть, для США, які зацікавлені припиненні війни в Україні, і для Європейського Союзу, і для учасників нормандського формату, про Україну я поки що не говорю, те саме, в який спосіб легітимізувати цих представників. Не просто в ТКГ, а на міжнародному рівні. Це дуже важливий момент. Я не виключаю, що на саміті, який був в Женеві між Путіним і Байденом, така домовленість досягнута. Тому що ці заяви почали лунати саме після цього саміту, саме після цієї зустрічі. І зараз плавно рухається до цього сценарію. Чому Меркель запросила Зеленського на зустріч до себе? Який привід був? Що вони обговорювали? Де офіційні прес-релізи за підсумками зустрічі? Фактично немає. Чому прес-конференція відбулася до початку індивідуальної, довгої 4-годинної тривалої зустрічі між Меркель і Зеленським? Чому Меркель полетіла до Байдена підписати угоду по Північному потоку-2? В тому числі. Але чому перед цим був у неї Зеленський? Розумієте, чому вона його викликала до себе? Чому Сполучені Штати Америки сказали, що дату вони до цього часу не узгоджують? Пам'ятаєте, про дату дуже багато було цікавих історій. Уже на кінець липня вони, я говорю, чекайте, Сполучені Штати Америки не говорили про дату. Вони взагалі не говорили про дату. Вони говорили літом. Да. Вони чудово розуміють часовий проміжок, що Кримська платформа, заяви зі сторони Росії, листи зі сторони так званих ЛНР, ДНР. Я не виключаю, що це все було обговорено до деталей між Путіним і Байденом. Цей весь процес запускається далі. Обговорення наше з вами в ефірах цієї теми. Ми про це говоримо. Люди слухають, готуються до цього. Сприймають, не сприймають. Вивчається громадська думка. І врешті-решт, колись десь, можливо, до осені, взимку, такий нормандський формат абсолютно може відбутися за участі представників квазіреспублік. Але пікантність моменту заключається в тому, що лідери сильних країн світу цього, США, Великобританії, Канада з повагою, можливо, і Канади, Китаю навіть сказали, будуть там присутні, і вони скажуть, Україна, президент Зеленський, ось
Беріть, домовляйтесь, ми ж тут всі разом, ми так всі вирішили. Інше питання, ну як не інше, звісно, що реакція українського суспільства буде вкрай негативна. Тобто перед фактом уже поставити. Ну, звичайно. Але ж навіть у президента України з'являється, безвідносно до прізвища зараз, давайте приберемо прізвище, будь-хто, у нього з'являється база для того, щоб пояснювати, чому це відбулося. Тому що світ цього не робить. Світ по-іншому питання не вирішує. Ми з вами минулого року в ефірах разів кілька обговорювали саме, я наголошував, на Радбезі ООН і миротворців. Сьогодні Радбез ООН прибрав це питання ООН з порядку денного. Світ про це мовчить, лідери країн про це мовчать, забули. Про миротворців забули, все. Їх немає, можна викреслювати. Тому рухається в цій парадигмі. І зрозуміло, що ще один дуже серйозний фактор, який впливає на такі домовленості Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Європейського Союзу з Росією по відношенню до України, це, звісно, експансія, така нібито поки що не очевидна, я називаю її товарна експансія Китаю. Китай відіграє свою дуже не останню, першу, я вважаю, роль у фактично забезпеченні благополуччя багатьох країн світу, Європи і Сполучених Штатів Америки в тому числі. Рівень експортних операцій, він просто зашкалює. І поки що така спокійна, нарощування економічного потенціалу, фінансових ресурсів Китаю, він дуже серйозно дається в знаки взагалі на світовій арені. Бо, наприклад, ми якось згадували з вами історію з виведенням військ Сполучених Штатів Америки з Афганістану. Так, і, звісно, там зараз ситуація доволі цікаво розвивається, з точки зору негативної, маю на увазі. Для нас вона поки що ніяка, так? Але для Сполучених Штатів Америки вона десь і позитивна може бути, тому що таліби все більше захвачують територію Афганістану і поширюють свою агресію далі ближче до кордонів з Росією. Росія навіть вимушена перекидати додаткові війська і проводити там спільне навчання з Таджикистаном, Узбекистаном. Но при этом талибы ведут переговоры с Россией. Вот насколько могут быть прогнозируемы эти переговоры, я не эти можу договоренности? Це сказати. Нам треба трішки почекати часу, я вам не готовий коментувати, говорити поверхнево не можу, лише зараз констатую ті події, які відбуваються, вони цікаві. За ними варто поспостерігати, щоб розуміти взагалі ситуацію, яка буде відбуватися далі. Я веду до того, що саме Китай також він повпливав на позицію США по відношенню до Росії, Європейського Союзу, і в цій частині Україна є одним із елементів такої великої гри. На жаль, бо умови, які нам виписали, які нам сказали, ось ви будете їх виконувати, вони, звичайно, для нас дуже і дуже несприятливі. А можемо ли ми відказатися від цих условий? Так ми зараз від них відмовилися, ми їх не виконуємо. Ми зараз від них відмовилися. Ми 7 років від них відмовилися, не виконуємо. Я нагадую, ми ж збиралися їх виконувати у 2015 році. Зміни до Конституції вносили все, закон про особливий статус ухвалили і так далі. Але вулиця сказала ні. Вулиця сказала ні. Тому ми зараз їх не виконуємо. І ми маємо постійно тліючий конфлікт в его фактично горячей фазе. Давайте послушаем вместе, что сказал Джордж Кент, помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии относительно встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки летом. Мы продолжим нашу беседу. Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде трохи пізніше, не в липні, а, думаю, в серпні. Як я казав, зустріч буде влітку, але не зараз. К визиту президента Украины Зеленского в США американская сторона готовит очень амбициозную повестку на переговоры. Вынесут вопрос Северного потока-2 и другие темы, которые требуют глубоких дискуссий. Об этом заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолли. По его словам, администрация Байдена остается преданной украинскому суверенитету, территориальной целостности Украины и ее независимости. Пане Валерию, в последнее время, и то, о чем мы с вами говорили, действительно очень активно обсуждают вопрос, а сливает ли сегодня Украину Запад? Сливает ли сегодня национальные интересы Украины Германия? Мы слышали последнее заявление Ангелы Меркель о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Сливает ли Украину Соединенные Штаты Америки, которые позволили завершению строительства Северного потока-2,
который выводит свои войска с Афганистана и тем самым отказывается быть уже мировым жандармом и так далее. Вот все вот эти события, которые в последнее время, и в частности после Женевской конвенции, которые связываются, свидетельствуют ли о том, что действительно Запад для того, чтобы консолидировать силы в противостоянии Китаю, сейчас поступается національними інтересами України? Так, звичайно. Про це можна говорити абсолютно впевнено. Але справа в тому, що це розуміємо не лише ми, не лише там всі українці, розуміють і на Банковій, і обрали дещо таку, ну, як на мене, неправильну риторику. Тому що незалежно від того, подобається нам це чи ні, але реакція має бути виваженою. Вона не повинна бути такою збудженою, нервовою, як вона сьогодні часто і лунає від президента чи від інших представників влади. Можна пред'являти багато претензій партнерам західним, але в більш м'якший дипломатичний спосіб. Вони прочитають це між рядків, втім для нас буде менше зерна для того, щоб ми його перемелювали, скажімо так. Тому саме і в цій історії можна стверджувати, що нас зливають, я з вами погоджуюся, але це ми можемо ми говорити, але не президент. І звісно, що це відбулося не вчора, не позавчора, і не рік тому, і не два. Така політика по відношенню до України ведеться давно. На превеликий жаль, ми на неї ведемося, тому що, як нам, не те, що мені здається, очевидно, що в Україні навіть уже вихований цілий прошарок доволі потужних лідерів громадської думки, які доводять тезу про те, що наші західні партнери нам у цьому допомагають, хоча насправді чомусь виходить завжди навпаки. Так, а вопрос, а почему, вот о чем договорились Путин и Байден на этой женевской встрече, что сейчас мы видим вот такие действия? Или что такого мог Путин сказать Байдену, после чего Байден сейчас идет на такие действия и фактически сливает Украину? Ну, ви ж фактично дали відповідь, ставлячи запитання. Тут визначальним фактором є Китай, однозначно. Только лишь Китай? Ну, чому? В перспективі Індія, вона також дуже потужно розвивається. Можна багато там наводити прикладів інших, Туреччина те ж саме. Багато потужних країн, які претендують на світове лідерство. Але ж дуже важливо ув'язати конструкцію таким чином, щоб вона працювала, щоб вона витримувала баланс, да? Щоб країни витримували баланс. Звичайно, це не просто стало. І Росія в цій частині доволі серйозно порушила світові домовленості, які були після Другої світової війни, ну реально порушила. І сьогодні в інший спосіб, як то, наприклад, пожертвувавши частиною суверенітету України, хоча розповідаючи, що ми там його сповідуємо, ми його там цінуємо і так далі, вирішити свої такі геополітичні завдання, які ставить перед собою США і Європейський Союз, і намагаючись співпрацювати з Росією. Тому домовленості між Байденом і Путіним, вони очевидні. Просто ми не можемо їх прочитати, навряд чи вони написані, але словесно вони досягнуті і поступово до них йдуть. За рахунок інтересів не лише України, і інших країн, не лише нас. А что мы можем сделать в этой ситуации? И сможет ли сегодня гражданское общество Украины, улица каким-то образом повлиять на эти все процессы? И не приведет ли это к войне? Я вважаю, що до війни це може не привести, звичайно, до коливань серйозних може призвести нинішня політика влади. Нам, врешті-решт, треба зайняти дещо мудрішу позицію на зовнішній арені, дійсно не наживати собі ворогів і не пред'являти комусь претензій. Треба бути реально, можливо, десь і хитрішим в цьому плані. І зрозуміти одну річ, що не всі ті ідеї, які нам продукують і нав'язують із Заходу, їх реалізація в Україні, вона нам допомагає в чомусь. Тому що головна проблема будь-якої країни – це бюджет. Чим вищий бюджет, чим більший, тим більше можливостей у влади виконувати і соціальну функцію. Тому що для будь-якої влади в будь-якій країні головна функція – це соціальна. Розподіл справедливий податків. Сьогодні його немає. І звісно, що податки мають бути помірними. Якщо брати, наприклад, до уваги декілька таких точкових варіантів, це я маю на увазі саме ті, які поширюють сьогодні лідери громадської думки, і вважається, що вони дуже ефективними. Це один із так званих успішних форматів управління державними корпораціями, державними компаніями, який називається корпоративне управління.
Ну, вибачте мені, але я не бачу позитивного досвіду впровадження його в Україні. Можна говорити багато про правоохоронну систему, що вона прогнила, про судову і так далі. Інший такий дуже цікавий нюанс в частині, от саме стосується теми, яку ми підняли, Північного потоку-2, це відновлювальні джерела енергії. Так звана сонячно-зелений тариф, який у нам також Захід постійно нав'язує. Каже, дуже класна штука, а компенсація з державного бюджету лише цього тарифу в цьому році сягає понад 50 мільярдів гривень. Ну, в умовах того, що ми і так говоримо, бюджет дуже слабкий, заборгованість зберігається, так лунає ідея, давайте ми в якості компенсації проінвестуємо в Україну ще на 1 мільярд євро в зелений тариф. Ну, вибачте, друзі, це що, експериментальний майданчик чи що? Вот знаете, я просто прослеживаю события, вот как-то интересно получается. Забрали ядерное оружие, Будапештский меморандум, который Россия нарушила, нам гарантировали нашу территориальную целостность, в итоге ничего не произошло. Ну, это же меморандум, это же не договор. Естественно, меморандум. В 2007 году нам не дали ПДЧ, в 2014 году нам сказали, ребята, не воюйте, в итоге у нас война на востоке Украины, оккупировали Крым, и сейчас вот нам говорят, ну, про поток забудьте, інвестиції, ну як-то... А в 2021 році нам на рахунок ПДЧ також сказали, ну так і так, давайте ми ж там вам обіцяємо далі. Я, звісно, до ПДЧ це окрема історія. Тому, коли ви запитуєте, що робити, треба уяснити цю ситуацію, сказати відверто українцям, що така і така історія є, відмовитися від багатьох тих умов, які нам ставлять західні партнери, мотивуючи це тим, що економіка країни в даній моделі, вона не може витягнути такі умови. Ми повинні по-іншому зараз розвивати свою економіку. За аналізом тих же фахівців Міжнародного валютного фонду, в Україні за 27 років сформована економіка найгірша на 5-му місці з кінця. В світі. Тобто модель, яка є, вона повністю не працююча. І західні партнери це чудово розуміють. І сьогодні нам піднімають ціни на сировину, говорять, що так класно, фондові ринки світу, біржі, вони постійно заявляють про все вищі ціни на зернові культури, на метал, на руду і так далі. Ну що, прекрасно, давайте все вивозити, ліс, от ми все вивеземо. Зачистимо територію. Ну реально, це очевидні факти, які відбуваються. Тому треба сказати, що ми повинні дещо переналаштувати свою економіку, в першу чергу, для чого? Для того, щоб виконувати основну функцію держави – соціальну. І дбати про своїх українців. І повірте мені, що не буде в українців жодної тоді претензії, навіть в умовах ведення війни. Коли у нас анексований Крим і ведеться війна на Сході, якщо економіка буде зростати, зовсім по-іншому буде історія. І тоді по-іншому можна говорити з західними партнерами для того, щоб цю територію реінтегрувати. Я не говорю, що вони повернуться самі, будуть краще жити. Ні, це довга платівка, я її відкидаю. Але дещо А как вы по-іншому думаете, не подталкивает ли такими действиями Запад Украину к Китаю? Ні, я не думаю. Помните недавнее заявление Алексея Арестовича? Он на такой гипотетический вопрос журналиста дал такой гипотетический ответ и сказал, что если Запад продолжит сливать национальные интересы Украины, то Украина может переориентировать свои взгляды на Восток, в частности, на Китай. Не випадково згадував риторику і Зеленського, і інших представників влади. Арестович сьогодні це інший представник влади. От є узгоджена у них позиція, я не буду називати це внутрішніми їхніми темниками, давайте відійдемо від цього слова. Але це їхня позиція. Вони фактично шантажують Захід. Але не треба шантажувати тих, з ким потрібно співпрацювати. Але на взаємовигідних умовах. Сьогодні, чомусь позиція виглядає така, що повинні дати. А далі, можливо, не віддавати чи віддавати. Для чого дати? Для того, щоб досидіти термін свій на посаді. Тому що грошей в бюджеті катастрофічно не вистачає. А розуміння того у влади є, що українцям щодня треба дати трішки більше, ніж учора. Ну і будь-якому громадянину будь-якої країни буде добре жити там, де він живе сьогодні краще, ніж учора, хоча б трішки. Відповідно, збільшувати заробітні плати і пенсії. Але з чого? Це не можна робити без реально потужної економіки. Але бази для переорієнтації економіки, для її розвитку, для того, щоб ми по-іншому говорили з західними партнерами, немає. Натомість нам засовують черговий мільярд в зелений тариф.
Пане Валерию, я предлагаю перейти к теме Северного потока-2. Мы не раз уже с вами упоминали этот трубопровод. Да. Давайте остановимся на нем подробнее, учитывая, что Конгресс понимает главный урок истории. Член Палаты представителей США призвал не поддерживать сделку по Северному потоку-2. Сделка Берлина и Вашингтона по Северному потоку не может помешать России оказывать давление на союзников США. Поэтому Конгресс должен ее отклонить. Об этом заявила 20 июля член Палаты представителей Марсі Каптор. Давайте послушаем цитату. Конгрес розуміє головний урок історії. Коли Німеччина і Росія змовляються, за це розплачуються жителі Центральної та Східної Європи. Возможная сделка между США и Германией относительно завершения строительства трубопровода станет геополитической победой Путина на поколение вперед и катастрофой для Соединенных Штатов Америки и их союзников. Об этом говорится в заявлении сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза, опубликованном на его сайте. Вот квинтэссенция этого сообщения. Президент Байден кидає виклик законам США і повністю здався Путіну. Диктатори, як і раніше, будуть пожинати мільярди від подарунка Байдена, а Європа, як і раніше, буде піддаватися російському енергетичному шантажу. С нами сейчас на прямой связи Михайло Крутихін, фахівець з нафтогазового ринку, журналіст, історик, перекладач з Росії. Пане Михайло, вітаємо вас. Здравствуйте. Добрый день. Да. Пане Михайло, до этого мы говорили с многими политическими аналитиками, с аналитиками по энергобезопасности, которые говорили, что Северный поток-2 достроить будет сложно в связи с санкциями Соединенных Штатов Америки. Так как так вышло, что Северный поток все же достроили? Ну, прежде всего, когда делались такие прогнозы, я тоже делал такие прогнозы, ориентация шла на то, что администрация Белого дома выполнит законы, которые недвусмысленно предписывали администрации ввести санкции против этого проекта. Законы прошли через американский Конгресс. Однако новая администрация решила, что Северный поток-2 – это мелочь по сравнению с теми приоритетами, которые сейчас есть. А приоритеты у Байдена – это восстановление сотрудничества трансатлантического с Европой, восстановление здоровых отношений внутри НАТО и восстановление отношений с Европой, с самым мощным партнером в Европе, с Германией. Это гораздо важнее. Это приоритет. А что касается интересов Украины, то Украина у нынешней администрации где-то там на 600-м месте по приоритетам. И поэтому это совершенно не важно, и можно даже нарушить законы. Тем более, что законы в Конгрессе требуют выполнять, может быть, очень небольшое число американских законодателей. Я так посчитал, может быть, 6 или 7 человек только. Очень сильно настаивают на выполнении этих законов. А остальным как-то тоже Украина не очень сдалась. И поэтому то, что сейчас прошли слухи о том, что сегодня якобы объявят совместный какой-то сговор Германии с Соединенными Штатами в отношении этого проекта, пока мы не видели официальных каких-то данных. Но смысл уже передали. То есть эти две страны должны объявить, что если российское руководство будет использовать Северный поток-2 как политический инструмент против Украины, тогда надо будет вводить какие-то совместные европейско-американские санкции. Но, пане Михайло, могут ли любые гарантии, заверения, соглашения и прочее быть действительно эффективным на практике, когда речь идет о России, которая игнорирует все международные соглашения, нарушает все международные договоренности и не придерживается в принципе никаких международных норм и практик? Но мы уже видели, что Россия использовала свои нефтепроводы, поставки нефти в политических целях. Это было в 2005, 2006 году, 2009 году, когда в разгар отопительного сезона полностью прекращались поставки в Европу. Затем в конце 2014 года, в 2015 году это было наполовину сокращены поставки, чтобы помешать Украине приобретать газ в других странах. То есть и никто не прореагировал, никаких санкций не было, никаких протестов вообще не раздавалось, ничего не происходило.
И потом надо учитывать, что ну, каким образом американцы и германское правительство будут что-то такое предпринимать. Но мы уже видели, что несмотря на законы, принятые Конгрессом, Белый дом абсолютно ничего не может предпринять против этого проекта. И второе, это Германия абсолютно ничего не хотела предпринимать против «Газпрома», когда он срывал в декабре 2019 года переговоры с «Нафтогазом» Украины. То есть мы видели, что на деле вот эти два участника новой акции, как бы, они ничего против России делать не делали и не собираются делать. А потом есть еще такое соображение. Ну хорошо, они против использования «Северного потока-2» в качестве политического инструмента. А если Россия продолжит, например, прокачку газа по «Северному потоку-2» и начнет использовать в качестве политического нажима отключение по маршруту «Северный поток-1», белорусско-польский маршрут, еще какие-то маршруты. Где тут вмешательство Запада? Ну, я очень пессимистично смотрю на перспективы какого-то вмешательства. Пане Михайло, а что относительно третьего энергопакета? Он может каким-то образом ограничить аппетиты «Газпрома»? Ну, разумеется, мы уже видели последнее решение Европейского суда, который оставил в действии постановление о том, что «Газпром» не может на 100% пользоваться газопроводом «Опал». И то же самое, я думаю, в соответствии с принципами третьего пакета. И кроме этого есть такой принцип солидарности, экономических интересов всех членов Евросоюза. Думаю, что «Газпрому» не позволят на 100% пользоваться инфраструктурой, которая находится на германской территории. Могут ли после этого тогда пойти диверсии на другие потоки? Ну, тут предсказать ничего невозможно, но то, что «Газпром» способен отключать где-то какой-то газ в политических целях, мы это уже видели, не один раз видели. Но главное сейчас это посмотреть, что Запад собирается делать. Вот сейчас фактически объявили, что мы делать ничего не будем. Вот и все. Пане Михайло, вот вы вначале сказали, что для администрации президента США Байдена оказалось, что «Северный поток-2» – это мелочь. А как по-вашему, действительно ли это так? Ну, я думаю, что это абсолютно не мелочь. Тут много действий, которые оказывает вот проект «Северный поток-2». И одно из действий на Евросоюз – это раскол в Евросоюзе. Вы посмотрите на Германию. Часть политических партий за этот проект, часть политических партий против проекта. Внутри Евросоюза есть силы, которые за, есть силы, которые против. Вот внести раскол, внести сумятицу в Евросоюз – это политическая цель, которая, я думаю, что была достигнута российским руководством. То есть мы можем на 100% говорить о том, что «Северный поток-2» – это политический проект и абсолютно с экономической точки зрения невыгодный для России. Это так? И как вы думаете, если все же запустят «Северный поток-2», Россия сможет каким-то образом компенсировать те затраты, которые она понесла для ее строительства? Ну, сейчас считают стоимость «Северного потока» только по дну Балтийского моря. На самом деле нужно считать вот тот грандиозный газотранспортный коридор, который проложен от Ямала через Коми республику, через Торжок до Балтийского моря. Вот этот коридор, он обошелся более чем в $100 миллиардов. И вот строительство нового коридора никто, конечно, никому возмещать не собирается. Это просто деньги, которые были переведены из бюджета государственной компании «Газпром» в карманы частных предпринимателей, строивших этот никому не нужный газотранспортный коридор. Это друзья Путина, и они на этом деле, ну вот у них материальная выгода здесь совершенно четко просматривается. А то, что Россия потеряла эти деньги из государственного бюджета, из бюджета «Газпрома», это уже очевидно, их не вернуть.
Спасибо вам большое. Дуже дякую вам, пане Михайло. Михаил Крутихін був з нами на прямой связи. Фахівець з нафтогазового ринку, журналист, историк, перекладач з России. Пане Валерию, можно ли ожидать, что вопрос Северного потока-2, а именно вот это соглашение, о котором сейчас говорят, будет озвучено вот в ближайшее время, в ближайшие дни, и что может быть такого в этом соглашении? Потому что уже издание «Политика» пишет о том, что администрация президента США предупреждает Украину от там, критических заявлений по этому поводу. Вот что там тогда такого может быть, если уже предупреждают? Ну, я думаю, з огляду на ту інформацію, яка була, то що я ознайомився, що нібито договір має бути ось-ось, буквально з дня на день, раптом аж сьогодні. Що в ньому буде прописано, мені складно говорити, але я думаю, що там будуть зафіксовані позиції в частині того, що цей проект буде завершений, буде добудований, ніяк не впливатиме на взаємні відносини Німеччини і США. Тим паче, що Німеччина виступила в цьому проєкті як фактично, це одна із сторін, і нібито здавалося б, яким боком Сполучені Штати Америки до відносин Німеччини і Росії, за великим рахунком. Але дуже важливо це партнерство, яке зазначили, євроатлантичне. Тому я думаю, що це буде документ, не, говорять, що це якийсь меморандум, я дуже сумніваюся, що це буде меморандум, це буде реально договір про наміри дотримання певних принципів саме в енергетичному секторі. Але я дещо додам власної думки по Північному потоку-2. Треба ще розуміти принцип взагалі економічний Європейського Союзу. Для них дуже важливе питання конкуренції. І сьогодні для того, щоб продукція Європейського Союзу конкурувала на світовому ринку, вони і на ринку в Європейському Союзі, їм дуже важливо мати дешевший енергоресурс. А ті об'єми, які вони збираються в Європу загалом постачати із Росії, вони вказують на те, що там можуть бути дуже цікаві домовленості про вартість газу, який буде транспортуватися із Росії у Німеччину. І тут будуть вже грати роль не просто, третій енергетичний пакет чи якісь інші пакети, вибачайте за таке узагальнення, а саме домовленості між урядами Росії і Німеччини. І це буде дуже цікава історія. То есть можно говорить о каком-то сговоре России и Германии? Звичайно. Можна говорити і про демпінг, і так далі, тому подібне. Це будуть цікаві речі дуже. І зважаєте на те, що, завершую, я не випадково згадував про третій енергетичний пакет в Україні, який спровокував дуже серйозний ріст цін і на енергоресурси, і на іншу продукцію. І наша продукція дуже дорога за собівартістю, і вона дорога на закупки зараз і в Європі, це поки що. А уявімо собі, Німеччина отримає дешевий енергоресурс. Де ми в цій історії? Тут не лише питання транзиту. А как вы думаете, можно ли отсутствие конкретной даты визита президента Украины Владимира Зеленского в США связать с тем, что США сейчас хотят решить до конца вопрос с Северным потоком-2, а потом уже после того, как приедет Зеленский в Вашингтон, просто поставят перед фактом? Хоча так і є, це абсолютно так, але мені, звісно, неприємно, що питання, яке торкається напряму України, безпосередньо. Це ми мали б бути третьою стороною в цих перемовинах. Але не стали чому? Тому що з нами не рахується. Правильно, це питання, воно навіть там, Україна десь на якомусь 600 якомусь місці в Вашингтоні. Але треба було, щоб ми. І ця угода мала б бути як мінімум тристороння, яка б могла б гарантувати нам. А що ми предметно зробили за це час, щоб з нами вважалися? Нічого. Давайте це залишимо ззаді, нічого. А те, що ми повинні були б зробити. Тому що жити минулим не дуже правильно, я вважаю. Треба дивитися, що робити наперед. Так. І в цій ситуації нам потрібно було б домагатися того, що відбулися як мінімум переговори тристоронні, чотиристоронні за участю Росії, де був би підписаний договір років на 10 уперед про певні зафрахтовані об'єми транзиту російського газу через територію України. Так, мы опять говорим о договоре каком-то с Россией, который она может нарушить. А в нас зараз немає договору з Росією по постачанню газу, скажіть? Зараз є? До 2024 року є. Є. Для нас це зараз певна гарантія безпеки? Певна гарантія безпеки. Но мы не можем быть всегда уверены в гарантиях России. Мы не можем быть уверены в том, что может произойти завтра. Краще мати хоча б такий договір, або не мати ніякого.
Згадаємо історію, коли у нас не було взагалі ніякого договору, і ми не знали, що буде на другий день. Ми всі говорили про 3 мільярди, 3 мільярди, 3 мільярди. Тут же питання не лише в грошах, а питання в тому, що світ і Європа, про що ми говоримо, дасть нам додаткову якусь гарантію безпеки по відношенню перед Росією. Ну, ситуація дещо в світі змінюється. Я не випадково згадував формати припинення війн Балкани, Молдова, Грузія. Не випадково, вони справді гібридні, якісь в голову наче нібито не вкладаються. Так само і тут. Ну, треба бути більш цинічним, національно-центричним в цьому плані. А что может из себя представлять эти гарантии? Что это должно быть? Ну, це як мінімум договір про транзит газу з Росії до Європи. Как минимум на 10 лет. Мінімум, наприклад, на 10 років в об'ємі 60-100 мільярдів кубів в рік. Тоді можна мати якусь гарантію. У випадку, якщо її нема, компенсація, грошова і так далі. Уже є стримуючий фактор для Росії. Є. Так, говорять, що вони багато заробляють, вони зароблятимуть ще більше при транзиті, при постачанні газу напряму в Німеччину. Але разом з тим такі певні зобов'язання, серйозні штрафні санкції давали б нам певні гарантії того, що завтра не перекриють кранік і не підуть воювати на території України, якщо говорити відверто вже. И если говорим, вот последний вопрос о визите президента Украины в США. Вот что мы получим после этого визита? Будут ли какие-то соглашения, какие-то прорывные решения, какие-то проекты совместные? Не думаю, хоча, звісно, знаєте, як після візиту Зеленського до Німеччини там були певні результати, нам дали певний об'єм вакцини там і так далі, ну, якісь такі там підписані угоди можливі. Так само і після візиту до США. Щось може бути, але тут буде стояти питання дійсно Північного потоку-2, тому що і в США розуміють, і в Німеччині розуміють, що загроза є. Безумовно. Згадайте риторика про те, що ми будемо виступати за те, щоб зберегти транзитний потенціал України. Меркель говорила ще 5 років тому. Ну, приблизно, да, я зараз там 3, 4, 5 років відмотати, такі заяви можна знайти. Вони нікуди не зникали, вони постійно були. Тому питання Північного потоку-2, те, що воно є небезпечним для євразійського континенту в питанні розв'язання повноцінної масштабної війни на території України, це розуміють і в США. Відтак, отака гарантія, її можуть звідти привезти. Лише погано, в мене немає розуміння, мабуть, як і на Банковій, в чому вона буде виражатися. В якомусь папері, договорі. Мне, кстати, вот интересно, а как будет Зеленский, президент Украины, реагировать на заявление Байдена относительно Северного потока? Ну вот согласятся ли, пойдут? Или же все-таки здесь покреативят каким-то образом? Не знаю, подивимося. Там з креативністю все добре на Банковій, вони вміють це робити. Але другим питанням, не менш важливим, буде саме новий нормандський формат. Оце буде також одним із основних для України питань. Що до цього часу підготують і Україну. Ну, буквально нещодавно радник держсекретаря США приїжджав до України. І з чим візит такий зв'язаний? Це також дуже показові речі. І тому саме цей візит готується, і потрібно буде нам готовим до того, що Зеленський поїде туди своєю думкою, а приїде з їхньою. Так само, як було це в Німеччині. Так само, як було це після візиту його до Макрона. Дякую вам дуже, пане Валерію. Чохсагловна, спасибо вам большое. Валерій Клочок, політичний експерт, магістр державної служби, був гостем нашої студії. А ми з вами не прощаемся, мы прерываемся буквально на 5 минут. Далее мы вернемся в эту студию, продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Куршкенджа. Что Прага
Şoharımdan taş toprağa yüreğim yağı. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular Tatar'nın malına. Huvanım anas sas yavrular Tatar'nın malına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'nın dağına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'nın dağına. Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel buke belimizi, söylemeye dilimizi, hastayken alımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gülmek biçile, bizi bir asan veçile, yuvanlara selam olsun. Sila verele kazdığımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki kozu. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Noman Çelebici-хан Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere kahramanlıkni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu.
Айша Сетмуратова 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Ana tilim, benim tilim, benim çokrağım, benim gülüm, benim ilim, benim bayrağım, benim dalım, benim sırrım, ana dilim, benim közüm, benim tamrım, ana dilim. Şırıl şırıl akar senin tatlı sözlerin, bana kanat takar senin serin yerlerin, benim tüşüm, benim dağım, ana dilim, benim gecem, benim bağım, ana dilim. Ana dilim, Allah bergen karam beyasım, karanlıkta yol göstergen çolpan yıldızım. Benim bahtım, gam kuvançım, ana dilim. Benim tahtım, bar işançım, ana dilim. Suklanırlar sana kuşlar, sana bakarlar. Sıklanırlar bana kuşlar, bana bakarlar. Meleklerge layık tilim, ana tilim. Devletlerge layık tilim, ana tilim. Senin kırık kanatların koz leşi tökeler. Şafalanı imdatların sarı okeler. Benim fezam, benim tanım, ana tilim. Münkerim ve lukmanım, ana tilim. Yüreğimin perdesinden seni sararım. Savulmayacak dertlerine derman ararım. Tebessümüm, yaprağım, ana tilim. Bel, takatım, ırmaçığım, ana tilim. Sensiz kurup kalgan kalpte yağsın yağmurum, çiçeklensin, tolsun bilge, arsın gururu. Benim hanım, padişahlığım, ana tilim. Benim tacım, kabir taşım, ana tilim. Sen ulusun, gelmesek de seni taptatmam. Olur olmaz kişilerge seni talatmam. Sahra çölüm, zemzem suğum, ana tilim. Yüce köküm, teren kuyum, ana tilim. Ağlama sen ana tilim, öksüz değilsin. Sen değil de sana tilim başlara gitsin. Benim duam, benim avam ana tilim. Benim babam, benim anam ana tilim. Selam aleyküm, merhaba saygılar ATR телеканалының телесерicileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve növbetteki yayınımızı biz Kırım Tatar tilinde alıp baracakmız ve ne yazık ki bu yayını men böyle kaygılı haberle başlamak mecburiyetindeyim. Çünkü bugün Kırım'ı böyle kederge daldırgan haber aldık. Kırım'da Milli Hareket veteranı İzzet Ağa Hayirov ile semedeşlerimiz vedalaştılar. O 84 yaşına gelip vefat etti. Cenaze namazı Marina kasabasında kılınıp Mahmut Sultan mezarlığında defnetildi. İzzet Hayirov Dorugma Korbek köyündendir. 7 yaşında olganda o vatanından sürgün etilgen edi. 1961 senesi ise Samarkand Üniversitetine okuşga kirgenin digir Kırım Tatar studentlerinin birleşip halk vatanға kaytması için kureş başlatmak için Kırım Tatar Yaşlar Şurasını kurdular. Bir yıldan İzzet Hayirov KGB sorgusuna celp etildi. O 20 saatga kadar devam etken sorguda bulundu. Sonra ise ona nispeten gizli dava başlaganlar. Evinde onlarca kereler tıntuf geçirdi. KGB hadimleri çok yıllar devamında İzzet Ağa Milli Hareketinin böyle kuryeri edi. Çeşit rayonlarda faaliyet göstergen inisiyatif gruppalarının malumatlarını alıp beruvnen uğraşaydı. Demek İzzet Ağa 1968 senesi diğer 9 Kırım Tatar faal
файлерінен бер абиске алынды. Бұл файлерінің адларын да айтып кечіп болырым. Светлана Аметова, Решат Байрамов, Айдар Бареев, Ридван Гафаров, Ролан Кадыев, Реза Умеров, Мунире Халилова, Исмаил Языджиев ве Руслан Эмиров. Ве оларға низбетен өткерілген махкеме топлашывы Ташкентский процесс деп адландырылған еді. Менже бұны эркес біледір. Ве орын Қырым татары Советлер бірлігі акимиетінің ақаретлігінде, демек акимиетке қаршы весиқаларда ғытқанында ве қанунсыз бойлы топлашулар кечіргенінде қабатланды. Изетаға Хаиров 1,5 ел девамында аписқаниде отырып чықты. Ама азат етілгенінен да фаал милли әрекетке қошылды. Бойым авдет девірі әмде Қырымда іште милли әрекет Қырымда ақыларымыздың тікленілмесі өңелішінде весиғаметінде чоқ әрекетлер япты. Изетаға Хаиров бүгін іште оның өлім хабері алынды ве Женезе намазы бүгін енді қылынды. Алынған мәліматларға көре бір чоқ юзлер же ватандашларымыз сонен сағлықлашмаға келген. Біз мұсафиріміз нен шымды бағланмаға тырышажақмыз. Біз бұл яйынымыз девамында Эзетаға Хаировның хатрасына анмақ планлаштырдық. Ве чешіт біздің милли әрекет ветеранларымыз, милли межис азаларымыз ве жемат эрбапларымыз нен телефонлашып, асылында Изетаға Хаировның Қырым татар милли әрекетімізге иссесі ақында лаф етмеге істейміз. О себептен достар, сізді яйнымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номераларының тақдим етелер 03 80 67 63 46 130. Бұл біздің яны телефон номерамыз. Вайбер вастасы или біздерге телефон шмаға имканыңыз бар. Еді Skype адресімізні қолана білесіңіз. atr.tv бұйырыңыз біздерге телефон ачыңыз. Сізін сесіңіз біздер үшін чоқ мұйым. Қырым татар милли әрекет ветераны Арсен аға Альчиков бізде шымды жанлы бағда. Арсен аға, селям алейкум, мербаныз. Арсен аға, бүгін қатенде бойлек қайғылы қабер Қырымдан алдық. Изетаға Хаиров бұл дүнияны терк етті. Сіз шақсен оны насыл қатырлайдыңыз? Сіздің қатыраңызда, ақылыңызда Изетаға насыл инсан оларақ сақланылып қалды ве қалажақ? İzzet'in, rahmetli İzzet'in 65 senesinden beri tanışmıyor. O eğer bizim grupta Taşkent'te hareketlerini 12 adam kapılgan olsa 60 yılı, 68'den de Bular'ın gruptası 10 adam kapılgan diyor. Ama İzzet ama İzzet o anlatırıp çok yıllar bu işten uğraştan. Hatta Özbekistan'da olan medyası temsilcisi de. Ama açıkçası anlamda da öyle memleket. Mesela Allah'ın rahmetiyle veteranların yavaş yavaş bu dünya öyle kovganına paylaşıldı. Yatağı pırağı cennet olsun. O pek böyle tabi bir şahsı ne böyle şahsında var. Ne bildiğin adam, sanatperver adam. Öyle işte birinci milletin söylediğini yatağını söylediğin adamdır. Çok olsa böyle söylesin. Milli hareketimizge hissesi nasıl oldu bu hisseni siz şahsen ne de gördünüz? Alo? Alo, çok yaşanmak olmayın. Arsen ağa şimdi yaşatesiniz? Alo? Да, işte. Arsen ağa sizin fikrinizce İzzet ağamız Hairov'un Kırım Tatar milli hareketine hissesi neden ibaret edi? Ne kadar büyük hisse hoştu siz yapkan hareketlerinden neni kaydeterdiniz? Alo. Gülsüm, bizim üyelerimizin hareketini çoğumuzu tutmaktı. Onun için onu ağzım diyorsunuz. Bütün halkın kaynayan insanların işte ayrı şahıslara böyle forumlu erbaplar olup çıkarlar. Ama o güreşli adamdı.
milletperver, vatanperver, vatan için can fida etmeye hazır olan insanlar. Elbette. Çok sağ olun Сәрсен аға, бізле бағланып суалерімізге жауап бергеніңіз үшін не yazıq ki Бақбек яман olғаны себебінден дегер суалеріні seslендірмеге имкан да olmay ve мен umut etем ki bu gibi problemlerінен біз бірді қаршылашмамыз зира невбеттеке мына мұсафірлерімізнен бағланмаға шымды тұрышамыз. Зира ханым Бекирова журналистіміз ve Ненкежан газетасының мejmuasының бағышлаңыз баш муарирі бізле жанлы бағда. Зира ханым мерабаны Selam aleykum. Алейкум selam. Зира ханым, демек бүгін Қырым İzzet Ağa Xayırovнен ведалашты. Сіз шахсен менің білем çok yaxşı tanıyediniz İzzet Ağa Xayırovны. Sizin ақылыңызда o nasıl insan olarak saklanılıp kaldı? Ben bilesem bütün halkımız için bugün pek büyük bir yanık, büyük bir gayip konu. Çünkü milli hareketimizin sonki kahramanlarından biri ketdi demek mümkün. Elbette ki İzzet Ağa Xayırovni pek yaxşı tanıyordum. Da rahmetli Ömür arkadaşım Sedamet Mehmetov sağ ekende o bizge pek çok geleydi. Biz anda baraydık. Ve mına Adalet Kureyşi saflarında kitabımı hazırlagan vaktinde elbette ki o ya da bu milli hareket iştirakçısı hakkında men akıl tanışmağa mutlaka İzzet Ağa Xayırov'a baraydım. Çünkü İzzet Ağa pek çok insanı şahsen tanır ve men bileydim ki bu insan bir vakit eğer attaki başka fikirde, başka bir noktayı nazar sahibi olsa bile o insan hakkında o tek hakikatını aytır, faktlarını aytır. Onun için hem İzzet Ağam hem rahmetli demege şimdi alışıp olamayım şimdi da endi mına bir 20 dakika oldu cenazeden kelgenime. Vasiyetta olar ikisi pek çok yardım ettiler, kol tuttular bu işlerde. Ve men her daim biz bir mahallede yaşayımız, çok baraydım olarga. Da bir ay evvelsi bargan edim. Ama İzzet Ağa pek yaramay özün duyaydı. İzzet Ağa pek şakî, pek insan sevgen, hayat sevgen bir insan edi. Pek musafirçiyen, evlerine barsan o her şey hakkında laf etmek ister. Elbette ki baş mevzumuz milli hareket, halkımızın takdiri, Kırım'ın takdiri edi. Ve ondan son elbette ki men pek yaxşı bilem İzzet Ağa özünün koyunun bir fedaisi edi, Korbek koyunu ve hatta ki bir zamanlarda malzemeler toplap kitap yazmak nesi de var edi, niyeti. Ama son o malzemelerini başka insanlara bağışladı. Siz yazınız, men yazıp olamasam deyip. Böyle bir acayip insan edi İzzet Ağa. Onun hakkında saatlerinden aytmak mümkün. Ya Zira Hanım, Kırım Tatar milli hareketimizge koşkan, İzzet Ağa'nın koşkan nasıl bir hareketlerini siz şahsen haydeter ediniz ve bu ise fikrinizce ne kadar büyük edi? Elbette ki İzzet Ağa Xayırov bu en milli hareketimizin ne diyeyim parlak sayfası desem gelişecek mi yok mu ama en bu gürdeli Taşkent Mahkemesi'nin iştirakçılarından biridir. Ve onun mahkemede aytkan sözleri, katı pozisiyası ve umumen o şu yaşlığında milli hareketke koşulup bütün korantasının ilk vasfiyetten beraber Ömür arkadaşının ve ömrünün sonuna onun kaysı bir hizmetine ayrıca aytmak mümkün. Onun bütün ömrü milli hareketke bağışlandı. Ve o özünü milli hareketsiz hiç de tasavvur etip olamadı. Hasta olganda da onu her vakit meraklanır, her vakit kasvetlenir edi. Onun için İzzet Ağa'nın bu Taşkent Mahkemesi elbette ki herkesge bütün dünyaya gösterdi Kırım Tatar halkının böyle pozisiyasını, Kırım'a kayıtmak niyetini ve kararını. Ve onlar şu Taşkent Mahkemesi'ndeki bütün inceliklerini asla belli olmayan faktlarını bile İzzet Ağa şaka aytır edi. Mına katinde bu 1969 senesi men yanlışmasam Taşkent prosesi ötkerilgen edi. 1 iyulden 5 avgustga kadar men okuğanıma Koreanda demek 10 vatandaşımızını Sovet Birligini işte hakaretlegen sebebinden kabatlavlar seslendirildi. Katinde bu mesele etrafında bizlerge bazı bir tavsiyatlı malumatlarını berebilesiniz mi? Sizin fikrinizce bu Taşkent prosesi ve anda iştirak etkeninde kanunsuzca kapatlangan 10
vatandaşımızga yapılganlar ne kadar mına avdet yolunda hissesini koştu bu Taşkent prosesi, ne kadar tesir etti avdet yolunun faalleşmesine? Taşkent, elbette ki Taşkent prosesi, Taşkent mahkemesi, men belesem, andaki 10 vatandaşımızın, onların 9'u mahkeme müddetlerini aldılar. Anda 2 kadın da var edi, men bunu pek büyük bir gururla aytam. Birisi yaş balalı kadın, onu İzzetaga er vakit aytır edi. Nasıl olar prinsipial, nasıl yaş kızlar olarga erkeklerge böyle bir siltem güç bergenin İzzetaga er vakit ayrıca aytır edi. Ve o proses gerçekten de ne diyeyim, bütün dünyaya gösterdi. Men şunu tekrarlayayım. Kırım Tatar halkının hakkını, aklı olganını, vatan talep etken, yani bu insanlara hiçbir şey gerekmedi. Onların arasında mesela Roland Kadıyev. O şimdi dünyaca meşhur profesör, alim olur idi, belki Nobel mükafatını da alır idi. Lakin insan bütün ömrünü milli hareketin yoluna koydu. Ve daha başkalarının Ayderaga Galiba birisi telefon aça Zira Hanım Bekirovaga. Şimdi daha bir kere onun bağlanmağa tırışacakmız. Lütfen Zira Hanım hanımla yayınımızga bağlanız, çünkü fıkrını sonuna kadar ifade edip olamadı jurnalistimiz ve Nenkecan mecmuasının baş muharriri. Zira Hanım, alo. Alo. Zira Hanım, galiba anda sizge başka kattan birisi telefon açkan sebebinden sizin sonki cümlelerinizni eşitip olamadık. Lütfen daha bir kere tekrarlap olursunuz mu? Men aytam, 69. senesinin bu prosesi o milli hareketin en bir yüksek noktası edi 60. yıllar arasında ve bu mahkemede. Elbette ki bu mahkeme bütün dünyaya Kırım Tatar halkının iradesini ve onun talabı aklı olganını, ak olganını daha bir kere nümayiş etti. Ve bütün her bir insan, mahkemede iştirak etken insan, şu sırada elbette ki İzzet Ağam Hayırov, o'zining mahkemede o kadar prinsipal tutkanları bütün halkka bir siltem berdi. Bilesizmi? Bütün halkını ayakka ko'terdi. Belkim daha bir kenarda turgan to'ylari qo'shildilar milli hareketga. Böyle bir güçlü bir siltem oldu o Taşkent mahkemesi. Tabii ki bu Taşkent mahkemesinde ve umumen milli harekette İzzet Ağa Hayırov'un ne bileyim böyle bir kıymeti ölçüsüz hissesi oldu. Zira Hanım, ve son olarak da şunu soramağa. Aytmağa o insan hakkında bir geçmiş nesinde. Men hala da inanıp olamayım. Anlayımız. Biz de zaten öyle bugünkü haber katinde çok böyle kederge daldırdı ve çok şaşırttı. Zira Hanım, da şunu soracak idim. Mana sonki vakitlara ne yazık ki hem de bu koronavirus hastalığı neticesinde Kırım Tatar milli hareketimizden böyle parlak sımaları dünya yüzüne terk etti. Biz göremiz ki onlar milli hareketke katinde büyük bir ise koşkan ediler. Şimdiki milli hareketimizge bakar ekende nasıl kıymet kesesiniz? Şimdiki şaraitler sizce aynen böyle parlak, aynen böyle korkusuz, cesur ve cesaretli milli hareket iştirakçılarını doğru mu? Onlar var mı sizce? Alo. Var elbet. Şarayet elbet o zaman da pek ağır idi, şimdi de ağır. Lakin milli hareketimiz devam etti ve onlar elbette ki var devam edeler işine. Adlarını aytmayayım, o'zingiz bilesiz belli sebeplerge ko'ra. Suallerimizge cevap bergeniz için büyük sizge teşekkürler. Katinde İzzet Ağa Hayırov'nun korantasına Allah sabırlar bersin. Çok büyük bir gayip, çok büyük bir yanı halkımız için. Şimdi bizle canlı bağda Leyla Hanım Yaşlavskaya var. Kelini sonu selamlayıq. Leyla Hanım, selam aleykum.
yok дейлер bizim muarirlerimiz. Bak uzuldu galiba da bir kere telefonlaşmağa tırışacakmız ve diğer bizim semiydeşlerimiz de bağlanmağa planlaştırdı. Hususan Kırım-Tatar Milli Hareket veteranlarımız, sonra Milli Meclis azalarımız Kırım'da, ama ne yazık ki bu gibi günlerde böyle mühim bir hadiseler olğanı vakit Kırım'la bağlanmağa tırışkanımız vakit erdayım. Bağızıle ve eminim ki bu tesadüf değildir. Çünkü bir-iki kere olsa elbette ki tesadüf deyip aytmağa mümkün, ama bu böyle sistematik şekilde ve en önemlisi böyle mühim günlerde gerçekleştirildiği vakit şüphesiz böyle diversiyalar mı diyeyim, şüpheli hareketler yapılganını közlemek mümkün. Saygılı dostlar, ben hatırlatam, belki şimdi bizim yayınımızga yanıdan ya da şimdi koşulgan insanlarımız vardır. Bugün Kırım-Tatar Milli Hareket veteranı İzzet Ağa Hayırov'nin Kırım vedalaştı ve o 84 yaşına gelip vefat etkeni bildirildi. Cenaze namazı Marina kasabasında kılınıp Mahmut Sultan mezarlığında İzzet Ağa defin etildi ve Zira Hanım Bekirovanın da aytkanına göre akatinde İzzet Ağa doğma körbekli olğanı sebebinden özünün koyunu çok kaygıraydı ve hatta özünün koyu hakkında ve bu mesele etrafında böyle kitap ve böyle iş yazma degen niyetleri var idi, ama onlarını ne yazık ki gerçekleştirip olamadı. İzzet Ağa, men umut etem ki nevbetteki nesil veya onun peşinden ketken savdaşları ya da gençleri bu gibi işini böyle bir miras olarak alırlar. Kırım-Tatar Milli Meclis azamız Bekir Ağa Mahmut bizle şimdi canlı bağda. Bekir Ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Alo. Selamünaleyküm. Ay duyuldu. Alo. Ses. Alo. Alo. İştesiz? Alo. Alo, ses. Biz sizni işitemiz Bekir Ağa, siz. Aytın. Bekir Ağa, işte bugün Kırım İzzet Ağa Hayırov'nin vedalaştı. Siz İzzet Ağa Hayırov'nin Kırım-Tatar Milli Hareketine hissesini nasıl kıymet kesirdiniz? İzzet Ağa pek erте Milli Hareket'e koşuldu ve Milli Hareket'imizde belli olgan 60 senelerin başında 61-62 senesi kurulgan Kırım-Tatar Gençleri İttifakı'nın azası ve faal azası edi. Bu ozu bir korseteki onun o zamandaki o vakit 23-24 yaşındaydı ve o mahallede Milli Hareket'te iştirak etmek, böyle teşkilat kurmak, bu elbette hem büyük risk edi hem de gerçekten de bana bu devirden son şu 60 seneleri başında ne vakit 62 senesi bu teşkilat KGB tarafından tarmar edildi. O daimi bu nezaret aslında düştü ve ben onu hatırlayayım bazı sözlerin o degenedi. Bana şu 60 senelerin başından başlap ve 80 senelerin sonunacı ne vakit endi demokratizasyon olup, onların evinde, onların korantalarında 17 tintip olgan. Bana bu rakam özü körseteki ki İzzet Ağa ne derecede Milli Hareket'te faal iştirak etken. Ben bugün cenazede oldum da bir anda Milli Hareket belli iştirakçıları Emir Bey ve Reşat Beyler onlar aytaydılar. Bizde bir mesele çıksaydı ve laf etmeye birevinin meslehatlaşmaya zaruret olganda onlar oturaydılar. Oturamız temiz almalıkta görüşemiz İzzet Ağa'nın diyediler. İzzet Ağa büyük ende bayağı bir büyük yaşka kelgen sonda bana
ikinci Milli Kurultay, üçüncü Milli Kurultay azaları oldu. Milli Meclis'in Uzbekistan'da vekili oldu. Men bunda elbette onun ömründe daha birkaç böyle bir emniyetli faktlarını hatırlatacak olsam, bunlar elbette onun bu Taşkent Mahkeme Seryanı degen, bu da Milli Hareket tarihine kirgen Taşkentski proses adının öyle o anda bizim 10 vatandaşımız 10 milli hareketimizin faal iştirakçıları mahkeme olgan ediler, çeşit müddetler algan ediler hapishanelerde ve İZDA'ga da 1,5 yıl öyle müddet algan edi. Bunu evet kaydetmek gerek ve da milli harekette şu kenede en ağır yılları 60 seneleri, 70 seneleri İZDA'ga bu merkez diler işte bizim en yetekçi, en böyle bir en belli ve hakikaten de milli hareketin işlerini yolbaşçılık öyle formal elbette değil ama manevi ve ruhi cihetten yolbaşçılık yapan Cibar Akimov, Bekir Ağa Osmanov ve diğerleri arasında ve bununla beraber vilayetlerde olan Milli Hareket Teşebbüsçiler Grupası'nın alakacı edi. O iş zenatı boyunca bayağı bir böyle bir yürüyede işte komandirovkalar diyedileri o zaman da ana yürüp bu işinin faydalanaydı ve bu alakacı rolünü beceriydi. Çok muvaffakiyetli. Onun için onu çok Milli Hareket'teki bizim faaller yaxşı bilediler. Bu şeyler elbette onun biyografiyasını diyeceğim işte onun ömrünü gerçekten de böyle bir halkımızga çok sadık halkımızı çok hakiki vatanperver insan olarak göstermekteler. Ve ben daha bir sonuna bir şey aytmak isteyeyim. Buna ende böyle bir çok faal işlerden biraz çekleşmedi ama işte formal dereceden misal için o çok uğraştı. Buna bu 44-45 senesi yani sürgünlükten son Kırım'a Akmecit'e kayıtkan bizim subaylarımızın bunda kurşunga tizgin edilir. İşte aldatıp oplap azıcık odur budur evet şimdi buna biz uğraşamız deyip böyle bir facia olgan edi. Ve bu hakkında malumat tapmaya pek zor edi. Ve İzzet Ağa bu vakiaların peşine düşüp soraştırıp çok insanların laf edip gazetelerde andamında birkaç satır olarak anılgan bu vakialar anılgan menbalarını tapıp bunların esasında bayağı bir malumat hazırlagan edi. Çok sağ olsun. Bu büyük iş edi. Bu vakiaların yaxşı biledi. Ve onun fikrince o zamanı Kırım'da 500'e yakın bizim subaylarımız kurşunga tizilgen edi. Allah rahmet eylesin. Cenazede bayağı adam toplandı. Evet, o Besibeli Ano Maraz'dan gitti. Böyle yatan yeri cennet olsun. Bekir Ağa, katende sonki vakitları halkımız bu... Katende sonki vakitları halkımız bu koronavirus infeksiyası neticesinde çok parlak böyle milli hareket vekillerimiz bağışlanız. Demek faillerimiz, kartlarımızı joydu. İzzet Ağa İzidinov, işte sonra İzzet Ağa Hayirov, Aydın Ağa, Şemizade ve ilahri. Mana eğer bugünkü milli hareketimizge ve bugünkü şaraitlerimizge bakacak olsak ve kıymet kesecek olsak, sizin fikrinizce mana gelecekte böyle hatırlanacak insanlar şimdi doğar mı milli harekette?
Onu biz bilesiz bu insanlar yanımızda olganda biz o şeyge çok emniyet vermeyimiz. İşte Allah sağlığını versin deyik, maşallah deyik, ibret almak gerek deyik. Ama insanın emniyeti ve böyle deyik milli hareketteki yeri mi, emniyeti mi o evet yıllar geçken son görünebilir. Ama aslında eğer de siz deysiz öyle insanlar nasıl buna olabilir mi, doğabilir mi? Milli hareketki hoşlanabilir mi? Ben bilesem tabii ki onlar varlar çünkü bizim benim fikrimce ve ben bilesem bizim böyle cemaat arasında yürüyen insanların çoksu böyle düşünüyorlar. Bizim gençler arasında da öyle faal söyler var, kayıtları hazırlar. Evet şimdi şarayet biraz başka ve biz görüyoruz ki biraz bir sebep olsa insanlara karşı baskı yapmak ve millet mensuplüğü ya din mensuplüğü münasebetinin insanın insana dokunmak, bilmem yakalamak, tintüler otgermek bu şeyler olması ozu gösterir ki bizlerin gençlerimiz böyle ne diyeyim işte kolların öyle katlap ve özlerin bu işlerden çetleştirip ülmege esas hiç de yok. Ve en esası ben belirlesem evet hareketin ve fikir yükseltmekin arasında belli bir mesafe var. Ve aslında evet uzun harekette görsetmek o bir mesele. Onu belki çok insan yapmaya hazır değil. Lakin ben pek eminim ki bizim gençlerimizin arasında böyle yürekleri doğru duygularının dolup, onlar bizim milli maksatlarımızın bilip ve bizim halkımız nege intilar, ne istiyor bu dünyada ve bizim değerimiz neden ibaret? Bu sualler rahatsızlayan bizim gençlerimiz Allah'a şükür az değil ve yine de böyle bir tınç barışlık usulünün böyle çalışmaya şarayet olsa ben bilesem millet uğrunda ve halkımızın böyle bir toplum olarak uzun bir devleti sahibi olarak bunların üzerinde yolbaşçı olup çalışmak, mütehassıs olup çalışmaya böyle gençlerimiz Allah'a şükür var. İzzet Ağa Ali tahsil öyle de çeşit sebeplerine göre birinciden bu ebedi takipler, ikinciden koranta meseleleri var edi. Ebedi ailevi de böyle cemaati o Ali tahsil alıp olamadı. Ama okuğa kirgen edi. O Taşkent Devlet Üniversitesi'nin fizika fakültesine kirgen edi. Okuma. Ama buna bakmadan o evet çok ferasetli insan edi. Bizim gençlerimiz bugün pek okumuşlu ve ben umut etem onlar da hem milli harekette hem milli işlerde özlerin yerini daha taparlar. Çok sağ olunuz Bekir Ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için teşekkürler Bekir Ağa. Mahmut bizle canlı bağdaydı. Kırım gazetasının baş muharriri ve Kırım Tatar Milli Meclis azası İzzet Ağa Xayirov'nun tercümeyi alından çok mühim böyle hadiseler ve çok mühim böyle faktlarını bizlerge aytıp geçti ve şimdi biz növbetteki musafirimiz yani telefon vasıtasıyla bağlanmaya tırışacağımız diğer işte Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçımız o bizle şimdi bir dakikadan bağlanmalı. Men işte yukarıda aytıp geçkenimiz Taşkent
Ташкент процесі ақында да бірқаш сөз айтмаға істеймін. Қатенде қатырлатмақ керек ке 1 июльден башлап 5 августқа қадар 1969 сенесі Ташкент шер махкемесінің бинасында бөле чоқ фигуралы бір процесс, яғни қырым татарларға қаршы бөле бұйы бір процесс кечейді. Малым алғаны кеба бұл процесте 4-10 қабатланған бізім семейде шеріміз бар еді. Олар сырасында Светлана Аметова, Ришат Байрамов, Айдар Бариев, Ридван Гафаров, Ролан Кадыев, Риза Умеров, Мунире Халилова, Исмаил Языджиев, Руслан Иминов и әлбеттеке Изетаға Хаиров. Оларына мәлім олғаны кебі Совет девилетіні ақаретлегенлерінде қабатладылар. 1968 сенесі Изетаға Хаиров дегер 9 Қырым татар фаалерінен бераберлікте олар уақыт аписханеге алынған еділер. 69 сенесі енді бұл процесс башлады ве укум чықарылды. Оларға низбеттен өткерілген махкеме топлашулары нәтижесінде 10 Қырым татары Совет бірлігі акимиетіне ақаретлегенінде акимиетке қаршы весихалар дарқатқанында ве қанунсыз топлашулар тешкел еткенде қабатланғанлар ве Изетаға Хаировке о вақыт 1,5 ел апиз жазасы үкімі шығарылған еді. Курсейтаға Абдулаев біздлешімді жанлы бағда Қырым татар милли әрекет ветеранымыз. Курсейтаға мерабан, ассаляму алейкум. Merhaba Gülşen. Курсейтаға бүгін Қырым Изетаға Хаировнен ведалашты. Сізде шахсен Изетағанен таныш едіңіз. О сіздің ақылыңызда насыл инсан олар әрдайым сақланылып қалacak? O adam bek vatanperver adam edi. Akılınızda olsa meni bu Ukrayna zamanında mahkemelerge alganda o adam bek çok yardım etmeye yol kıdırdı. Gece gündüz yürüyediler ballar. Sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Bugün de pek çok vatandaşlarımız geldi, milli hareketçiler. Hepsi bakmay. Kaysı ne Çiçeniye diyedik. Kaysı ne olsa da hepsimiz var edik anda. Çünkü hepsi adamlar hürmet ettiler bu İzzet ağamızga. Sonki hastalığı bu adamı bu dünyadan alıp gitti. Allah rahmet eylesin. Курсейтаға шыны soracak edim. Aslında eğer İzzetağa Хаировның milli hareketke hissesi hakkında laf edecek olsak, onun tercümeyi alında nasıl mühim böyle hadiselerini ve faktlarını kaydeter ediniz da? O Uzbekistan'da yaşadı, hem de yaşayan yerde milli hareketin yaşlarga yol gösteriyordu o anda. Biz Kuban tarafında yaşat bek tanış değildik. Lakin mında Kırım'a kelgen son tanış olduk da bek yakın, bek yakşı korantasın de bileyim. Yakşı adam edi. Çok sağ olunuz Kürteydağa ve sonki sualim böyle eğer bugünkü Kırım Tatar milli hareketimizge bakacak olsak ve kıymet kesecek olsak sizin fikrinizce bugünkü Kırım Tatar milli hareketi yeterli derecede çalışa mı? Alo. Da. Eşittiniz mi sualimi ya da tekrarlayayım? Alo. Gülsüm, bugünkü yapılan işler, milli hareket yapkan işleri belki chatten bek görülmeydir. Lakin bugün bizim yaşlar gene de doğru yoldan gidiyorlar. Bugün de Milli Meclis Kiev'de olsa da bayağı iştirak ettiler. Hepsi milli harekette iştirak etken ballar yardımcı olup meclisimizge her vakit yardım etmeye tırışarlar.
Бөктен-бөк тәшәккүрләр, чоқ сағылыңыз. Күртсейтаға бізле бағланғаныз үшін Қырым татар мемлекет ветераны Күртсейт Абдуллаев бізле жанлы бағдай еді. Сәғыл достар, бүгінгі яйынымызны мен қатарлатам. Қырым татар мемлекет ветеранымыз Изетаға Хаировке бағышладық. Бүгін Қырым онен ведалашты. Алла құрантасына сабырлар берсін, Алла рахмет ейлесін, мекені дүйнет олсын деп айтамыз. Бұл бөлікні екілнемек мәжбүретіндеміз. Енді бір қачсын неден sonra сонки хаберлерінен сізні заман информацион программасы селямлай. Sonra біз бұл студияға қайтacakмыз ве yayınlarımызға devam edecekміз. Көрішкенше. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? В Криму простилися з ветераном Кримсько-татарського національного руху Ізетом Хаїровим. Він пішов з життя на 84-му році. Прощання відбулося у Сімферополі, а поховання на кладовищі Мамут Султана Доброго. Ще дитиною він пережив депортацію. В 1961 році вступив на фізичний факультет Самаркандського університету. Тоді ж разом з іншими молодими кримськими татарами створив Союз кримсько-татарської молоді. Його метою стала боротьба за повернення кримських татар на батьківщину. Вперше Хаїров потрапив на допити КДБ у квітні 62-го. Вони тривали по 15-20 годин. Згодом за ним почалося тотальне стеження, але він не залишив своєї діяльності. Багато років Ізет Хаїров був спецкур'єром у Національному Русі. Забезпечував обмін інформацією між ініціативними групами з різних міст та районів. Силовики влаштовували обшуки в його оселі більше 10 разів. Хаїрова арештували 13 листопада 1968 року разом з іншими 9 кримсько-татарськими активістами. Судилище над ними дістало назву «Ташкентський процес». 10 кримських татар звинуватили у наклепі на радянський устрій та проведенні нелегальних зібрань. Всіх засудили до різних термінів. Ізет Хаїров, відсидівши 1,5 роки, до того ж був відрахований з університету. Втім, після звільнення він ще активніше включився до національного руху. У 96-му на Курултаї був обраний до представницького органу кримських татар та продовжував боротьбу за права народу до останнього. Более 40 с лишним лет мы плечо к плечом, бок о бок, вместе с Изетом Хаировым в национальном движении. И очень, я считаю, большая потеря для национального движения, для крымско-татарского народа, потеря такого человека, как Изет Хаиров. Нету с нами рядом уже мудрого учителя, такого незаметного, но идеолога национального движения, который хотел как бы примирить все течения национального движения, чтобы мы двигались в одном направлении. В ті роки в нашому домі 17 разів провели обшуки. У брата по місцю роботи тоді буцімто знайшли ніж та пістолет. Кинули його до СІЗО. 3,5 місяці тримали у підвалі. Учасники кримсько-татарського національного руху – це еліта нашого народу, інтелігенція. Вони були попереду національного руху, їздили до Москви та зустрічалися з керівництвом країни. Вони обличчя нашого народу. Вони ті, хто відкрив нам шлях на батьківщину. Цим шляхом наш народ повернувся. І я вірю, що на честь учасників національного руху відкриють музеї, їх іменами назвуть вулиці, майдани. Тепер цю естафету має перейняти молодь та добиватися побудови своєї державності. Yolda bizim başka milletimiz, halkımız o yoldan vatanına kayıttı. Bizim işimizde güzelleşir.
Якби усі були з такими відкритими серцями, як Ізет-ага, наша справа пішла б краще. Якби всі були як він, була б єдність в народі. Він дуже старався, щоб народ зберіг свою єдність. Хай Аллах пробачить його гріхи. Хай Аллах заглянеться над ним та допоможе потрапити до раю. Günahlarını affı etsin, bilmeyip günahlarını. Yatkan gerçeğin nuru olsun. Вирок у справі про недонесення залишили без змін. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію Енвера Топчі. Раніше окупаційний Совєтський райсуд визнав Енвера Топчі винним у недонесенні та призначив 40 тисяч рублів штрафу. Тепер буцімто за те, що він колись листувався у соцмережах з Уміджоном Дададжоновим, якого ФСБ зараховує до прибічників іділ, та не повідомив про це у ФСБ. За словами адвоката Еміля Курбідінова, окупаційний суд не взяв до уваги, що свідчення Топчі були взяті під тиском. Водночас за російським законодавством Дададжонов досі не визнаний злочинцем, тому звинувачення Топчі беззмістовні. Из всей переписки видно, что человек, который представлялся Дададжоновым, то представлялся еще как-то. В одной переписке он в один день говорил, что он находится в Киеве, в другой день писал, что он находится где-то в Ираке, Иране. То есть это была переписка от лица, не представляющего достоверную информацию. Сам Дададжонов до сих пор, то есть уголовное дело в отношении него продолжается, не было ни одного приговора, и по закону он тоже считается абсолютно невиновным. И вот этим следствием, вот этим приговором в отношении Энвера Топчи, такой нонсенс, признали виновными двух человек, и Энвера, и некоего Дададжонова, да, в преступлениях одним приговором. Вот так, сидя в кабинете, стряпаются такие уголовные дела о недоносительстве. Під обстрілами окупантів зі Сходу український воїн дістав вогнепальне поранення. Боєць у задовільному стані, доповідають у штабі Об'єднаних сил. Його ушпиталено. Ворог знову бив по українських позиціях з важких мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Помічено і кілька прольотів російських розвідувальних апаратів. Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру. В напрямку Старогнатівки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Гранітного противник застосував озброєння БМП-1. На межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Крім того, біля населеного пункту Піски противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Розрахунки зенітно-ракетних комплексів БУК відпрацювали знищення ворога, що вдерся б з боку окупованого Криму. Підрозділи здійснили багатокілометровий марш на техніці до позицій. Розрахунки швидко стали на бойове чергування, автоматично взяли на супроводження та знищили виявлені цілі ворога ще до моменту входження їх в район. Метою навчань було перекриття важливих об'єктів інфраструктури від авіаудару загарбника, каже командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. Зазначена перевірка засвідчила, що особовий склад та підрозділи в цілому готові до протиповітряного прикриття важливих об'єктів цивільної та військової інфраструктури в районі виконання завдань. Агенти ФСБ, який збирав інформацію про українські ракетні комплекси, засудили до 8 років. Лисичанський міський суд Луганщини визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Той за вказівкою московських кураторів збирав дані про новітні українські розробки в ракетобудуванні. Зловмисника затримали ще у травні минулого року, коли він намагався передати представникам російських спецслужб секретну таємну документацію. Щоб дістати необхідну інформацію, він встановлював контакти з українськими військовими з науково-дослідного центру Збройних сил. Саме вони й повідомили про шпигуна до правоохоронних органів. Добова кількість інфікувань тримається приблизно на одному рівні, але знову побільшало активних носіїв ковіду. На вільній частині України зафіксовано 655 нових пацієнтів. Одужали 577, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. А ще 13 людей померли внаслідок хвороби. В Національній академії наук України говорять про завершення фази спадання захворюваності, а також про загрозу вибухових темпів зростання кількості інфікувань. Як приклад, науковці наводять
проводять деякі країни світу, де стрімко поширюється дельта-штам коронавірусу. А щоб убезпечити себе та рідних, уряд закликає якнайшвидше вакцинуватися. Для цього треба звернутися до центру вакцинації або ж пункту щеплень, каже прем'єр Денис Шмигаль. Щеплення від COVID-19 можуть отримати всі охочі та повнолітні українці. Втім, пріоритет надаватиметься літнім людям старшим 60 років та тим, хто має супутні захворювання. Захистити себе і своїх близьких потрібно звернутися до центру вакцинації або пункту щеплення, отримати відповідну вакцину. Бажано, звичайно, мати оформлену декларацію, це скоротить час, декларацію з сімейним лікарем, це скоротить час отримання вакцини. Тому запрошуємо всіх українців активно вакцинуватись для того, щоб зупинити розповсюдження пандемії в Україні і захистити себе і своїх рідних. П'ятий день поспіль окупований Крим оновлює рекорди захворюваності на ковід. Там стабільно фіксують більше 500 нових пацієнтів. А ще 12 людей не змогли подолати хворобу, звітує окупаційна влада. Її очільник Сергій Аксьонов визнає негативну епідемічну динаміку. Нові осередки з'являються у Судаку та Феодосії, але закривати курорти не на часі, каже Аксьонов, щоб не втрачати туристів. Закликав шукати компроміси, а туристичний сезон закриватимуть лише в разі катастрофічної ситуації. Екс-помічника командира Керченського загону морської охорони підозрюють у зраді. Про це повідомляють у прокуратурі Криму. Слідство встановило, що у березні 2014 року, коли окупанти захоплювали адміністративні будівлі та військові частини, він допомагав загарбникам у підривній діяльності проти України. Помічник командира морської охорони Керчі, тоді цю посаду обіймав Сергій Шамшура, всупереч плану реагування віддав наказ особовому складу здати зброю у кімнату зберігання та особисто це проконтролював. Разом з тим, маючи доступ до особистих даних військовослужбовців та бажаючи підтримати Російську Федерацію в окупації півострова, підозрюваний сприяв незаконному наданню громадянства Російської Федерації працівникам зазначеної військової частини шляхом складання списків військовослужбовців та подальшої їх передачі представникам спецслужб Російської Федерації. Штормове попередження в окупованому Криму діятиме щонайменше до 24 липня. В окупаційному МНС зумовлюється високим рівнем пожежної небезпеки, зокрема у західних, південних та центральних районах півострова. Особливий протипожежний режим окупанти встановили ще 30 квітня. Місцевим жителям забороняється відвідувати ліси, також обмежується в'їзд автівок до лісних масивів. Крім того, заборонено розводити багаття, палити траву, листя, сміття та інші відходи на присадибних ділянках та садових товариствах. Затоплення прибережних територій – більш гостра проблема, ніж вважалося раніше. Про це йдеться в новому дослідженні НАСА. Згідно з ним, у містах на узбережжі повені виникатимуть значно частіше вже в найближчі 10 років. Раніше вважалося, що проблема серйозно посилиться приблизно до 2100 року. У дослідженні брали участь співробітники підрозділу НАСА, який вивчає зміну рівня Світового океану. В основному обстежили узбережжя США. Однак висновки можна застосувати до всього світу. В цьому і наступному десятилітті ми побачимо, що повені, які ми спостерігаємо зараз, стануть нормою. Нам доведеться навчитися з цим жити, адаптуватися, щоб прибережні громади могли вести нормальне життя. Особливу увагу приділили явищу, яке називається коливанням місяця. Це пов'язано в основному з орієнтацією місяця по відношенню до Землі. Трапляється, що вплив, який чинить супутник на коливання припливів, має тривалу циклічність приблизно 20 років. Ми виявили, що цей вплив збігається з підвищенням рівня моря. Так очікується повені з 2030 по 40-й роки. Дослідження НАСА перегукується з іншими прогнозами щодо підвищення рівня моря. Так, згідно зі статтею в Nature Communications, тропічні країни будуть особливо уразливі перед прибережними повенями, і постраждалих від цього лиха може виявитися вдвічі більше, ніж вважалося раніше. Справа в тому, що 62% низинних областей суші знаходяться в тропічних регіонах. У цілому 30% розташовані в Азії. Вчені вважають, що до 2100 року рівень Світового океану може піднятися на метр.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Представлять. Ассаламу алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы ТР телеканалының телесейіржілері бүгін информацион программасына сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалышам. Вені вбеттіке хырх девамында біз Хырым этрафында, Украина этрафында ве халқара сунки халқара вазиет ақында лаф етежек мен хатырлатам. Біз жанлы яйында чалышамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерларını бағылай 063-67-63-46 Вайбер вассасайре бізге телефон шмаға имканыз бар, яда скайп адресіміздің құлана білесіңіз, сайғылы достлар. Бұйырыңыз телефон açыңыз, сіздің сесіңіз бұзлері үшін чоқ мұйым. Біз бұл яйынымызны рус тілінде алып баражақмыз, ама мен яйынымыны қырым татар тілінде башламаға істедім. Зира беттеке енішімді қоша жағымыз мұсафирымыз, яқшы түркі тілдеріні біле ве чоқ мешур бір сесет шынастыр. Халқара суалер бойынша сесет шынас Азербайджан үкіметі дәрежелігінің сабық рейсі ве Азербайджан парламенту ишлері сабық идарежесі Америка Бірлешкен Девлетлерінден Рамис Бей Юнус бізлешімді жанлы бағда. Рамис Бей, мерабаныз, селям алейкум. Өндеден бізім яйнымыза бағланғаныз үшін сізге бөк тешекірлер білдіреміз ве сізні де Құрбан байрамынен хайырламаға істередік. Хайырлос. Assalamu aleykum ve rahmetullahi barakatuh. Hürmetli Gülsüm Hanım, teşekkür ederim davetinizə görə. Ben de öz adımdan sizi tebrik ederim. Qurban Bayramı münasibətilə ürəkdən tebrik ederim ve davetinizə görə ürəkdən yenə də tebrik ederim ve çok şadam. Biz sizinle Türk dilinde Ukrayna televizyonda öz fikrimizi belə konuşabilirik. Çünkü ben ümid edirəm bu dildə çoxlu sayda insanlar bizi dinləyə bilər. Ve ona göre bu müqəddəs gündə, Qurban Bayramında mən ilk dəfə olaraq bu günləri Kırım Tatarların kanalında, kardeşlerimin kanalında çıxış edirəm. Ve buradan onları salamlayıram. Mənim onların içerisinde mühüm dostlarım var. Başta Mustafa Cemilov, Mustafa Bəylə ve Rufət Cobarovla ve o birilərlə mən şəxsən dostluq edirəm ve özümə şərəf bilirəm bu dostluğu ve ümid edirəm inşallah Kırım Tatarların problemləri bir yerdə Allah'ın köməkliyi biz yaxşı istiqamətdə davam edə bilərik inşallah. Біз де шәреф дойдық яйнымызға бағланғаныз үшін бөктен-бөк тешеккірлер. О себептен Рамис Бей мен шымды бираберлікте енді рус тіліне кечмеге ве сонки актуаль адиселеріні рус тілінде дегерлері де аңласын, хусусан Украина аудиториясы да аңласын деп бұл тілге кечмеге теклиф етем. Не возражаю. Да, Рамис Бей, я бы хотела начать наш эфир с такой темы, с темы Крымской платформы. Вы знаете, что президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году инициировал создание Крымской платформы. И вот уже 23 августа должен состояться инаугурационный саммит этой платформы. Министерство иностранных дел Украины ведет сейчас активную работу в направлении привлечения к этой платформе многих участников, представительств различных стран. Вот как в Соединенных Штатах Америки смотрят на эту инициативу? Как вы, в частности, думаете, сможет ли Крымская платформа каким-то образом поспособствовать деоккупации Крыма? Ну, это очень хороший вопрос. И эта идея, которая возникла в украинском политическом пространстве, я считаю, очень запоздалая даже идея. То есть она должна была возникнуть сразу же после аннексии Крыма. Потому что это тот самый политический процесс, который поможет все время поддерживать градус этой проблемы на международном уровне. Я подчеркиваю в первую очередь на международном уровне, на повестке дня. И рано или поздно
когда политическая конъюнктура на планете поменяется, она точно поменяется, когда оккупировали после пакта Молотова-Риббентропа Прибалтику и многое другое, что происходило тогда, когда Гитлер и Сталин разделили Европу на две части. Многие думали, что так это будет вечно и продолжаться. Но, как видите, Советский Союз развалился, и Прибалтика вернулась. И все эти годы, пока Прибалтика находилась в составе Советского Союза, аннексированной, весь мир не признавал это. Именно так. И помимо этого, тогда точно так же похожие политические мероприятия на Западе регулярно проходили, несмотря на то, что тогда противостояние между Советским Союзом и Западом во главе с США было намного жестче, чем сегодня. То есть тогда с Советским Союзом не торговали. Тогда рубль потому и был деревянный, потому что Советский Союз со времен Ленина не признавал царские долги, и поэтому с ними работали только по бартеру. А сегодня же с Россией работают, торгуют, и поэтому рычагов влияния на ту же Россию намного больше. И России есть что терять, когда политическая конъюнктура, может быть, сработает точно так же, как это было во времена той же перестройки. И я уверен, что появится в России свой Горбачев, и появится та политическая ситуация, когда россияне сами поймут, что вот уже тупик, вот уже дно, и туда дальше вниз уже стучаться некуда. А вы думаете, и вот сейчас это дно еще... Крыма и вот эта самая крымская платформа, которая будет поднята, я надеюсь, именно украинским обществом и ее политическим истеблишментом на нужный уровень. Поэтому я очень серьезно сам отношусь к этому и призываю всех тех, кто в Украине этим занимается, намного серьезнее подойти к этому, и особенно с теми странами, которые реально могут Украине помочь. И в первую очередь я, конечно, имею в виду Турцию, которая этнически эту проблему воспринимает так же, как это проблема турецкого Кипра, так же, как проблема Нагорного Карабаха. Поэтому если вы сумеете эту проблему поднять на такой уровень, то у вас в первых рядах в решении этой проблемы рядом с вами, рядом с Украиной, будет стоять как раз-таки Турция. И все те, кто в той или иной мере поддерживают Турцию, и в той или иной мере в политической конъюнктуре будут поддерживать Турцию, так же, как и сегодня Соединенные Штаты и Великобритания, потому что Турция член НАТО, и вы, как видите, в мусульманских вопросах они, в том же Афганистане, решают вопросы, как раз-таки стараются решать через ту же Турцию. А Крымская платформа — это аннексированный Крым, а это Украина, а это буфер, главная такая страна между Европой и Россией. И потому я не думаю, что Турция останется одна в решении этих проблем. Поэтому вот именно первая конференция, вот мероприятие, которое будет проведено в рамках Крымской платформы, должно показать и России, и всему миру, насколько серьезно вы сегодня понимаете эту проблему. То есть сегодня не должно быть так. Вот Донбасс сам по себе, Крым сам по себе. То есть вы видите, сегодня тема Донбасса больше занимаются, потому что якобы Россия также говорит, это ваша территория. Да? А вы не должны это отрывать друг от друга. Крым и Донбасс — это единая проблема. Это точно так же, как прибалтийские государства. Вот это все три государства, они аннексированы. Поэтому я придаю этому большое значение. И здесь, в Соединенных Штатах, тоже к этому прислушиваются. Но поверьте мне, что уровень того, которых здесь в Соединенных Штатах, он, конечно, не соответствует тому, который, он, например, может быть в той же Турции, потому что в Турции все-таки это как-то этнически им близко. А для того, чтобы это поднять здесь, это очень важно как раз-таки сделать краеугольным камнем визита президента Зеленского, вот предстоящего главного визита президента Зеленского сюда. Поэтому я думаю, именно во главу угла у него также должна стоять эта Крымская платформа. И если об этом будут говорить первые лица Америки во главе с президентом Соединенных Штатов, это, конечно, очень важно. Рамис Бей, вот что хотела вас спросить. Украина придерживается, понятно, политика дипломатического пути возвращения своих территорий. И недавний опыт Азербайджана с Карабахом нам показал, что, в принципе, вот такие международные договоренности, международные переговоры, а вы знаете, по Донбассу у нас также есть Минские соглашения, и по Карабаху, по Нагорному Карабаху у Азербайджана были тоже Минские соглашения,
которые длились на протяжении 26 лет, если я не ошибаюсь, вы меня исправите, с участием Франции, Соединенных Штатов Америки, России, Армении и Азербайджана. И вот опыт Азербайджана в последнее время нам показал, что, в принципе, такие международные договоренности хоть и хороши, но, к сожалению, неэффективны. Вот как вы считаете, правильно ли опыт Азербайджана экстраполировать на Донбасс и на Крым? Однозначно, Гульсен Ханум, я вас благодарю за этот вопрос. Очень хороший такой, очень правильный вопрос. И аналогии тут вполне уместны по той простой причине, что все эти проблемы, которые вот Россия инспирирует, а сразу же после развала Советского Союза по порядку пойдем, это и Нагорный Карабах, и Южная Осетия, и Абхазия, и Приднестровье, и вот к ним добавилось сегодня Донбасс и Крым. И это все звенья одной цепи, и кукловоды сидят в Кремле, однозначно. И просто Донбасс это свежее, а все остальное до этого, оно было как-то купировано благодаря, опять же, беззубой политике Запада, вот той самой политике модус вивенди, которая всегда их устраивала на протяжении всех этих лет. Если мы говорим сейчас о Нагорно-Карабахском конфликте, напомню, это было в 1994 году, в мае месяце в городе Бишкек. Был подписан вот этот самый Бишкекский протокол, и в рамках Минской группы ОБСЕ с тех пор, вот по сегодняшний день, до 27 сентября прошлого года, шли эти безрезультатные вот переговоры. Такие же, которые идут у вас, Минские соглашения, в нормандском формате, так называемом, то, что касается проблемы Донбасса. И, ежели вы помните, все эти переговоры как раз-таки давили на Азербайджан, потому что Азербайджан в 1994 году была проигравшей стороной, и тогда Азербайджан, почему проиграл, все прекрасно понимают, что на стороне Армении как раз-таки стояла не только Россия политически, она стояла и на земле. В первую очередь это 366-й мотострелковый полк, а территория Карабаха это не такая, как Донбасс, намного меньше, и это все было решено достаточно под личным командованием того же генерала Грачева, который был министром обороны, и поэтому далеко не просто так Грачев и в Бишкеке вел эти переговоры. Там не было ни Ельцина, там не было никого. Именно Грачев подписал вот этот капитулянский, заставил подписать Азербайджан этот капитулянский договор, как в 2015 году заставили и вас подписать вот это такое же Минское соглашение. Вот это параллели. И вы проиграли, и мы проиграли. И Москва там вас заставила, и Москва нас заставила. Теперь и переговоры у нас пошли почти 30 лет, как вы правильно отметили, 26 с лишним лет. И у вас проходит уже почти 6-7 лет. То есть и все безрезультатно. И там на нас давят, признайте эти договоренности. То есть признание этих договоренностей, знаете, что такое? По их формуле, которую они предлагали. Это в конечном итоге 5+2, а эти 2 это коридор, Лачинский, все. То есть оставляют связь с Арменией, и то это возвращается тогда, когда Азербайджан проводит референдум в Нагорном Карабахе, где нет ни одного уже азербайджанца. Вы представляете? Ну, то же самое, что они делают самое сегодня с Минскими соглашениями. Да, имплементация Минских соглашений, как Ангела Меркель вот это опять же озвучила, то есть в законодательное поле Украины, и сейчас они паспорта российские налево-направо раздают, и потом предложат проводить там выборы, референдум и все остальное, понимаете? 1 на 1. Вот поэтому я вам говорю, очень правильная параллель, то, что вы говорите. И, естественно, Азербайджан вот этот позор терпел 26 лет. И все время, так же, как в Донбассе, перестрелки, также на линии соприкосновения каждый день погибали люди. И таких сильных столкновений не было, потому что Москва контролировала этот процесс. В апреле 2016 года произошла 4-дневная война, которая также по отмашке из Москвы завершилась моментально. Тогда Москва контролировала также ситуацию. Но когда политическая конъюнктура поменялась, если вы помните, и Турция же совершенно не просто так оказалась в регионе, а до этого же она тоже как будто была, и до этого она всегда также поддерживала Азербайджан. Просто ситуация меняется, и после Сирии, после Ливии, тогда, когда Турция напрямую столкнулась с Россией, и Турция показала свою силу, и отстояла этот же Идлиб, и освободила тот же Триполи, который уже падал в Ливии, и России, естественно, пришлось уже идти на определенные договоренности. И Россия выбирала из двух зол меньшее, то есть одно дело выбрать Турцию или же выбрать экспансию того же Запада.
на том же Южном Кавказе и на той же Центральной Азии. Поэтому Турция не планирует менять власть в Москве. И потому Путин вынужден был пойти на то, что на Южном Кавказе сегодня уже представлена Турция, которой там не было более 100 лет. И Турция, придя туда, тут еще пандемия, а тут еще выборы в Америке и то, что происходит во всем мире. А Азербайджан упорно готовился к этому многие годы, потому что воспитать генералов, высший офицерский состав по нормативам НАТО, для этого это не вопрос 44 дней войны. Азербайджан шел к этому целенаправленно. Что касается военно-технического снабжения Азербайджана, это и поставки из Израиля, из Турции, из других стран, они также были целенаправленно реализованы на протяжении многих лет. И когда вот этот час X настал, вот эта конъюнктура вот так совпала, и Азербайджан сразу пошел в атаку. И, как вы видите, здесь Россия отстояла тот кусок пирога, который был заранее договорен между Турцией, Россией и Азербайджаном. Однозначно. Потому что этот плацдарм, в котором живут армянское население, чисто армянское население, для того, чтобы Азербайджан и Турцию потом не обвинить в этнических чистках. Видите, никто не трогал армянское население. Они уехали. Сейчас они обратно вернулись, 1050-60. Россия упорно старается сохранить нам субъектность. Для того, чтобы, если не будет субъектности этого Карабаха, тогда зачем они тогда нужны, эти войска? Кого они там будут охранять? Поэтому Россия очень сильно заинтересована в наличии армянского населения. А через них она хочет вернуть ту же Армению, которая сегодня тихо-тихо дрейфует в сторону Запада. Поэтому параллели здесь уместны. И я всегда на украинских каналах выступаю, провожу эти параллели и советую украинским своим друзьям обращать внимание как раз-таки в сторону Азербайджана и брать пример. И когда кто-то говорит, что параллели здесь неуместны, Донбасс — это другая история, особенно я это очень много видел во время Второй Карабахской войны, к сожалению, со стороны так называемых демократов-либералов с России, вот которые так и говорили. То есть они говорили о том, что это не так, это другая территория. И там они поддерживали агрессора в Нагорном Карабахе. Вот эти все русские во главе с Навальным, с Ходорковским, с Гарри Каспаровым, Латыниной, с Шендеровичем. Вот все они. То есть как такое может быть? Вот эти двойные стандарты. И потому сегодня, когда Навальный сидит в тюрьме, и посмотрите, как к нему относятся в Азербайджане, как к нему относятся в Украине, как к нему относятся в Молдове, в Грузии, потому что он все это поддерживает ту же политику Кремля. А как можно быть демократом и говорить о правах человека и о территориальной целостности? Это что, распространяется на армян, но это не распространяется на азербайджанцев? Что-то, какие-то двойные стандарты. И поэтому Азербайджан, видя все это, потом Азербайджан, видя вот эти крокодиловые слезы со стороны Минской группы ОБСЕ, в первую очередь Россия, Франция и Соединенные Штаты. Посмотрите, началась Вторая Карабахская война. Как они себя повели? Как повел себя Эммануэл Макрон? Как будто бы сопредседатель. Он повел так, как будто Азербайджан напал на Францию. Вот об этом идет речь. И то есть Азербайджан освободил 95% своей территории вопреки желанию Москвы, вопреки желанию Франции, вопреки желанию Соединенных Штатов Америки. Кто поддержал Азербайджан в этом вопросе? Турция, Пакистан, Израиль, и политически поддержали Украина и Грузия. Поэтому я всегда моим друзьям в Украине говорю: берите пример, изучайте этот пример и готовьтесь. И вам не нужно 30 лет для этого, потому что у вас разные весовые категории. И у вас и территория побольше, и население побольше, человеческий ресурс побольше. У вас военно-промышленный комплекс намного лучше, еще со времен Советского Союза. Да. А те страны, которые помогали Азербайджану, они точно так же готовы помочь и Украине. Рамис, вот что я хотела по этому поводу как раз спросить. Действительно, Украина на протяжении 44 дней национально-освободительной войны Азербайджана за Карабах поддержала Азербайджан. Украина определила Азербайджан для стратегическим партнером для своей страны. Но если посмотреть на международные резолюции по нарушению прав человека в оккупированном Крыму, на резолюции по милитаризации со стороны России оккупированных территорий акватории Черного и Азовского морей, мы можем увидеть, что Азербайджан на международных площадках, в частности ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, сохраняет нейтралитет. Как вы думаете, почему так?
Это однозначно вполне объяснимо. Азербайджан опасается, боится Москвы все эти годы, и он знает возможности Москвы, включая пятую колонну Москвы, которая по сегодняшний день находится в Азербайджане. Азербайджан только в последнее время стал более решительно вести многие моменты во взаимоотношениях с Москвой. И то после того, как появился турецкий зонтик. И сегодня все то, что должен озвучивать Азербайджан, ну, как вы говорите, Азербайджан придерживается нейтральной позиции, озвучивает Турция. Я думаю, для турецкого мира, в принципе, для тюркского мира, этого достаточно. Вы никогда не услышите что-то такое в каких-то или какой-то нейтральной позиции касательно крымских татар со стороны той же Турции. А Азербайджан будет всегда рядом с Турцией. И по мере ослабления давления России на Азербайджан, по мере усиления влияния Турции на Южном Кавказе, вы будете видеть изменения риторики как со стороны Москвы в отношении Азербайджана, так и со стороны Азербайджана в отношении Москвы. Просто эта политика, как сказал Бисмарк, это искусство возможного. Никто же не сомневается наверняка в Крыму, среди крымских татар, что Азербайджан имеет что-то против, и против своих братьев. Азербайджан сегодня также поддерживает и турецкий Кипр. Вы это прекрасно знаете. И даже сегодня, вот позавчера, там был президент Турции, и там уже президент Турции озвучил новый лозунг. До этого озвучивали «одна нация, два государства», а теперь президент Турции там сказал «одна нация, три государства», имея в виду и турецкий Кипр. Вы понимаете? Это к тому идет. Этот процесс развивается, процесс движется в нужном направлении. Поэтому здесь важно не то, что кто говорит, важно то, что делает. Вот сегодня, многие сегодня говорят, почему нет официально турецкой базы в Азербайджане? Ну, наверняка много чего есть такого, что, может быть, пока и официально не надо объявлять. Главное, оно есть. Если бы этого не было бы, Россия вела бы себя совершенно по-другому. Поэтому, когда придет время от де-факто перейти к разговору от де-юре, придет и это время де-юре. Вспомните визиты президента Турции в Азербайджан. Сначала приехал на парад, а потом полгода не приезжал. Все задавались вопросом, почему. А вот он приехал, и где он был? Он поехал именно в город Шуша, в святыню азербайджанской культуры. И что он там сделал? Вместе с президентом Азербайджана объявили о Шушинской декларации на весь мир. Что там было главное? Одна фраза там, самое главное, в этой Шушинской декларации. Турецкая армия будет стоять рядом с азербайджанской армией. Все. Это месседж и Москве, это месседж и Тегерану, и всем тем, кто собирается искать в мутной воде рыбу. А когда в следующий раз он приедет, вполне может быть и другие какие-то будут заявления. Поэтому важно не то, что говорят, важно то, что делают. И поэтому очень важно и по крымской платформе то, что будут делать истинные друзья Украины и крымских татар. Пан Рамис Бей, вот еще один вопрос, который я хочу с вами обсудить. Сегодня в Украине журналисты, политические аналитики, политики задаются вопросом, сливает ли национальные интересы Украины Запад. В особенности после женевской встречи Жозефа Байдена с президентом России Путиным. Ведь если посмотреть на последние события, на последнюю хронологию событий, мы с вами вот уже отметили выше, это то, что заявила Ангела Меркель. Она сказала о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство на брифинге с президентом Украины Зеленским. А мы понимаем, что имплементация формулы Штайнмайера – это сдача Украины, это конфедерация в нашей стране, это идет вразрез с нашими национальными интересами. Если брать Северный поток-2, то Жозеф Байден отказался вводить новые санкции против Северного потока и аргументировал это он тем, что когда он пришел к власти, Северный поток уже был достроен на 90%, и в принципе не было уже смысла вводить новые санкции. Мы видим, как Соединенные Штаты Америки уходят с Афганистана и так далее. И здесь действительно возникает вопрос, а сливает ли Запад Украину? Есть ли здесь зрада, предательство, как говорится, в Украине? Как вы думаете? Ну, начнем сначала с Европы. После 2008 года, после агрессии августовской против Грузии, и после того, как в 2009 году тот же Байден, будучи вице-президентом, был в команде американской администрации и вместе с Европой, они тогда протащили в жизнь
Северный поток-1. Северный поток-1. Когда сегодня он говорит о том, что Северный поток-2 был не при нем, да, он правду говорит, потому что Северный поток-2 был заключен 24 апреля 2017 года, во времена Трампа. Он уже был полгода президентом. И поэтому и 95% это все было во времена каденции Трампа. И он не может это. Ну, так они до этого Северный поток-1 первый открывали, ну, давали добро на открытие этого Северного потока той же Ангеле Меркель. И первый поток, и второй поток, это, конечно, организовала Ангела Меркель. Но в Вашингтоне рыльце в пушку и у демократов, и у республиканцев. Никто это открытым текстом старается не говорить. А я не республиканец, я не демократ, поэтому мне легко на эту тему говорить. У обоих рыльце в пушку. Теперь, что касается сначала Европы. И с тех пор, с 2008 года по сегодняшний день, включая вот последнюю фразу Ангелы Меркель, мы открытым текстом видим, что 16 лет нахождения у власти Ангелы Меркель, она была главной скрипкой Европы. Главной скрипкой. Под эту скрипку подлаживали все остальные лидеры Европы во главе с 3 президентами: Николя Саркози, Франсуа Олландом и нынешним Эммануэлем Макроном. И потому они слили Украину с потрохами. Вы это видели, потому что вот этот план Штайнмайера, а до этого все, что происходило в отношении той же Грузии. Грузия не получила ни ПДЧ, не получила ни особого статуса и ничего такого. То есть по сегодняшний день, хотя президент Михаил Саакашвили сделал намного больше, чем все 3 президента Украины вместе взятые, включая последнего Зеленского. В том году ПДЧ не получила. По реформам в отношении евроинтеграции. И что он получил взамен? Он ничего не получил взамен. Ему Николя Саркози посоветовал соскакивать, спасать. Вот что говорил ему президент Франции. И потом они заключают этот Северный поток-1. Я к тому это веду, что Европа, конечно, она сдала Украину давно. Так же, как она до этого сдала Грузию. И не питайте иллюзий, что вы вступите в ближайшее время в НАТО. Ни вы, ни Украина, ни Грузия и ни Молдова в НАТО вам в ближайшее время вообще не светит. С учетом вот такого политического истеблишмента, который имеется. Это, по-вашему, из-за опасений России? Потому что Россия ведь четко определила, что вступление Украины в НАТО – это для них красная линия. То есть Североатлантический альянс, Запад боится в этом вопросе России? Дело в том, что Россия стала такой агрессивной в 2008 году. Но эти все вопросы можно было решить и до этого. Они не решали эту проблему, потому что они, вот все постсоветское пространство, за исключением Прибалтики, да, они смотрят как вотчину, как зону интересов той же России. И Россия, когда была слабая, они этим не занимались. А Россия, когда заявила о своих претензиях на эту территорию, они тем более этим не занимались. Они решили не дразнить. И вот эта политика модус вивенди, она всегда была. То есть она тогда называлась перезагрузкой, сейчас они умным словом это назвали модус вивенди, а это одно и то же. Поэтому в отношении Европы не питайте иллюзий. И это не от того, что они боятся или не боятся. Это их такая позиция. Они всю жизнь так вели себя. И здесь не играет вопрос, какая-то страна демократическая или какая-то автократия. Саакашвили был чистый демократ, в Азербайджане, допустим, автократия. И что дальше? Та же ситуация, да, была, что касательно Грузии, что касается... Поэтому я это к тому веду, что разница единственное, что между Европой и Америкой существенная в каких вопросах? Потому что Америка намного независимее, нежели Европа, от той же России. В экономическом, в политическом плане у Америки вообще товарооборота никакого нету, там 1-2%. Не такой товарооборот, который имеется у Евросоюза с той же Россией. Поэтому Россия скупила их потрохами. Вот вы видите, политический истеблишмент, половина из них где работают, да, во главе с тем же Герхард Шрёдером. Я не уверен, что... Я не хотел бы, конечно, быть свидетелем этого, но я не уверен, что... А вдруг завтра я, Ангела Меркель, по прошествии какого-то времени, как пенсионерка, начнет летать как представитель какого-то совета директоров какой-то российской компании. То есть в отношении Америки такого мы сказать не можем. И поэтому, уже отвечая на вторую часть вашего вопроса, что касается конкретно Америки, да, сливает она или не сливает, это можно будет видеть после визита Зеленского и принятых решений. До этого, конечно, Америка шла в фарватере своих союзников в Европе. Однозначно. В первую очередь Германии и Франции. По той простой причине, что если не дается ПДЧ, если не принимают в НАТО, Соединенные Штаты всегда имеют возможность пойти своим путем. Вот дать этой стране какой-то, которую они хотят защищать, особый статус вне НАТО. Как это имеет Израиль,
Южная Корея, Япония, Австралия. Я это всегда подчеркиваю. Если бы Соединенные Штаты захотели бы это, для этого им что нужно? Политическая воля первого лица, решение Конгресса и подпись на бумаге. Все. Вопрос решен автоматически в течение одного дня. Здесь не нужно консенсус всех стран, членов НАТО, или не нужно спрашивать тот же Евросоюз. Почему они до сегодняшнего дня это не сделали? Не сделали, потому что они шли в фарватере этой политики своих союзников. Дональд Трамп, несмотря на то, что он как будто бы не шел, объявил, что он не идет в фарватере этой политики, как он то же самое не делал. Он вообще не занимался постсоветским пространством, и в частности той же Украиной, да, потому что он это все сдал точно так же Кремлю. Это зона стратегических интересов России. Вот что касается сегодня произойдет или не произойдет, или ответить прямо на ваш вопрос, можно будет после визита Зеленского и принятых решений. Я, конечно, больших иллюзий не питаю. Но очень много зависит. Решение еще не принято. Здесь в Америке к этому подход неоднозначный. Конгресс поддерживает это решение. В администрации двоякий подход. Поэтому очень важно, как Украина сама придет к этому. Как вы командируете сюда вашего президента? Потому что ваш президент должен приехать. Да, вот про визит Зеленского мы еще поговорим. Как вы оцениваете визит Керри в Москву? Это спецпредставитель США по вопросам климата, но также говорят, что как раз Керри в администрации президента США Байдена лоббирует вопросы договоренностей с Путиным, вот это вот, как принято говорить, умиротворение агрессора и так далее. И вот проходит визит Керри в Москву. Как вы думаете, является ли это следствием женевских переговоров? И приехал ли Керри для акцептования каких-то уже достигнутых договоренностей? Ведь очевидно, что только лишь вопрос климата там не обсуждался. Хороший вопрос. Благодарю вас опять же за него. Сразу видно, что вы очень хорошо подготовились к передаче. Вот. Дело в том, что на самом деле сегодня в окружении президента Байдена имеются две основные линии. Может быть, это тактическая, я не хотел бы это преподносить как борьбу группировок, потому что у больших стран иногда бывает вариант А, вариант Б, вариант С и так далее, на случай разных форс-мажорных ситуаций. Поэтому я, скорее всего, думаю, что это тактическая задумка, и одна из них отрабатывает вот эту модус вивенди во главе с бывшим госсекретарем Джоном Керри. И это было до 16 числа, потому что саму встречу с тем же Путиным готовили как раз-таки вот эта линия, те, которые поддерживаются Джоном Керри. И вот именно эту политику модуса вивенди в реале, в жизнь проталкивает и проводит как раз-таки именно Джон Керри от имени Джо Байдена. Несмотря на ту какую-то незаметную должность, которую он официально занимает. Он занимается климатом, а это не та должность, которая дает ему возможность то в Индии встречаться с министром Лавровым, то приезжать в Москву, встречаться с Лавровым, а потом и с Путиным. Потому что в окружении у Путина, как известно, недавно стало быть известно, что вопросами климата занимается бывший вице-премьер правительства Чечни, там, занимавшийся до этого сельским хозяйством, и о его имени вообще никто ничего не слышал. То есть разные калибры, разные уровни. И я не думаю, что этот человек, если приедет сюда, в Вашингтон, он будет встречаться с Джо Байденом и будет встречаться с Энтони Блинкеном. Понимаете? Поэтому это ширма, которая дана, была официальная крыша тому же Джону Керри, и он вот проталкивает вот эту линию, которая существует сегодня в администрации. Существует и другая линия, которую возглавляет Энтони Блинкен и Джек Салливан, помощник по национальной безопасности. И они, конечно, выступают совершенно за другое. И они, если базироваться на выкладках Atlantic Council, где четко написано одним из пунктов, то есть вот этот самый особый статус союзника США вне НАТО. И поэтому вот сегодня, и может быть отложение визита на август месяц, и нерешенность многих вопросов говорит о том, что здесь еще не ясно. То есть здесь такой ясности, как в Германии, во Франции, нет. И идет конкретная четкая борьба. Но для того, чтобы Украина могла бы надеяться на какие-то позитивные результаты, украинская сторона тоже должна быть готова к этому. Потому что, вот, например, визит Зеленского в Германию, он был протокольный, понятно было, что там вообще ничего ждать не стоит. Ну, когда изначально канцлер говорит про имплементацию Минских соглашений. Сегодня здесь, с Вашингтона, пока таких заявлений четких, категорических, мы не слышим. И ежели мы не хотим их вообще слышать, а хотим услышать, наоборот, то, что мы хотим услышать по поводу особого статуса,
президент Украины должен приехать сюда во всеоружии, и его должны сюда командировать все украинское общество, весь украинский политикум. Я это всегда подчеркиваю. Все президенты должны собраться, все бывшие авторитетные политики, премьер-министры, лидеры в парламенте, все те, кто имеет тот или иной электорат в общественно-политическом сознании. И должна быть дорожная карта. И эту дорожную карту надо подписать. Если надо, примите на уровне закона в Раде. И дайте этот мандат президенту Зеленскому, чтобы он пришел и поставил здесь на стол в Америке, перед президентом Байденом, и сказал, что у меня будет или статус, тогда мы с вами, я делаю вместе с вами, идем в разведку. Если у нас не будет этот статус, мы не будем делать, конечно, имплементации Минских соглашений в украинское законодательство, потому что это предательство по отношению к Украине, к украинскому народу, по отношению к тем, кто погибал. Поэтому мы тогда будем искать других союзников. Мы тогда пойдем путем Азербайджана. И те, кто помог Азербайджану, они наверняка помогут и нам. И не забывайте, и это Великобритания также в их числе. И я думаю, если увидят серьезность ваших намерений, я имею в виду украинского общества всего, в плане того, что вы политически готовитесь, сказать, вот посмотрите, никто не думал. Армения все время что говорила? Азербайджанцы не хотят воевать. Они все время спекулировали на этом. А когда началась война, вы посмотрите, что творилось у военкоматов. И посмотрите, сколько десятки тысяч дезертиров в той же Армении. Потому что выросло новое поколение после 1994 года, которые не видели этого Бишкекского протокола, которые не видели этого Нагорного Карабаха. Понимаете вообще? И они пошли, погибали за это. То есть я к тому говорю, что вот в Азербайджане какой консенсус был в азербайджанском обществе. Несмотря на то, что в Азербайджане общественно-политическая ситуация в вопросах демократии, демократических выборов и многих других оставляет желать лучшего. Но вот эта тема была на первом месте, и она по сегодняшний день осталась на первом месте. Я вот один из редких критиков режима в Азербайджане все эти годы был. И поэтому я эмигрировал в Америку, я получил здесь политическое убежище. Но я сегодня стою с моей родины. И я делаю все то, что для того, чтобы и эти 5% вернулись. Потому что мы взяли мораторий на общенациональную проблему. Потому что кому нужна эта демократия и права человека, которые здесь забыли во время 44-дневной войны, которая для них это получается Филькенграм. Потому что все те, кто говорили об этом, они были на стороне агрессора, оказывается. Вот так же, как эти российские либералы, демократы, да, так называемые. Они то же самое поддерживали агрессоров. Поэтому это двойные стандарты. Когда ты видишь, ты сначала задаешься вопросом, что для тебя важнее? Территориальная целостность с твоей стороны, так сначала освобождай территорию. Вот так же и в Украине. Что для вас важнее сегодня? Вы все говорят, евроинтеграция НАТО. Я вам говорю, вас в ЕС, НАТО в ближайшие годы принимать не будут. Вот и все. Принимать не будут, а тихо-тихо у вас будут отнимать ту территорию, которую заявил в своем письме Владимир Путин. Он же заявил откровенно. Это же о чем такое? Это и Харьков, это и Николаев, и Херсон, и Мариуполь, и Одесса. Вы этого хотите? А это будет происходить при негласном вот таком модусу вивенди той же Европы, на глазах у Европы, как это произошло с Грузией, как это произошло с вами в 2014 году. Как это 30 лет почти что происходило и с Азербайджаном. Поэтому спасение утопающих – дело самих утопающих. Так в этом-то и интересно получается. Давайте вспомним 94 год, Будапештский меморандум, который тоже оказался Филькиной грамотой. Великобритания, Соединенные Штаты Америки гарантировали Украине территориальную целостность. Украина отказалась от своего ядерного потенциала, присоединилась к закону о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. 2007 год Украине не дают ПДЧ, и первыми, кто выступает против, это Франция и Германия. 2014 год Россия нападает на Украину, оккупирует Крым, война на Донбассе, а нам говорят, не воюйте. Сейчас Северный поток-2 – это вопрос не только энергетической безопасности, это и вопрос территориальной безопасности. Мы понимаем, что это политический вопрос, а нам говорят, что труба, не беспокойтесь, вот там инвестиции, технологии и так далее. Ну вот как-то интересно получается. Как нам с этим быть? Называйте вещи своими именами. Вы умница, вы правильно все озвучиваете. Так вот, хорошо, если это будет озвучивать президент Зеленский, если это будет озвучивать президент Порошенко и все другие президенты. Они будут в конъюнктуре играть. Надо даже своих союзников
с которыми вы говорите, вы идете в евроинтеграцию, в НАТО, называйте вещи своими именами. Говорите, вы же нас сливаете, вы же нас предаете. Вот это надо говорить. Вот, например, Азербайджан сегодня это говорил. Им стал открытым текстом. Они начинают... Вот посмотрите, Шарль Мишель сейчас приехал в Азербайджан. Посмотрите, как он расшаркивался. Смотрите, какие красивые слова говорил. Потому что произошла война, освободилась территория, беженцы в Европу не пошли, Европа как будто не пострадала от этого, то есть как от Сирии там миллионы беженцев туда же не поехали. То есть все как будто бы нормально, открывается такая территория, большая инфраструктура, значит, можно делать деньги, давайте и мы начнем участвовать. То есть вот они хотят сегодня сесть вот в этот поезд, который уходит тихо-тихо без них. Поэтому сделайте то, что вы должны сделать. И тогда с вами будет считаться. Считаются только с теми, это по жизни всегда так было, кто может защищать себя. Это по жизни. Во дворе идешь там на улице, тебя бьют, ты не даешь сдачи, тебя бьют, не дают. Кто будет с тобой считаться? А вы покажите, что вы можете дать сдачи. И вы можете дать сдачи агрессору, России. Вот Азербайджан сделал почти 100-тысячную армию. У вас более населения в 5 раз, чем у Азербайджана. Значит, вы можете 200-тысячную армию сделать. Вы понимаете? И вы должны показать эту серьезность своих намерений. И когда в России тоже увидят, что никто на вас не влияет, ни Ангела Меркель, ни Макрон, ни Вашингтоне, а вы серьезно намерены проливать кровь за свою землю, тогда вас начнут умолять. Вот как умоляют сегодня Россию в рамках модуса вивенди: не воюйте, не делайте, сделайте шаг назад. Мы с вами заключим Северный поток-2. Завтра надо будет Северный поток-3 еще придумать. Что-то в этом роде. Лишь вы этого не делаете. Да, пускай модус. Вот и с вами будут также разговаривать. Потому что увидят, что вы на самом деле серьезно, у вас серьезные намерения. Вот с Азербайджаном сегодня так и считаются. Осталось 5% территории, да? Вот я вам говорю вот здесь публично. Придет время, спросите меня. Если за 4 года Запад не поможет Азербайджану, чтобы Россия тоже оттуда ушла, с той территории, где она находится, Азербайджан эти 5% вернет так же, как он вернул 95%. Как вы думаете, 95% легче вернуть или 5%? Намного легче вернуть эти 5%, тем более, если за эти 4 года и Азербайджан станет в военно-политическом плане сильнее, и Турция, ее наличие в этом регионе, вокруг вот этого пятачка, будет в 4 раза, в 5 раз больше. И тогда я не думаю, что российские солдаты захотят погибать за непонятную какую-то территорию. Но если мы хотим, чтобы это было, значит, мы должны идти в этом направлении. И если Украина также хочет, чтобы это было, идите в этом направлении. Только тогда с вами начнут читать. Рамиз Бей, последний вопрос. Вот у нас буквально 5 минут до завершения нашего эфира. Понятно, что Украина является таким форпостом. Украина сегодня, можно сказать, на Востоке воюет за Европу, воюет за Североатлантический альянс. Как вы думаете, увидит ли Запад эти, и почему, собственно, сегодня он не видит, и увидит ли в обозримом будущем вот эти угрозы, которые Россия и Путин очень четко прописывают в своей статье об историческом единстве, значит, русских и украинцев? И когда, наконец, Запад перестанет заигрывать и между экономическими выгодами и гуманитарными ценностями выберет все же гуманитарные ценности, ведь у них есть прекраснейший опыт с Гитлером, и который показал, что вот эта политика умиротворения агрессора ни к чему хорошему не приводит. К сожалению, эта политика, это та самая политика, которую вы сейчас упомянули, времен Даладье и Чемберлена, вместе с тем же Гитлером, которая привела ко Второй мировой войне. И между старой Европой и новой Европой, я имею в виду молодой Европой, Восточной Европой, вы видите, прямо и сегодня эта разница есть. Не надо полякам или прибалтийцам объяснять угрозу, которая исходит со стороны России. Они прекрасно это знают со времен пакта Молотова-Риббентропа. Да. И поэтому, как вы видите, сегодня на стороне Украины в Европе кто стоит? Это Великобритания, Польша, Прибалтика и Турция. У Турции, сами понимаете, личный здесь момент очень сильно присутствует, и поэтому я всегда вам советую, усиливайте именно этот момент и радуйтесь, что у вас есть в Крыму крымские татары, несколько миллионов, которые живут в Турции. В Турции крымских татаров живет больше, чем все население Крыма. И это очень сильный политический ресурс, политический капитал для той же Украины.
И далеко неспроста Турция проявляет такое теплое и отношение к той же Украине. И Турция, как вы видите, не претендует ни на территорию Крыма, не объявляет всех этих моментов. Точно так же, как это происходит в отношении того же Азербайджана. То есть здесь совершенно ситуация другая. Здесь Турция вытесняет ту же Россию с тех территорий, где Российская империя уже многие годы. Потому что это же, заметьте, Крым, Южный Кавказ, а сегодня еще, если добавить к этому Афганистан, это очень важный момент, потому что американцы, вот видите, не просто так Турцию хотят видеть в Кабуле, в аэропорту Кабула, потому что Турцию в Афганистане может сделать то, что не сделала Америка, то, что не может сделать Великобритания, то, что не сделал безбожный Советский Союз, потому что турки мусульмане. И в Турции пользуется большим авторитетом среди афганского общества. В первую очередь среди узбеков, среди таджиков, среди туркменов. А пуштуны – это Пакистан. А Пакистан – это стратегический партнер Турции. Поэтому это же Центральная Азия. Это подбрюшье той же России. Поэтому Россия там не хочет, чтобы Турция была бы в Кабуле. Россия не хочет, чтобы Турция была бы на Южном Кавказе. Россия не хочет, чтобы Турция была бы в Крымской платформе. Все, что не хочет Россия, значит, это на пользу Украине. Усиливайте эти моменты. И работайте именно с этим. Это элементарная логика. Поэтому я вижу тенденцию в этом направлении. К сожалению, очень медленно. Но главная проблема, подчеркиваю, консенсус внутри украинского общества. Такой, который вы увидели сегодня в Азербайджане. Именно в Азербайджане. Это очень, в Азербайджане вы не увидите такого противостояния, которое есть сегодня между Порошенко и Зеленским. Büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz Ramiz Bey. Men ne yazık endi yayını yekunlemek mecburiyetindeyim. Çünkü 30 saniyeden sonra haberler bizde olacak. Sağ olunuz bizle bağlanğanız için. Спасибо вам большое. Рамис Юнус был с нами на прямой связи. Политолог-международник, экс-голова аппарату уряду и экс-керуючий справами парламенту Азербайджану из Соединенных Штатов Америки. Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас переходим к информационной программе «Заман». Самые актуальные новости смотрите сейчас, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском и русском языках. Не переключайтесь, скоро шкенджи. В Криму простилися з ветераном Кримсько-татарського національного руху Ізетом Хаїровим. Він пішов з життя на 84-му році. Прощання відбулося у Сімферополі, а поховання на кладовищі Мамут Султана Доброго. Ще дитиною він пережив депортацію. В 1961 році вступив на фізичний факультет Самаркандського університету. Тоді ж разом з іншими молодими кримськими татарами створив Союз кримсько-татарської молоді. Його метою стала боротьба за повернення кримських татар на батьківщину. Вперше Хаїров потрапив на допити КДБ у квітні 62-го. Вони тривали по 15-20 годин. Згодом за ним почалося тотальне стеження, але він не залишив своєї діяльності. Багато років Ізет Хаїров був спецкур'єром у національному русі. Забезпечував обмін інформацією між ініціативними групами з різних міст та районів. Силовики влаштовували обшуки в його оселі більше 10 разів. Хаїрова арештували 13 листопада 1968 року разом з іншими 9 кримсько-татарськими активістами. Судилище над ними дістало назву «Ташкентський процес». 10 кримських татар звинуватили у наклепі на радянський устрій та проведенні нелегальних зібрань. Всіх засудили до різних термінів. Ізет Хаїров, відсидівши 1,5 роки, до того ж був відрахований з університету. Втім, після звільнення він ще активніше включився до національного руху. У 96-му на Курултаї був обраний до представницького органу кримських татар та продовжував боротьбу за права народу до останнього. Более 40 с лишним лет мы плечо к плечом, бок о бок, вместе с Изетом Хаировым в национальном движении. И очень, я считаю, большая потеря для национального движения, для крымско-татарского народа, потеря такого человека, как Изет Хаиров. Нету с нами рядом уже,
мудрого учителя, такого незаметного, но идеолога национального движения, который хотел как бы примирить все течения национального движения, чтобы мы двигались в одном направлении. В ті роки в нашому домі 17 разів провели обшуки. У брата по місцю роботи тоді буцімто знайшли ніж та пістолет. Кинули його до СІЗО. 3,5 місяці тримали у підвалі. Учасники кримсько-татарського національного руху – це еліта нашого народу, інтелігенція. Вони були попереду національного руху, їздили до Москви та зустрічалися з керівництвом країни. Вони обличчя нашого народу. Вони ті, хто відкрив нам шлях на батьківщину. Цим шляхом наш народ повернувся. І я вірю, що на честь учасників національного руху відкриють музеї, їх іменами назвуть вулиці, майдани. Тепер цю естафету має перейняти молодь та добиватися побудови своєї державності. Yolda bizim başka milletimiz, halkımız o yoldan vatanға қайтты. Bizim işimizde güzelleşirdi. Якби усі були з такими відкритими серцями, як і Зетага, наша справа пішла б краще. Якби всі були, як він, була б єдність в народі. Він дуже старався, щоб народ зберіг свою єдність. Хай Аллах пробачить його гріхи. Хай Аллах заглянеться над ним та допоможе потрапити до раю. Günahlarını affı etsin, bilmeyeyim günahlarını. Yatkan yerçigin nuru olsun. Вирок у справі про недонесення залишили без змін. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію Енвера Топчі. Раніше окупаційний Совєтський райсуд визнав Енвера Топчі винним у недонесенні та призначив 40 тисяч рублів штрафу. Тепер буцімто за те, що він колись листувався у соцмережах з Уміджоном Дададжоновим, якого ФСБ зараховує до прибічників ІДІЛ, та не повідомив про це у ФСБ. За словами адвоката Еміля Курбідінова, окупаційний суд не взяв до уваги, що свідчення Топчі були взяті під тиском. Водночас за російським законодавством Дададжонов досі не визнаний злочинцем, тому звинувачення Топчі беззмістовні. Из всей переписки видно, что человек, который представлялся Дададжоновым, то представлялся Дададжоновым, то представлялся еще как-то. В одной переписке он в один день говорил, что он находится в Киеве, в другой день писал, что он находится где-то в Ираке, Иране. То есть это была переписка от лица, не представляющего достоверную информацию. Сам Дададжонов до сих пор, то есть уголовное дело в отношении него продолжается, не было ни одного приговора, и по закону он тоже считается абсолютно невиновным. И вот этим следствием, вот этим приговором в отношении Энвера Топчи, такой нонсенс признали виновными 2 человек. И Энвера, и некоего Дададжонова, да, в преступлениях одним приговором. Вот так, сидя в кабинете, стряпаются такие уголовные дела о недоносительстве. Окупаційна поліція намагається обмежити переміщення громадянського журналіста Нарімана Мімідімінова. Вони звернулися з заявою до окупаційного Бахчисарайського райсуду, щоб встановити за кримським татарином адміністративний нагляд. Наріман Мімідімінов вже відсидів 2,5 роки колонії за надуманим звинуваченням у закликах до тероризму. Тепер окупаційна поліція вимагає заборонити колишньому бранцю покидати домівку, бодай в нічний час, зобов'язати Мімідімінова відмічатися у силовиків та заборонити виїжджати за межі адміністративного району. При цьому, на думку окупантів, нагляд має здійснюватися незалежно від наявності підстав через тяжкість кримінальної статті. Під обстрілами окупантів зі Сходу український воїн дістав вогнепальне поранення. Боєць у задовільному стані, доповідають у штабі Об'єднаних сил. Його ушпиталено. Ворог знову бив по українських позиціях з важких мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Помічено і кілька прольотів російських розвідувальних апаратів. Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру. В напрямку Старогнатівки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Гранітного противник застосував озброєння БМП-1. На межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Крім того, біля населеного пункту Піски противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Розрахунки зенітно-ракетних комплексів БУК відпрацювали знищення ворога, що вдерся б з боку окупованого Криму. Підрозділи здійснили багатокілометровий марш на техніці до позицій. Розрахунки швидко стали на бойове чергування, автоматично взяли на супроводження та знищили виявлені цілі ворога ще до моменту входження їх в район. Метою навчань було прикриття важливих об'єктів інфраструктури від авіаудару загарбника, каже командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. Зазначена перевірка засвідчила, що особовий склад та підрозділи в цілому готові до протиповітряного прикриття важливих об'єктів цивільної та військової інфраструктури в районі виконання завдань. Агенти ФСБ, який збирав інформацію про українські ракетні комплекси, засудили до 8 років. Лисичанський міський суд Луганщини визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Той за вказівкою московських кураторів збирав дані про новітні українські розробки в ракетобудуванні. Зловмисника затримали ще у травні минулого року, коли він намагався передати представникам російських спецслужб секретну таємну документацію. Щоб дістати необхідну інформацію, він встановлював контакти з українськими військовими з науково-дослідного центру Збройних сил. Саме вони й повідомили про шпигуна до правоохоронних органів. Добова кількість інфікувань тримається приблизно на одному рівні, але знову побільшало активних носіїв ковіду. На вільній частині України зафіксовано 655 нових пацієнтів. Одужали 577, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. А ще 13 людей померли внаслідок хвороби. В Національній академії наук України говорять про завершення фази спадання захворюваності, а також про загрозу вибухових темпів зростання кількості інфікувань. Як приклад, науковці наводять деякі країни світу, де стрімко поширюється дельта-штам коронавірусу. А щоб убезпечити себе та рідних, уряд закликає якнайшвидше вакцинуватися. Для цього треба звернутися до центру вакцинації або ж пункту щеплень, каже прем'єр Денис Шмигаль. Щеплення від COVID-19 можуть отримати всі охочі та повнолітні українці. Втім, пріоритет надаватиметься літнім людям старшим 60 років та тим, хто має супутні захворювання. Захистити себе і своїх близьких потрібно звернутися до центру вакцинації або пункту щеплення, отримати відповідну вакцину. Бажано, звичайно, мати оформлену декларацію, це скоротить час, декларацію з сімейним лікарем, це скоротить час отримання вакцини. Тому запрошуємо всіх українців активно вакцинуватись для того, щоб зупинити розповсюдження пандемії в Україні і захистити себе і своїх рідних. 5-й день поспіль окупований Крим оновлює рекорди захворюваності на ковід. Там стабільно фіксують більше 500 нових пацієнтів. А ще 12 людей не змогли подолати хворобу, звітує окупаційна влада. Її очільник Сергій Аксьонов визнає негативну епідемічну динаміку. Нові осередки з'являються у Судаку та Феодосії, але закривати курорти не на часі, каже Аксьонов, щоб не втрачати туристів. Закликав шукати компроміси, а туристичний сезон закриватимуть лише в разі катастрофічної ситуації. Екс-помічника командира Керченського загону морської охорони підозрюють у зраді. Про це повідомляють у прокуратурі Криму. Слідство встановило, що у березні 2014 року, коли окупанти захоплювали адміністративні будівлі та військові частини, він допомагав загарбникам у підривній діяльності проти України. Помічник командира морської охорони Керчі, тоді цю посаду обіймав Сергій Шамшура, всупереч плану реагування віддав наказ особовому складу здати зброю у кімнату зберігання та особисто це проконтролював. Разом з тим, маючи доступ до особистих даних військовослужбовців та бажаючи підтримати Російську Федерацію в окупації півострова, підозрюваний сприяв незаконному наданню громадянства Російської Федерації працівникам зазначеної військової частини шляхом складання списків військовослужбовців та подальшої їх передачі представникам спецслужб Російської Федерації. Штормове попередження в окупованому Криму діятиме щонайменше до 24 липня. В окупаційному МНС зумовлюються високим рівнем пожежної небезпеки, зокрема у західних, південних та центральних районах півострова. Особливий протипожежний режим окупанти встановили ще 30 квітня. Місцевим жителям забороняється відвідувати ліси, також обмежується в'їзд автівок до лісних масивів. Крім того, заборонено розводити багаття, палити траву, листя, сміття та інші відходи на присадибних ділянках та садових товариствах.
Затоплення прибережних територій – більш гостра проблема, ніж вважалося раніше. Про це йдеться в новому дослідженні НАСА. Згідно з ним, у містах на узбережжі повені виникатимуть значно частіше вже в найближчі 10 років. Раніше вважалося, що проблема серйозно посилиться приблизно до 2100 року. У дослідженні брали участь співробітники підрозділу НАСА, який вивчає зміну рівня Світового океану. В основному обстежили узбережжя США. Однак висновки можна застосувати до всього світу. В цьому і наступному десятилітті ми побачимо, що повені, які ми спостерігаємо зараз, стануть нормою. Нам доведеться навчитися з цим жити, адаптуватися, щоб прибережні громади могли вести нормальне життя. Особливу увагу приділили явищу, яке називається коливанням місяця. Це пов'язано в основному з орієнтацією місяця по відношенню до Землі. Трапляється, що вплив, який чинить супутник на коливання припливів, має тривалу циклічність приблизно 20 років. Ми виявили, що цей вплив збігається з підвищенням рівня моря. Так очікується повені з 2030 по 40-й роки. Дослідження НАСА перегукується з іншими прогнозами щодо підвищення рівня моря. Так, згідно зі статтею в Nature Communications, тропічні країни будуть особливо уразливі перед прибережними повенями, і постраждалих від цього лиха може виявитися вдвічі більше, ніж вважалося раніше. Справа в тому, що 62% низинних областей суші знаходяться в тропічних регіонах. У цілому 30% розташовані в Азії. Вчені вважають, що до 2100 року рівень Світового океану може піднятися на метр. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлы шамлар. Сайгылы АТР телеканалының телесейіржілері бүгін информацион программасына сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам. Ве айтқанымыз кебі невбетеке яйынымызна бойсе қырғыдақа біз ем Украин, ем Рус, ем дықырым татар тілінде. Алып баражақмыз ве қырым етрафында, Украина етрафында ве дүнияда Украина еле бағылы сон киадиселерні музакере етежекміз. О себептен сізде бізім яйынларымызға қошыла білесіңіз, экранларымызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете 067-63-46-130 бізле Viber вастасы или бағланмаға имкеніңіз бар, яда Skype адресімізді қолана білесіңіз atr.tv. Бұйырыңыз бізлерге телефон ашыңыз, сізін сесіңіз бізлер үшін чоқ мұйым. ATR телеканалының YouTube сайфесіне де абоне олмаға ұнытмаңыз. Анда біз ем жанлы шекілде çalışамыз, жанлы шекілде яйынларымызны анда бақа білесіңіз. Емде соңра яйынларымызны біз анда yüklейміз, яйынларымыздан шыққан мирақлы қысымларны анда ерлештіреміз. О себептен бізні YouTube сайфемізден тақып етіңіз. Емде ATR телеканалыны маневи жеттен YouTube сайфемізге абоне оларақ ве лайк қойырақ дестекеде білесіңіз. Мадди тарафтан есе ATR телеканалының патреонына абоне олып, балабан бізім бөлі ATR қорантамызға қошылмаға имканыңыз бар. Сайғы достар, мен есе студиямызға тешриф бұрған мұсафирымыздың тақдим етмеге азырым. Қырым-татар милли әрекет іштіракшымыз Сенаверға Кадыров. Селям алейкум, қош келдіңіз Сенаверға. Сенаверға, ең баштан мен бойле демек Одиссейден яйынымызны башламаға істер едім, чүнке сізін де малюмныз олғаны кебі бүгін Қырымдан бойле бір қайғылы хабер алдық. Бүгін чоқ белі парла Қырым-татар милли әрекет іштіракшымыз олған Изетаға Хаиров бұл фани дүнияны терк етті ве дефнетілді. Сіз Изетаға Хаировны насыл қатырлайсыңыз? Сізін ақылыңызда насыл инсан? Изетағаны мен та 70-ші сенелерден tanıyım. Bizler yaş nesil olarak bu milli hareketke koşulgan sonra
sık bu bizim milli hareketçilerinin milli hareketçilerinin belli milli hareketçilerinin evet konuşmaya tırışaydık. Özümüzün pozisiyamızın bildirmeye tırışaydık ve ularını alıp bargan yolun terence anlamak maksadıyla evet sık görüşeydik ve unutmayık İzzet Ağa'nın kardeşleri ve balları elbette ular da yaş nesilediler. Biz sık böyle dost münasebetlerindeydik. Ve kıskası İzzet Ağa'nı elbet yaxşı bilirdim ve milli hareketin kaysı bir akıntılarında belli bir şahs olğanı tasdiqlap olardı. Mına sizin fikriniz İzzet Ağa aslında Kırım Tatar milli hareketine nasıl bir hisse hoştu? Bu hisse ne kadar büyük edi ve onun misal tercümeye alacak olsak sizin fikrinizce en böyle parlak nasıl faktlarını kaydetirdiniz? İşte parlak faktlarını degende ben aslında ayrı bir kaysı bir faktlarını ayırdı etip olamam. Niçin degende insanın hayatını toğusunun gözüne almak gerek ve aslında kaysı bir harekette aynı zaman milli harekette iştirak etken insanların neticek olsak toğusunun bakmak gerek. Evet ayrı kaysı bir tedbirler olabilir lakin ben bu şahsına şimdi teklif ederdim bakmaya. İzzet Ağa Hayırov bilirsin. Milli harekette çeşitli insanlar var idi. Aktif iştirak etkenler, hepsi aktif iştirak etkenlerine bakmadan onlar evet bilgisine binaen tabiatına ve ilahiri onlar farklılaşaydı. Ve onların hissesi de biraz ayrıydı. İzzet Ağa Hayırov özü tabialı analitik ve elbette onun bu hususta çok meraklıydı konuşmaya için degende. Yani milli hareketinin analizi yapılan. Umumen aslında analitik tabialı ve elbette kaysı bir seviyede onun konuşmasan o analiz şeklinde sohbet geçeydi. Böyle kestirip de yok böyle de değil de bu analiz tenkidi şeklinde böyle sohbet albarlaydı ve evet bizler için de meraklıydı. Niçin degende bizlerin de delillerimizin kabul etmeye mecbur edi. Niçin degende biz de kaysı bir faktlarga esaslanaydı bizim pozitsiyalarımız. Ondan sebep evet İzzet Ağa'nın ben bu milli milli hareketçilerin içinde bu ideologların sırasına geçirtirdim. Onu öyle deyip tanırdım. Men misal olarak geçen böyle tercüme alında ayrı faktlar meselesini koterdim. Zira bugün işte bizim yayınımızga bağlagan çeşit türlü milli hareket iştirakçılarımız, milli meclis azalarımız ve İzzet Ağa Hayırov'ны yaxşı tanıgan semiddeşlerimiz bu Taşkent prosesi meselesini hatırlaydı. Siz bilesiz 1 iyulden 5 avgustga kadar 1969 senesi o'tkazilgan bu Taşkent prosesinde İzzet Ağa Hayırov bu qabatlangan ve hapisga 10 kişi sırasında hapisga tashlangan vatandaşlarımızdan biri edi. Sizin fikrinizce aslında bu Taşkent prosesi olğanı vaqt siz bu hadislerge nasıl bakaydınız o vaqt ve sizin fikrinizce Taşkent prosesi Kırım Tatar milli avdetini nasıl tesir etti? Kelin ay
айрыларның процесін бақажақ болсақ, мен бала едім. Әбетте мен мünasebetім белі еді. Баланың münasebeti nasıl olabilir? 14 yaşına баланы. Ama umumen bu proseslerin men endi 70. senelerin ortalarında ve sonra bu 70. senelerin sonki yıllarında 80. yılların başında ortalarında ve ileride olup geçken proseslerin evet çok büyük tesiri var edi. Ve aslında kaytacak olsak bu tarihi belli bir al ularının prosesi unutmayıq. Bu 1967 senenin sentyabr ayındaki ukazdan sonra milli hareketimiz biraz başka adımlar başla yapmaya. Çok endi bu aktif karşılık göstermeye tırışa yaşlarımız. Ular da İzzet Ağa olsun, Mustafa Ağa olsun ve ilahire, ular da bu 60. senelerin yaş nesili. Ular da ularının biraz özün bakışı var edi. Bu milli hareketinin gidişatını bilip durup, korup durup, ular biraz bu petisyon hareketine çok olmayıp ular aktif hareketlikке davet etken nesiledi ve elbette biz de uların peşinden gidip de 80. senelerde artkaçının bu fikir hüküm sürmeye başladı ve ahir sonu bu avdet tamam deyende bu hareketler, bu pozisiya ahir sonu bu halkımızın öz avdetini getirdi. Niçin degende avdetimiz de halkımızın o şahsi özün hareketine esaslanıp durup oldu. Doğru mu? Bizni kimse getirmedi ve kimseden razılık beklemezden endi özümüz bütün karşılıklarga karşı özümüz kaytıp geldik. Ve sonra demek devlet bile karşılık göstergen son ve yine de hareketler yapkan son devlet endi sizlerini milli hareketini saymağa mecbur kaldı. Yani ufak şekilde endi kabul etmeye mecbur oldu. Niçin degende buna da ta 1992 senesi Kiev'teki aksan kozogni alsak ta o vakti milli kurultay var, milli meclis var ama ona bakmadan da devlet bizlerinin hep oynamaya tırışaydı. O zaman bu evet rahmetli dışında Yuri Asmanov ularının gruppası ve tarafdarların bu bizim aksiyamızga karşı işletmeye tırıştı. Синавер аға, мұны біз дегер меселерге кечер екенде, мен шымды көчік бойле бір мұддетке 15 дақалығына рус тіліне кечмеге істейм, ве сонке Украина матбот васыларында, ве Украина или бағлы сонке мойым адиселеріні яйнамызға қошыла жақ скайп васысы или мусафирнен демек музакер етмеге істейм. Я перехожу на русский язык. Сегодня сейчас прошла очень важная новость относительно визита президента Украины Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Уже несколько дней мы в нашей студии, в наших эфирах обсуждаем, когда же все же состоится этот визит. Говорили, что в конце августа, однако конкретной даты не было, и сейчас стало известно. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоится 30 августа. Ранее ожидался, я напомню, в середине июля. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Там говорится следующее, цитирую: «Президент Байден с нетерпением ожидает возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года». С нами сейчас на прямой связи военный политический обозреватель Александр Коваленко. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум.
Добрый вечер. Да, пан Александр, каковы ваши ожидания от визита президента Украины Зеленского в Соединенные Штаты Америки? Как вы считаете, нам стоит ли ожидать каких-то больших соглашений во время визита, подписания каких-то стратегических документов, договоренностей или движения по получению основного союзника США вне НАТО? В принципе, Соединенные Штаты как были, так есть и остаются, и будут оставаться главным и основным союзником Украины вне Североатлантического альянса. Да, но будет ли это закреплено вот документом как отдельный статус? Прошу прощения, я не... Пан Александр, алло, слышите? Сейчас я вас... Да, но получим ли мы вот в документе вот этот статус основного союзника США вне НАТО? Понимаете, ситуация с предоставлением какого-либо статуса официального, например, может отражаться в таких вещах, как военно-техническое сотрудничество, договоренностях, связанных с поставками тех или иных видов вооружения. То есть у Соединенных Штатов есть перечень стран, которые, например, в вопросах военно-технического сотрудничества имеют приоритет по сравнению с некоторыми другими. На сегодняшний день Украина уже является одной из тех стран, которая занимает приоритетные позиции в отношении не только предоставления финансовой помощи для повышения своего потенциала боевого, но и в том числе и в вопросах военно-технического сотрудничества. Помимо этого, я бы хотел обратить внимание, что не только речь будет идти о предоставлении какого-то статуса, который априори уже как таковой имеется. Будет идти речь в том числе и о таком проблематичном вопросе, как «Северный поток», проблематика которого обсуждалась не так давно между Владимиром Зеленским и Ангелой Меркель. И, безусловно, этот вопрос будет поднят в ходе двусторонней встречи Зеленского и Байдена. Разумеется, мы должны понимать еще один очень важный момент, то, что «Северный поток» это даже уже сейчас становится не столько проблемой Украины, как это, например, было в 2019 году, когда директивы, энергетические директивы еще не до конца на все 100% известно было, будут ли действовать против «Северного потока», а уже известно, что это так и будет. Это уже больше проблема на самом деле Европы, поскольку когда запустится «Северный поток-2», это в первую очередь уже будет проблема всего Европейского Союза, который становится де-факто заложником, энергетическим заложником Кремля. Да, но очевидно, они этого не видят. Проблема не столько в целом в Европейском Союзе, сколько конкретных определенных его членов. В частности, если говорить о Германии, о позиции Германии, то не забываем, что в этой стране достаточно серьезное пророссийское лобби, которое внедрялось фактически с момента развала Советского Союза, с конца 90-х и начала 2000-х вообще приняло достаточно такую повальную тенденцию покупки, грубо говоря, политических сил, неких представителей политических партий в Германии российскими бизнес-структурами, имеющими непосредственное отношение к власти. Ну, в частности, с 2000 года это несменный президент Российской Федерации Владимир Путин. Одним из результатов подобного рода вербовки, назовем как оно есть, определенных политических сил, ну, стала, например, должность экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Неизвестно, получит ли еще, конечно, какую-то должность некто из нынешнего созыва Бундестага. Время покажет, но можно сказать с определенной долей вероятности, уверенности о том, что, например, вот такая партия, как «Альтернатива Германии», обеими руками будет поддерживать «Северный поток», даже когда вылетит за пределы Бундестага, и даже в самых неблагоприятных условиях для самой же Германии. То есть в этом проблема лоббизма, который присутствует в Европейском Союзе, лоббизма пророссийского. Эта проблема, она присутствует и во Франции. Ну, к примеру, та же самая политическая сила Марин Ле Пен. Эта проблема присутствует и в Италии. Это политическая сила Матео Сальвини и Лига Севера. То есть, увы, но пророссийский лоббизм, он присутствует, и пророссийским проектам только помогает реализовываться в Европе.
Сейчас в Германии, в Соединенных Штатах Америки говорят о том, что не позволят России, чтобы та использовала «Северный поток-2» как рычаг давления на Украину и на Европу. И в Германии говорят о том, что будут гарантии от сохранения транзита через Украину. Сейчас идет речь о каком-то соглашении между Германией, Россией и США. Вот как вы думаете, в чем могут заключаться эти гарантии? И вообще можем ли мы на них рассчитывать, если речь идет о России, которая в принципе нарушает все международные договоренности и игнорирует международные нормы и практики? Я, наверное, сейчас на самом деле не открою какую-то такую, знаете, тайну за 7 печатями, если скажу, что даже без этих договоренностей Украина не потеряет статус транзитной страны для российского газа. Для этого достаточно простое математическое объяснение. На сегодняшний день Российская Федерация имеет максимальные показатели по поставкам газа с 2014 года в Европу. Это был, например, 2018 год. 200 миллиардов кубометров газа в год практически они поставили. Но при этом мощности, которыми обладает Российская Федерация без учета газотранспортной системы Украины, а в частности это такие газопроводы, как «Северный поток», «Турецкий поток», «Ямал-Европа», «Голубой поток», они суммарно дают 110 миллиардов кубометров газа в год поставок. То есть фактически Украина поставила практически половину всего газа в 2018 году, который поставляла вообще Россия в Европу. «Северный поток-2», его мощность 55 миллиардов кубометров. Но, опять же, он попадает под действие энергетической директивы ЕС. То есть по нему Россия сможет поставлять лишь 50% мощности. То есть это 27,5 миллиарда кубометров газа в год. И это элементарная математика. 110 миллиардов кубометров российских газопроводов плюс «Северный поток-2», урезанный 27,5, никак не даст 200 миллиардов кубометров так, в год. Что насчет диверсий на других газопроводах? А диверсия на других газопроводах, которые может осуществить Россия. В первую очередь, если будет идти речь о каких-либо других газопроводах, которые находятся под контролем Российской Федерации, то это не в интересах самой же Российской Федерации, поскольку это повышает ее зависимость от ГТС Украины, в первую очередь. А во вторую очередь, даже диверсия на ГТС Украины ей тоже сейчас не особо выгодна, потому что даже не то чтобы сейчас, но и в дальнейшем, поскольку даже если через Украину будет поставляться 50 миллиардов кубометров газа, 40 миллиардов кубометров газа, это все равно определенный поток, за который Россия получает то, в чем она ощущает острейший в нынешнее время санкций дефицит, а именно живую конвертированную валюту. И любой подобный простой очень болезненно ощущает на себе не столько население Российской Федерации, не столько там какие-то социально-экономические нужды, которые есть в этой стране, а в первую очередь реваншистские амбиции самого режима, для которого эта валюта и нужна для реализации своих реваншистских амбиций. И тут еще один очень важный момент. В 2019 году Российская Федерация заявляла о том, что не будет продлевать транзитный контракт с Украиной, и тем не менее, несмотря на всю свою браваду, она продлила контракт до 2024 года. И в прошлом году этот контракт себя очень хорошо показал. А когда были теплые зимы, 2019-2020 год, значительно уменьшилась закупка газа Европой у Российской Федерации. Но при этом, несмотря даже на то, что упал транзит через украинскую ГТС до 57,5, если я не ошибаюсь, миллиардов кубометров газа, Россия все равно заплатила по принципу транзита не менее 65 миллиардов кубометров. То есть, если говорить о каких-то даже договоренностях, транзит не только сохранится, но Украине нужно в первую очередь делать ставку на то, что вне зависимости от того, какой бы это был транзит, или это будет 50 миллиардов кубометров газа в год, или 40, вне зависимости. Россия должна платить по принципу не менее определенного какого-то объема. Плати и качай.
Пане Александр, и вот что хотела у вас спросить. Сегодня в Украине многие задаются вопросом, сливает ли Запад национальные интересы Украины. Об этом говорят многие политические деятели. В частности, после визита президента Украины Зеленского в Германию, последних заявлений Меркель относительно того, что необходимо имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство, на фоне событий и вот с Северным потоком-2 и о том, что Байден отказывается вводить новые санкции против Северного потока-2, на фоне вывода американских войск с Афганистана, и таким образом США отказываются быть мировым жандармом, плюс Соединенные Штаты говорят Украине, что решайте вопрос с коррупцией, потом только можно говорить о вступлении Украины в НАТО, но мы понимаем, что вопрос коррупции — это огромное поле для маневра, и наверняка даже в самых демократических странах есть элемент коррупции, поэтому здесь можно очень много говорить о том, что в Украине коррупция и так далее. Видите ли вы в этом всем такую зраду? Как вы считаете, сливает ли действительно Запад национальные интересы Украины? Ну, если взять каждый из тех моментов, которые вы называли, то я думаю, что это понадобится достаточно много времени, чтобы разложить все по полочкам, начиная от Афганистана и заканчивая о коррупции и вступлении Украины в НАТО. Сколько... подводных камней, да, действительно очень много, практически в каждой тематике. Но на самом деле это не совсем так, как озвучивается в большинстве своем в наших СМИ. Большинство, скажем так, лидеров общественного мнения, которые это как преподносят, так оно есть на самом деле. Например, Соединенные Штаты, уходя из Афганистана, они на самом деле создали достаточно серьезную головную боль, в первую очередь для Российской Федерации. Но про это можно говорить более глубоко и предметно, уже, я думаю, наверное, в другой раз. В целом же, если говорить про любые заявления Ангелы Меркель, в частности насчет формулы Штайнмайера, которая в действительности, на самом деле не может никоим образом использоваться для решения проблемы оккупированной части Донбасса, поскольку она перечит вообще интересам Украины как таковая эта формула. Не забывая тем более, в каких хороших отношениях Франк-Вальтер Штайнмайер находится с нынешним руководством Российской Федерации. Так вот, говорить о каких-либо заявлениях сейчас Ангелы Меркель, я считаю, уже поздно, поскольку это уходящий политик. Сейчас она может говорить о многом, но это уже политик вчерашнего дня. Нам нужно смотреть в настоящее время вперед, нам нужно смотреть в будущее. Относительно того, что Джо Байден отказался вводить новые санкции против Северного потока, честно говоря, да, действительно, это в какой-то степени может показаться зрадой. Но хочу напомнить, что в 2019 году, фактически с ноября по декабрь, Российская Федерация ликовала относительно того, что Северный поток осталось достроить, Северный поток-2 осталось достроить всего 150 километров. И вот в декабре мы его уже достроим 2019, а в 2020 уже начнем поставки. И тут внезапно появляются санкции, которые фактически мы можем наблюдать по сей день их эффект. Северный поток-2 на самом деле до сих пор не достроен по факту, и поставки по нему не начались, а за окном июль 2021. Поэтому я не исключаю, я не делаю какой-то стопроцентный прогноз, но я не исключаю, что когда Северный поток будет достроен, у этой российской трубы могут возникнуть какие-то совершенно неожиданные новые препятствия, которые отложат запуск по нему первой поставки газа на полгода, на год, еще на некоторое время. А между прочим, весь этот простой — это убытки в первую очередь для Российской Федерации. Ведь многие, когда говорят о Северном потоке-2, называют почему-то по какой-то странной причине исключительно его морскую часть стоимостью 9,5 миллиардов евро, в которая вложилась не только Россия, но и часть стран из Европейского Союза. Но почему-то все забывают, что была еще и сухопутная часть по территории России. Суммарно оценивается Северный поток-2, стоимость его от строительства от 30 до 40 миллиардов долларов. Целиком, как сухопутная часть, так и морская. То есть это колоссальное и, по сути, неокупаемое вложение.
колоссальный неокупаемый проект. И каждый год задержки запуска этого проекта — это не только политический удар по реваншистским и геополитическим амбициям Кремля, но и серьезные экономические издержки для режима. Александра, и вот последний вопрос, буквально 1,5 минутки. То, что визит президента Украины Зеленского состоится в Вашингтон после саммита Крымской платформы, это хорошо или плохо, по-вашему? Вы знаете, на мой взгляд, это все-таки в большей степени хорошо, чем плохо. Поскольку на сегодняшний день Крымская платформа — это уже мероприятие международного масштаба, о котором не говорит только СМИ, которые ленивая, грубо говоря, в том числе и международная. Это очень важный политический, скажем так, политический вызов, в первую очередь, стране-оккупанту. И по результатам уже непосредственно Крымской платформы, я считаю, что будет непосредственно что обсудить не только с Джо Байденом, но и непосредственно с представителями администрации президента США. Поскольку я всегда говорил и буду говорить, не лично один президент той или иной страны решает абсолютно все вопросы страны единолично. Это совершенно не так. В первую очередь этим занимается его окружение, которое решает огромный спектр задач. И я считаю, что будет что обсудить во время этой встречи уже по итогам непосредственно Кримської платформи. Дякуємо вам дуже. Чохсагул, у нас Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військовий та політичний оглядач. Синавираға, юқарыда лaf еткенлерімізді ештіңіз, мына музыкерлерімізге да 20 даққа қала бұл меселеріні сізнен де лaf етмеге істердім. Қатенде еште соңки вақытлары чоқ суалер берілі, не вақыт Зеленский Америкаға баражақта, не вақыт Байденнен көрішежек, ве бүгін белі олғанына көре, демек 30 август күні бұл зиярет керчеклешежек екен. Сізім фікіріңізде, бұл кібі зияретінің Қырым платформасындан евел өткерілмесі бұл қатенде Украина үшін яқшы ма, яды яман ма? Мақин оны кестіріп айтма, яқшым ярамайым, оны айтқандайын Алла біле кележегі көстерір. Ләкин бұл мәселеге қайтқанда мүмкін білесім, қайсы бір фикірде тоқталма. Бұл біраз біз бекленілген, яғни Украина беклеген нәтижелері olacağına şüpheli. Aytayım niçin? Şimdi evet bu mesele dünya boyunca darhaldı ve birinciden nene anladı bu kalgan devlet başları Biden gelmeyecek. Mında sammitke. Sammitke gelmeyecek. Biden gelmesi başkaları da belki çoksa başlarını etmeye oynamağa. Ben biraz bu yerde bu informasyonun menfi neticelerin tarafına bakanda bu birinciden ve ikinciden evet ne aytkan bu politolog yani ne analitik evet bu sammitten sonra Biden'le görüşkenden de kaysı bir neticeler olacak. Evet öyle olabilir. Ve lakin menimce mında şimdi Ukrayna'da da şimdi biraz vakit kala bu taraftan da bir proyektini işlep çıkarmağın için degende eğer de beklenilgen dayın bu prezidentler iştirak etmese, bu belli prezidentler iştirak etmese ve onların yerlerine bilmeyeyim ben Dış İşler Bakanlıklarının başları iştirak etkende
Oğa bakmadan mında bağlı olacak kaysı bir teklif edecek, kaysı usulünü işletmeye, kaysı yollarını işletmeye, bu işlenilecek projektlerini teklif edecek Ukrayna. Beklemeyecek ki dıştan teklif edilecek adımlarga. Niçin degende o adımların arasında Kırım'la bağlı, aslında Kırım'la bağlı meselelerde o Steinmeier projektleri teklif edilebilir. Haydan biliriz? Ondan sebep şimdi ben belirlesem prezidentin ofisinin o günde büyük bir mesele. Şimdi daha bir variantını işlep çıkarmağa göz önüne alarak Biden olmayacak. Bu nede? Sizin fikrinizce, Sinverga, Amerika Birleşken Devletleri Ukrayna'nın territorial bütünlüğüne böyle kifayetçi olan devlet olarak Budapest memorandumuna hakkında aytam. Buna yeterlice mi Ukrayna'nın bütünlüğü için hareketler şimdiki şaraitlerde yapar? Aslında bilesizim, bu birinciden o kimin o günde turgan mesele bu. Ukrayna'nın birliği, Ukrayna'nın bütünlüğü, topraklarının işgalcilerinden kurtarmak ve ilah. Bu Ukrayna'nın o günde turgan mesele. Evet, vazife, evet. Ve bundan buna göre bu fikirge esaslanarak aslında özün siyasetini, dış siyasetini alıp barılması. İşte bana bilmeyeyim Budapest memorandumu, başka memorandumlar ve ilahri. Memorandum vakti imzalandı ve lakin memorandumun imzalangan maksadı o zaman nükleer bombalarıydı. Doğru mu? Nükleer silahı. Silahlarıydı. İşte bu Ukrayna'nın bütünlüğünden bağlı da geledi. Ukrayna'nın fikrince öyleydi. Ama bu Birleşmiş Milletler, Amerikan Birleşmiş Amerikan o günde, İngiltere'nin o günde. Yok ama onların o günde biraz başka mesele duraydı. Yok ama anda Ukrayna nükleer silahlarını yok etti ve buna cevap olarak Amerika Birleşken Devletleri, İngiltere ve Rusya Ukrayna'nın territorial bütünlüğüne sahip çıkacakları hakkında kifayet beri. Ukrayna demek özünün nükleer silahından vazgeçkeni sebebinden ki Ukrayna vazgeçi. Demek 1968 senesinden imzalangan bu yader silahının kengleştirilmemesi anlaşmasına koşula ve bunu yukarı şurada ratifikasya etti ve sonra 2014 senesi Rusya ne yapar? Bu anlaşmanın imzacılarından biri Ukrayna'ya saldırı ve Amerika ve Birleşken Devletleri. Dünya tarihinde böyle gibi allar çok olabilir. Aynı zaman biz de bilirsin böyle bir meselelerini götürebiliyoruz. Halkımızın sürgün etli ve niçindir sonda Yalta konferansiyası geçirilir ve böylelikle Amerika tanıdım bizim halkın sürgünlüğünün doğru yapılganını ve ilahri. Bilirsin. Ama soykırım olarak da tanımadı. Ben şimdi onun için aytacak olam. Siz bakın bu Budapest memorandumun imzalagan devletlerin arasında birisi ozu işgalci oldu. İyi. Kalganlar evet hazırdır yardım vermeye ve lakin Ukrayna özünü nasıl alıp bardı?
Біз білесің, бұл информацион васталарынан берілген информацияны шыны тыштан қалдырсақ, біз өзіміз, біздің көзіміздің огынды олып кечкен әрекетлер Қырымда біз асылында анда едік. Біз көрдік Украина devletinin, Ukrayna halkına, Ukrayna vatandaşlarına, andaki Kırım'da yaşayan soylarına bu işgalcilerge karşı alıp bargan hareketlerini gördünüz mü, duydunuz mu aslında? Kırım'da ama eğer Ukrayna şimdi mında, siz bağışlasınız, Mogilov mında, bütün vertikal, bütün struktura alacak olsak, bu Kırım yukarı şurası. Bu şehir ve şehir, kasaba, koy şuraları. O siz bağışlarsınız, bir insan değil, bir adam değil. Ne olar hepsi... Ya hukuk korçalayıcılarına, Arbi'yle alacak olsun. 90% Rusya'nın tarafına geçtiler. Yani böyle vaziyette biz kayta Amerika, kayta Britanya, kayta gelin biz özümüzge kaytayıq da bakayıq. Ama Ukrayna hükümet olarak 14 senesi mında Kiyev'ni alacak olsak da yok edi dep aytmağa mümkün. Mında herkes portfellerini, çantalarını bölüştü. O siz bağışlasaysa o kimin kabahatı? Yanukoviç kaçtı. Devletini satıp kaçtı. Her şeyini yok edip kaçtı. Yanukoviç de ortalıkta yok. Bu Harkov anlaşması. Harkov anlaşması Ruslarının Kırım'da aynı zamanda Akhyar'da da 42. senesine kalacak kararını nettiler, tasdikladılar. Ratifikasiyada parlament. Yani ana yasağa aykırı gelgen anlaşmanı nettiler. Ve bundan da gayrı bu anlaşmalı da bu günkü kadar denonsasiya etilmedi, yani lağu etilmedi. Onun için bilesem, ben bilesem dünyada biraz şaşmalay bu Ukrayna meselelerini birazını terence de özde şaşmalaydı. Yani ev işi deyimiz, yani Ukrayna'nın ev işlerini yapması gerek ki dünyada bu ev işleri. Buna da yakında aytayıq böyle оборон pромышленность ularla çalışa. Nasıl anlamak mümkün? Ona siz bellisiz bu Amerika'da, Britanya'da, Avrupa'nın başka memleketlerinde bilmiyorum, görmüyorum. Ve niçin bizler aslında böyle bir pozisyada не сдают ли интересы Украины? А интересы Украины кто должен в первую очередь отстаивать? Наверное, сама Украина, да? Не будет же, скажем, Европа в приоритетах отдавать интересам Украины перед своими интересами. Yani elbet herkes öz menfaatini düşünür. Onun için biz Almanya'na aytırıq nene, Frankistan'na, İtalyan'a alır. Ama erkiminin özün bir kaysı bir neleri var. Menfaatları, maksatları, ular özün siyasetin, özün geleceğin düşünürler. İşte bizler özümüzün isteğimizin tek bildiremiz. Biz çalışmayıq geleceğimizge. Çok sağ olunuz Sinar Aberağa, yayınımızga kelip suallarımızga cevap bergeniz için ve kıymetli fikirlerinizni ifade etgeniz için. Teşekkürler. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçımız Sinar Ağa Kadırov stüdyamızda musafiri edip saygılı dostlar. Men ise bugün informasyon programmasını bu noktada yekünlemek mecburiyetindeyim. ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız 5 dakikadan sonra Zaman informasyon programması sizlerini selamlayacaktır. Sonra bu stüdyada Prime Musayeva seyir etiniz. Yarın Allah kısmet etse bu stüdyada görüşkence.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ай, мұнарың сіл yüzünden, менден ұшық қызғанма. Мен бір ғарип yolcu едім, қалдым қарадағыларда. Yol шашырдым, күн ашырдым, сана бақып ағларда, ақ чекерім. Ач yüzіңні, мені яман көз санма. Ач yüzіңні, сач нұрыңны, ұчырымлар, қаялар, ышық алсын, айдынлансын, көлгелері сілінсін. Топрақ топман, қардаш сен, көксүндегі шу ташлар, гранитлер, қара ерге айна кебі көрінсін. Юрегеме сырдаш сен, көзімдегі шу яшлар, чечеклерге төкежегім, очықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, әлбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжі ғарип асыретіне қавушсын. Ешітесіңіз ма? Мен ақтауыттыңыз ма? Мен мұндам. Бұл менің топрағым. Менің қырымым. Қырымда Milli Hareket ветераны Изет Хаиров ile vedalaştılar. O 84 yaşına kelip vefat etti. Cenaze namazı Marina kasabasında kılınıp Mahmud Sultan mezarlığında defin etildi. İzet Хаиров doğma Korbekli, 7 yaşında olğanda vatandan sürgün etildi. 1961 senesi Samarkand Üniversitetine оқышқа kirgeninen diger Qırım Tatar studentlerinin birleşip halkı vatanға qaytması için kureş başlatmak için Qırım Tatar Yaşlar Şurasına kurdular. Bir yıldan İzet Хаиров KGB sorgusuna celp etildi. O 20 saatga kadar devam etken. Sonra ona nisbeten gizli izleme başlangan. Evinde onlarca keretin tuf geçirilgen. Çok yıllar devamında İzet Ağa Milli Hareketinin kuryeri edi. Çeşit rayonlarda faaliyet göstergen inisiativ gruppalarının malumatlarını alıp beruvinen uğraşaydı. Хаиров 1968 senesi diger 9 Qırım Tatar faalinen beraber apsке alındı. Ularga nisbeten o'tkirilgen mahkeme toplaşıvı Taşkentski proses dep adlandırılgan edi. 10 Qırım Tatarı Sovetler Birligi hakimiyetini haqaretlegeninde, hakimiyetke qarşı vesikalar dağıtqanında ve qanunsuz toplaşıvlar keçirgeninde qabatlandı. İzet Хаиров 1,5 yıl hapsxanede oturup çıktı, ama azat etilgeninen daha faal Milli Hareketke qoşuldu. Qırımga qaytqan son Qurultay delegati olarak saylangan edi.
Более 40 с лишним лет мы плечо к плечом, бок о бок, вместе с Изетом Хаировым в национальном движении. И очень, я считаю, большая потеря для национального движения, для крымско-татарского народа, потеря такого человека, как Изет Хаиров. Нету с нами рядом уже мудрого учителя, такого незаметного, но идеолога национального движения, который хотел как бы примирить все течения национального движения, чтобы мы двигались в одном направлении. İzzet Ağa hareketçan, vatanperver bir adam idi. Milli harekette iştirak etken, türmelerde oturgan, bir şeyden korkmagan bir insan idi. Hürmet etemiz, etecekmiz. Böyle bilgili, namlı, vatanperver adamlarını hiçbir vakit unutmayıq cemaat. Ular bizge örnek olsun. Biz de onların aytkanlarını, yapkanlarını yapmağa tırışayıq sayıqlı cemaat. Evimizi bu yılları 17 kere olgun edi opuska. Son onu işleyen yerinin якобы таптар бычак ve pistolet енді алып кеттер неге СИЗОға отырды подвалларға 3,5 ай. Hepimiz öyle yürekli adamlar gibi olsaydık, İzzet Ağa gibi, belki de bizim işimizde güzelleşirdi. Birlik çok olurdu. Çok hareket etken edi. Buğa işte halkımız birlikini saklap olamayın. Allah buğa cennetke düşmek nasip etsin. Günahlarını affı etsin, bilip bilmeyip günahlarını. Yatkan yerçigin nur olsun. Milli hareketin iştirakçıları bu bizim milletin, Kırım Tatar milletin en yüksek derecesinde olan elitası, intelligensiyası. Çünkü ular Moskvaga barıp devletin başlıklarını konuşmaya tırışıp ve konuşup milli hareketin işlerin en o güne oldular. Milletimizin yüzü beti demek mülkün ularga. Ve vakt saat gelgensin, Kırım'a yol açılgansın. Ular açkan yolda bizim başka milletimiz, halkımız o yoldan vatanga kayıttı. Ben eminim. Muzeyler açılar milli hareketin iştirakçılarına bağışlangan. Keler vakit bunların adları bağışlanıp sokakların adlarını, onların adlarını koyarlar, meydanlarga adlarını koyarlar. Endi sıra o estafetanı yaşlarımızga almağa ve milli devletçiliğimizin tiklemege gelecekte mutlak bu yoldan barıp onu sonuna çıkmak gerekir. Чакмаганлык давасы боюнча укум деңиштирилмеди. Кырымдын юкары Рус махкемеси Энвер Топчу ve адвокаты берген шикаятны бакып кери кайтарды. Ички районунун ишгалчылар махкемеси Энверни Санкедерсин ИГИЛ сараларына кошулган Насылдыр Умиджон Дадыджанов эле иштимай агларда мектуплешкен акында Русия укук коружу органларына хабар этмегениде кабатлап 40 000 рублей пара жазасын белгилеген эди. Адвокат Эмиль Курбединовдун сөздөрүнө көрө ишгалчылар махкемеси Топчуга каршы түзүлгөн протоколлар баска алтында алынганы, кабаатыны таздыклаган ич бир избат олмаганны көз огуна биле алмаган. Буне бери сөздө Дададжанов Русия канунларына көрө ала да жинайетчи olarak танылмаган. Onun үчүн Энвер Топчунун кабаатлабы да ич бир эсассыз. Из всей переписки видно, что человек, который представлялся Дададжоновым, то представлялся Дададжоновым, то представлялся еще как-то. В одной переписке он в один день говорил, что он находится в Киеве, в другой день писал, что он находится где-то в Ираке, Иране. То есть это была переписка от лица, не представляющего достоверную информацию. Сам Дададжонов до сих пор, то есть уголовное дело в отношении него продолжается, не было ни одного приговора, и по закону он тоже считается абсолютно невиновным. И вот этим следствием, вот этим приговором в отношении Энвера Топчи такой нонсенс признали виновными двух человек. И Энвера, и некоего Дададжонова, да, в преступлениях одним приговором. Вот так, сидя в кабинете, стряпаются такие уголовные дела о недоносительстве.
Işgalcilerinin şarqtan atулары нәтижесінде Украина арбии яраланған. Бірлешкен Құветлер операциясы штабында аскерінің алы тұрғын, оны хастаханеге ятқыздылар деп білдірділер. Душман кенеде ағыр майынлар, гранат атыжы системалары ве бұйық калибрлы құршын атыжы тіртібатларынан Украина арбилері позицияларыны ұжым еткен. Рус истихбаратчы учужы алетінен бір қач учышы қайдетілген. Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру. В напрямку Старогнатівки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Гранітного противник застосував озброєння БМП-1. На межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Крім того, біля населеного пункту Піски противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Украина арбилері бук зенит ракета комплекслеріні қолланып ижғалетілген Қырым тарафындан ұжым еткен душманнан йоқ етілмесі бойынша тәлімлер кечірді. Бөліклер өз позицияларына етмек үшін техника елі бір чоқ месафені кечті. Украина арбилері сафқа тұрып душман районға кірмезден евел ерлешмесіні белгілеп йоқ еткен. Бірлешкен Құветлер операциясының команданы Сергей Наевның сөздеріне көре инфраструктураның мұйым объектлерінің истилячыларының учақ ұжымынден қорчаламақ тәлімлерінің мақсады еді. Зазначена перевірка засвідчила, що особовий склад та підрозділи в цілому готові до протиповітряного прикриття важливих об'єктів цивільної та військової інфраструктури в районі виконання завдань. Украина ракета комплекслері аққанда малюмат топлаған ФСБ агентіні 8 елға махкүм еттілер. Луганск вилаетіндегі Лисачанск махкемесі ерлі сакинні девлет хайынлігінде қабатлылар ақтаныды. Махкүм етілген Москва кураторларының емірінен ракета құрылмасы сасында яңы Украина ішленмелері аққанда малюмат топлаған. Агент рус мақсус қызметлерінің қадемлеріне гізлі техники бесеқаларыны бермеге тырышқанда кечкен сені майыс айында тұтылды. Кереклі малюматны огренмек үшін Бірлешкен Құветлерінің ilmi ТХ мерkezінден Украина арбилерінен бақ құрған. Тамам олар қанун қорujы органларына хабердар еткенлер. Коронавирусқа ұқырағанларының күнделік сайысы қарарынен бір севиеде қалмақта, ама яваш олса да COVID-19 хасталарының миғдары артмақта. Сағлық назерлігінде Украинаның сербес территориясында 655 яңы хаста қайдетілгеніне 577 инсан түзелгеніне білдірділер. 13 кіші COVID-19 хасталыға ғырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Украина Милли Илимлер Академиясында чин вирус тарқалмасының тезлешігі телекесі аққында айтылар. Мисал оларақ, алимлер коронавирус дельта штамы тест тарқалған мемлекетлеріне кетірелер. Акимиет инсанларыны, өзлеріні ве туғанларына құрымақ үшін мүмкін олғаны қадар тез ашланмаға чағыра. Баш назир Денис Шмыгаль бұны япмақ үшін вакцинация меркезі яда ашланма нұқтасына мұражат етмек керек деп хабер етті. Істеген ве етішкен Украин ковидке қаршы ашылана біле. Фақат біріншілер сырасында 60 яшындан бұйық олған еслі башлы инсанлар ве сүреклі хасталықлары олған инсанлар ашыланы жақтыры. Захистити себе і своїх близьких потрібно звернутися до центру вакцинації або пункту щеплення, отримати відповідну вакцину. Бажано, звичайно, мати оформлену декларацію, це скоротить час, декларацію з сімейним лікарем, це скоротить час отримання вакцини. Тому запрошуємо всіх українців активно вакцинуватись для того, щоб зупинити розповсюдження пандемії в Україні і захистити себе і своїх рідних. 5-ші күн ишғал етілген Қырымда коронавирус хасталарының рекорды қайдетілмекте. Ишғалшілер акимиетінің шубелі есапланмасына көре анда әр күн олғаны кібі 500-ден зияде яңы хаста қайдетілмекте. 12 кіші хасталықны еңіп оламайып вефат еткен. Ишғалшілер ел башысы Сергей Аксенов эпидемияның менфи динамикасына таны, ама судақ ве кефеде чоқ хаста пейда олғанына бақмадан туристлеріні ғайып етмемек үшін курорт мевсіміні қапатмаға істемей. Оның сөздеріне көре туристик мевсімі филекетлі вазиет олғанда қапатылacak. Бұның үшін башқа чәрелеріні тапмақ керек.
Керич деңіз мудафасы бөлігі команданын сабық ярдымжысыны хайынлікте қабатлайлар. Бұны Қырым прокуратурасында білдірділер. Таққатын малыматына көре 2014 сенесі март айында ишгалжелер мемори биналар ве арби бөліклеріні басып алғанда, о ишгалжелерге ярдымжы олған. О вақыт Керич деңіз мудафасы команданын ярдымжысы олған Сергей Шамшура дұшманларынан зарарсыз алға кетірме планына бақмадан арби қадимдерге силаны теслим етмек еміріні беріп, оның бежерілмесін өзі контроль еткен. Разом з тим, маючи доступ до особистих даних військовослужбовців та бажаючи підтримати Російську Федерацію в окупації півострова, підозрюваний сприяв незаконному наданню громадянства Російської Федерації працівникам зазначеної військової частини шляхом складання списків військовослужбовців та подальшої їх передачі представникам спецслужб Російської Федерації. Қырымда Фуртуна телекесі ең азындан июльнің 24-не қадар девам еттірілді. Ишгалжы февқуледен әзірлігінде Ярмаданын ғарби Женебе ве Меркези районларында яңғын телекесінің yüksek севиесі олғанынен аңлаталар. Яңғынға қаршы февқуледа режимі апрелінің 30-ында илян етілген еді. Ерлі сәкенлерге орманларға бармаға ясақтыр, бұнен берабер арабаларының орман массивлеріне кіріші сыңырлана. Атеш, от, япрақ, чөплік ве башқа қалымтыларыны яқмаға ясақтыр. Ялы бойы территорияларына су басмасы веллері олғанна көре да жидди проблемадыр. Бұл НАСАның яңа араштырмасында білдіріле. Бұл араштырмаға көре ялы бойында ерлешкен шehirlerde су басулары ең жақын 10 ел ішінде да sık-sık olacaqtır. Evvelleri су басуы проблемасы 2100 сенесіне қадар да жидди олacaqı айтылайды. Араштырмада Dünya океанларының seviyesi деңішмесін огренген НАСА бөлігінің хадимлері иштирак етті. Esasen Amerika Birleşken Devletleri'nin yalı boyunu tetkik etkенлер faqat araştırmanın neticelerinin bütün dünyadaki vaziyetini tefsirlemek mümkün. В цьому і наступному десятилітті ми побачимо, що повені, які ми спостерігаємо зараз, стануть нормою. Нам доведеться навчитися з цим жити, адаптуватися, щоб прибережні громади могли вести нормальне життя. Айры диққат айының сарсынтысы кібі адlandырылған меселеге айырылған. Це пов'язано в основному з орієнтацією місяця по відношенню до Землі. Трапляється, що вплив, який чинить супутник на коливання припливів, має тривалу циклічність приблизно 20 років. Ми виявили, що цей вплив збігається з підвищенням рівня моря. Так очікується повені з 2030 по 40-ві роки. НАСАның араштырмасы деңіз севiyesinin yükseliği hakkında başka tahminlerge benzey. Natura Communication adlı ilmi mecmuadaki makalege göre hususan tropikte yerleşken memleketler yalı boyu su basılarından zarar görecek. Bu tabiat afetine uğraganlarının sayısı evvelleri sayılganına göre 2 kere ziyade olabilir. Mesele şundaki qaradaki alçak yerlerinin %62'sı tropik regionlarda, onlarının %30'ı Aziyada yerleşmekte. Alimler 2100 senesine kadar Dünya okeanının seviyesi 1 metrge kadar yükselebilgenini aytı. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер, это Прайм Мусаева, и сегодня у нас будет интересный эфир. Я долго думала, кого позвать в гости, учитывая все перестановки, которые произошли на прошлой неделе. Это отставка министра внутренних дел Арсена Авакова, замена его Денисом Монастырским, также события, которые связаны с годовщиной 5-й годовщиной убийства Павла Шеремета. И сегодня гостем нашей студии будет адвокат, активист, участник АТО Маси Наем. Рада тебя видеть. Взаимно. Добрый вечер.
Мы можем также принимать звонки. Вы видите номер телефона на экране. И я, наверное, начну с вопроса, Маси, вот как ты себя идентифицируешь? Потому что тебя представляют как адвоката, в том числе и как активиста, участника АТО. Интересно услышать от тебя. Как бы ты себя представлял? Ну, тут как раз важно не манипулировать ни одной из этих образов, потому что этот образ, если атошник, да, то ты, соответственно, должен дальше заниматься войной. Если ты закончил войну, то ты уже не атошник. Ну, то есть ты занимался войной, отдал свой долг, вернулся. То же самое касается активизма. Конечно, я понимаю, что до года, наверное, 19-го, может быть, и даже, наверное, до прошлого начала года еще была вот эта вот граница, что мы активисты, как бы, но при этом всем у меня есть компания и есть юридическая деятельность. Поэтому, конечно же, мы приняли себе решение, что мы ни в коем случае не правозащитники даже, мы не активисты, я, по крайней мере, сейчас адвокат. Я понимаю, что только в этой роли я могу публично где-то выступать, говорить, потому что, ну, как бы, слишком много на этом завязано уже, и действительно занимаюсь только этим. Расскажи немножко о том, как создавалась компания «Миллер». Я знаю, что она создавалась еще в 2012 году, потом ты уходил на фронт. Какие дела ты вел тогда? И я так понимаю, что компания стала активно публичной уже после твоего возвращения с фронта, и она стала брать действительно резонансные дела, которые касаются общественных активистов. Это изменение, это то, что с тобой произошло на войне, и ты решил его принести в юридическую компанию? Ну, в 2012 году, когда мы создали компанию, это было, по сути, обслуживание бизнеса, запуск, защита его, даже не в уголовной юрисдикции в сфере. А после войны, конечно же, получилось, что мы, как атошники, нас где-то затягивали, где-то я сам затягивался в защиту тех или иных интересов Украины, которые близко связаны с войной с Российской Федерацией. Помните, была история с Крысиным, которого до 5 декабря 2017 года то ли отпустили, не помню, какая это была история. Мы тогда помним, что я написал пост, мы собрались, мы собрали людей, мы на этом акцентировали внимание, только это помогло, в принципе, тому, чтобы в итоге он сел, и это было результатом нашей деятельности. Да, и после возвращения с армии я понял, что, ну, как бы, от этого не избежать. Да, благодаря деятельности брата, конечно, во многом нас с ним ассоциировали, там, может быть, до года 18-го так точно. А в 2018 году мы начали, я получил адвокатское, случилось ряд очень плохих событий. Побили сначала моего брата, потом напали на Стерненко, которого я не знал вообще тогда. Потом напали на Катю Гандзюк, которым я познакомился со Стерненком. И мы эти дела даже, мы не думали вести их, как адвокаты. У нас была позиция гражданская, так нельзя, это насилие. Насилие это будет против Кати Гандзюк или Крысина, насилие нельзя. Может быть, правовой путь решения любых конфликтов. Поэтому, конечно же, мы тогда начали вступаться за эту историю. И получается, что вот тогда было очень мало адвокатов, которые вообще могут бесплатно решать эти вопросы, ходить за потерпевших. И так в воле случая получилось, что Катя наш друг, и пришлось уже заниматься уголовной сферой. И, само собой, Стерненко пришел уже в 2020 году, когда госпожа Венедиктова сказала, что в любом случае будет подозрение, и нам пришлось уже вступать в это дело тоже. И дальше уже пошли какие-то вот эти резонансные дела, которые к нам приходят уже, потому что, да, такая репутация. Я, наверное, должна сделать справку, что юридическая компания «Миллер» ведет, наверное, одни из самых резонансных дел в стране, которые касаются покушения на Катю Гандзюк, ее убийство, собственно говоря, представляет позицию отца. Позицию отца, да. Там Евгения Закревская, основной адвокат, наш адвокат помогает ей, Ольга Веретильник. Ну, а Стерненко мы ведем вместе с другими адвокатами. Также это дело Стерненко, которым вы занимаетесь с обеих сторон, потому что там есть два эпизода. Есть эпизод, который касается похищения Щербича, есть эпизод, который связан с защитой, самозащитой, и который также на самом деле вызывают очень много дискуссий в обществе, и мы об этом обязательно поговорим, о делах. Но все-таки хочу немножко для наших зрителей рассказать о тебе как о личности. Миллер, потому что Генри Миллер. И я знаю, что ты сам хорошо тоже пишешь, потому что твои посты в Фейсбуке, их действительно очень интересно читать. Спасибо, не знал. Это ты почему Генри Миллер? Почему он тебя сформировал? Какие у тебя любимые книги?
книги. Вот почему это настолько важный для тебя человек, символ в жизни? Ну, как всегда, у нас детство начинается со сказки. И у меня там сказка, это была Дюма. Потом был, допустим, я не знаю, «Проклятые короли», пятикнижие. Мне это было очень интересно. Луи XIV перечитал раз 6, потому что это толстенная книга, потому что я варился в этом царстве богов, этих царей, королей. А потом чуть попустило, приземлило на землю. Это Ремарк был, в основном, такие романтичные истории. А Генри Миллер, не знаю, кто его читал, он достаточно пошло пишет. Но он пишет о себе. Это не сюжетная линия. Он пишет про себя. Это простые вещи, очень классные философские выводы рядом с достаточно грубыми сценами. И в какой-то момент, когда мы принимали в 2012 году решение, какую же компанию назвать, мне мой друг сказал, говорит, слушай, ну назови как-то так, чтобы ты за нее хотел убить кого-то, если вдруг будет какое-то насилие против этой компании или тебя. Я говорю, какая-то чушь вообще. Ну, он говорит, назови Толстой. Я говорю, ну Толстой я не люблю. Я говорю, все, пока. А ну вот я проснулся, думаю, ну да, я люблю Генри Миллера. Я знаю, что я бы хотел писать, как он. Может быть, даже жить, как он. Тогда хотел, сейчас уже не хочу. И, конечно, для меня это сформировало. И я посмотрел, предложил другу написать знак, нарисовать. И вот это все так пошло. И мне кажется, что это хорошо, потому что, знаете, очень плохо, когда мне кажется, когда компания называется, например, там «Наем и партнеры». Потому что партнеры сразу падают, знаете, как немножечко ниже падают. А я не хотел этого. У нас все партнеры равные, по сути, и адвокаты, по сути, тоже равные. И поэтому у нас Миллер, мы там уважаем эту всю историю. У нас есть политика этой истории, и она очень правильная, справедливая. Мне кажется, вот эта история Миллера честная, она реалистичная, как и его рассказы. Адвокат, который пошел на фронт. Это вот как раз-таки о тебе. Можешь все-таки объяснить свое решение? Потому что я знаю, что в 90-е твоя семья как раз бежала от войны, не в 90-е, в конце 80-х, бежала от войны в Афганистане. Это тоже может быть частью причины? Или все-таки какие-то свои глубинные вопросы, которые ты хотел изучить? И что тебе дал этот опыт? Но вот несмотря на то, что мы из Афганистана, нас считают достаточно воинственным народом, папа нас растил абсолютно не такими, поэтому о войне я, честно говоря, никогда не думал. Мне никогда не хотелось идти на войну, пойти на войну. Но когда она началась, когда пришла повестка, она пришла в странных обстоятельствах, не буду рассказывать, но когда она пришла, для меня это было точкой определения. Смогу ли я завтра в будущем говорить про несправедливость по отношению к себе, либо защищать людей, по отношению к которым есть несправедливость, если я сам не поступил по закону. Вот я не поступил, я не пошел, когда меня призвали. Потому что была возможность, вы знаете, избежать, тем более законный или незаконный способ, всегда есть. Избежать мобилизации. Способ такой есть. А я тогда подумал, ну хорошо, я буду идти по улице, даже, например, со своей девушкой. Не дай бог, у меня будут какие-то комплексы, и она захочет уйти к какому-то другому мужчине. И этот мужчина, например, будет человеком, который воевал, а я не воевал. Я не смогу это пережить как-то. Ну, кто я такой? Я просто это понимал, я для себя понял, что это принципиальная позиция, мне так комфортно. То, что говорит Юлия Мостовая, да, это как бы порядочность, это налог, который мы заплатили, и нам от этого легче. Это, может быть, не конкурентоспособная история, как с компанией случилось, потому что мы долгий период не могли встать на ноги, но мы встали на ноги. Но это порядочная история, и мне так комфортно. И вы сейчас можете увидеть, сколько про нас там гадости пишут другие не очень хорошие люди, и в том числе говорят о том, что мы там против ветеранов. Смешно, потому что мы сами воевали в горячей точке. Можешь рассказать о самом страшном дне на войне и самом счастливом дне на войне? Я знаю, что это странно, наверное, это будет даже, может, глупо, и это может звучать пафосно, но лично для меня первый раз, когда на войне расплакался, это было как раз 20 июля 2016 года. Потому что на войне, да, умирали наши друзья. Андрей Попов умер первым на позиции в Авдеевке. Я не расплакался. Ну, потому что, знаете как, вы пришли на войну, здесь убивают, это нормально. Самое ужасное, что вы к этому привыкаете, в этом нет ничего страшного. Это нормально. Ненормально, когда в гражданстве кого-то убивают. И когда мы накануне с Пашей Шеметом говорили, он брал какое-то интервью, а
в утро, рано утром был в Авдеевке, на позиции боевой. Меня комбат попросил поехать встретить журналиста, которая приехала на Девятину, это кто знает Авдеевку, чтобы забрала я ее, это гражданская позиция, и привезти на позиции боевые, чтобы она там сняла репортаж. И когда я взял Ирину Сампан, это Ирина Сампан была, она говорит: ты знаешь, что случилось в Киеве? Я говорю: я не знаю. Ну, я в машине еду. Она говорит: там подорвали журналиста. Я говорю: ну, как подорвали? Ну, да, кто это? Он: Паша Шеремет. Я тогда впервые на войне расплакался, это было поздно вечером уже. Я был на КСП, мы внизу жили под землей, а курить выходили чуть выше, и после 6 нельзя было выходить, потому что обстрелы начинаются. И я все равно чуть вышел, посидел в темной комнате, там без окон, и сидел, курил, послушал Dire Straits, поплакал немного, но и спустился вниз, потому что стало страшно. На войне у вас есть всегда надежда, что вы вернетесь в гражданство. Снимите форму, возьмете сигаретку, пойдете по долу курить, ходите свободно, не думая о том, что все подорвется и оторвется у тебя нога или у кого-то твоего друга. С того момента точка безопасности пропала. Ее нету. Сейчас здесь. Это был самый несчастливый момент. А самый счастливый момент, не знаю, я неосознанно говоря об этом, и понимаю, что самый счастливый момент — это встреча с Бармалеем, которого это собака. Бармалей — это собака. Да, Масси, расскажи об этой истории. Это действительно очень трогательная история. Дивная история, потому что он сам прицепился ко мне, он прицепился на военной позиции. А когда мы уезжали, он думал, что я его оставлю, потом убежал за машиной достаточно долгий период. Это овчарка, насколько я понимаю. Полуовчарка, да. Но он, конечно, знаете, он интеллигентный, он в смысле того, что он такой, знаете, красивый, как вампир, мне кажется, и очень послушный. Я его забрал, и мы, по сути, с ним... У меня нету ни дня после войны, когда я был без собаки. Поскольку мы уже заговорили о Паше, о Павле Шеремете, вчера буквально была годовщина, 5 лет. Напомню нашим зрителям, 20 июля 2016 года автомобиль Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет, был подорван, и Павел, к сожалению, погиб через буквально 15 секунд после взрыва. В течение 3,5 лет никаких новостей не было. И вот в декабре, 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков вместе с на тот момент генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и Владимиром Зеленским, нашим президентом, вышли на брифинг, где рассказали, что есть 3 подозреваемых. Это медсестра Юлия Кузьменко, волонтер и музыкант Андрей Антоненко и также атошница, ветеран войны Яна Дугарь. С того момента можно сказать, что в деле происходят очень странные вещи, которые вызывают очень много вопросов, и в том числе возмущение гражданского общества. Я знаю, что ты был знаком с Павлом, то есть для тебя это личная история. С Павлом был знаком твой брат Мустафа Наем. В то же время ваша адвокатская компания защищает ветеранов. Не конкретно в этом деле. Что ты можешь сказать? Вот статус-кво дела сейчас. Ну, маленькая ремарка. Там еще на этой пресс-конференции был Коваль, которому есть, наверное, юридические вопросы, в том числе ответственность его должна быть в случае, если окажется, что это неправильная версия. По касательно того, что произошло, мы тогда в ночь, когда был обыск у Андрея Антоненко, мы не знали, что там есть Павел Шеремет в этом деле. Он позвонили, вернее, из полиции, сказали, что Андрей Антоненко сказал, что мы его адвокаты. И я, конечно же, приехал на место. Во время обыска мы уже видели пресс-конференцию, слышали об этом, написали об этом, мы читали уже ухвалу. И в тот же вечер мы вышли из дела. Но со стороны у меня есть твердое убеждение, что это не те люди, которые реально исполняли это преступление. Можешь объяснить, почему? Почему ты так считаешь? Потому что есть ряд несостыковок, жестких несостыковок, очень важных. Я в этом деле не адвокат. Да. Но мне кажется, что очень важно было бы прослушать еще раз пресс-конференцию, на которой в этом всем деле еще была Инна Грищенко, Пума, был ее муж. Они обосновывали... Которые с дела исчезли вообще. Которые вообще исчезли, да. Их нету. На пресс-конференции они были. То есть, давайте так. Почему люди вышли на пресс-конференцию? Почему эти люди вышли на пресс-конференцию? Единственная цель была переубедить общество, что, ребят, мы трогаем ветеранов, которые нам помогли защитить Украину,
Но мы их трогаем, потому что у нас есть основания. Доверьтесь нам. Общество говорит, да, ребят, давайте доверимся. Мы доверились, и на протяжении всех дней, когда были избрания меры пресечения, когда был материал передан в суд уже как обвинительный акт, и на протяжении всего времени работы адвокатов, этих подозреваемых, обвиняемых теперь уже, мы видели, что доказательства несостыковки есть очень жесткие. Например, была версия, что якобы это все заказало СБУ. Это убийство. И была версия о том, что, значит, Андрей Антоненко вместе с, по-моему, Дугарь, я не помню, извините, я не очень детально знаю это дело, но они как бы выполняли уже непосредственно, ложили, значит, взрывчатку под Пашину машину. И, соответственно, были видеоматериалы. По видеоматериалам есть очень детальные экспертизы, которые показывают, что у них разница есть в росте. По Монке, которые нашли у него дома, которые, вы знаете как, мы с вами гражданские люди, и для нас Монка – это что-то пугающее. Да. Мы не знаем, что это такое, но это пугает. А если разбираться, то это не Монка, она выхолощена, она чистая, там этих подарочных достаточно много. Ну, я тебе могу сказать, что лично меня больше всего в этом деле удивляет, это экспертиза Ивана Бирча. Это главное, это, скажем так, фундамент обвинения. Да? То есть это самое главное доказательство. И в течение 1,5 лет, то есть это экспертиза ходьбы этих людей, да? Экспертиза, которая определяла, что эти люди похожи. Причем Арсен Аваков на одном из брифингов рассказывал, что изначально они отдали на экспертизу фотографии Инны Грищенко, то есть ее супруга, и сказали, что это не они. А вот эти вот люди, их экспертиза верна. И вот в течение этих 1,5 лет мы, журналисты «Украинской правды», писали Айвану Бирчу, ну, наверное, раз в месяц точно. И, к сожалению, мы не смогли получить какой-то ответ. И у меня, наверное, тоже главный вопрос, почему так происходит, и наши коллеги из других медиа также. То есть это, наверное, вот такой ключевой вопрос, который меня волнует и который вызывает очень много. Чтобы не спускаться до каких-то, знаете, юридических терминов и объяснений, главная история в том, чтобы версия, которую рассказывает прокуратура, государственное обвинение, рассказывает в суде, она должна быть правдоподобной и подкреплена какими-то доказательствами. Очень простые вещи. Конечно. И на данный момент я понимаю, что они не могут это подтвердить. Нарушения, которые есть в процессе, они уже есть. Сама судья, которая сейчас судит, она судила и дело по избиению моего брата, дело грубейшее нарушение. Но мы поверили, мы обязаны, мы, адвокаты, должны чтить этот суд. Но я не согласен с Денисом Монастырским, снова министром внутренних дел, что он говорит, надо подождать, пока будет решение суда. Да, потому что это время, самое главное, что меня больше всего в этом всем злит. Первое, людям там попортили жизнь. Второе, люди, которые реально исполняли заказ и заказывали Пашу, они на улице гуляют свободные. И если отстраниться от этих всех историй, есть Паша, его убийство. Кто это сделал и почему это сделал? На этот вопрос ответа у нас нету. И есть выделенное дело по заказчикам. Что с ним? Почему они молчат? Почему, когда была информация про спецслужбы Беларуси, да, сказали, что будут экспертизу делать, будет какая-то еще история. Где этот результат? Почему потом опять-таки молчат? Это же... Я тебе могу сказать, что накануне годовщины мы обращались к руководству МВД. Я писала лично Антону Геращенко сообщение, что мы хотим все-таки получить какие-то ответы. Нам сказали, что это может восприниматься как давление на суд. Удивительно, что когда министр внутренних дел выходит на пресс-конференцию вместе с президентом, это не может восприниматься как давление на процесс, да, досудебный даже хотя бы. Но сейчас, в настоящее время, какая-либо оценка, причем издание, которое пострадало в этом результате, они считают, что это может привести к каким-то негативным Антон Геращенко – это человек, который дает рандомные слова, связывает как-то вместе, и получается какое-то предложение несуразное. Это его задача. Его роль всегда была при Авакове, и сейчас будет при министре Малюске, просто что-то говорить. А бы что? Поэтому я думаю, что он, конечно же, не тот, кого можем обсуждать. Но что касается позиции самого МВС, ребят, вы обратились к обществу, общество вам не доверяет. Мы об этом сейчас можем говорить детальнее. И я хотел это важный момент. Мы в своей компании, вы можете увидеть наши дела, мы ведем эти дела публично. Почему? Потому что мы считаем, что есть кризис справедливости.
кризис доверия друг к другу. Мы не доверяем госорганам, мы не доверяем судьям, и мы понимаем, что мы часто апеллируем к обществу. Потому что дело Кати Гандзюк, например, да, это же исключительное дело, в котором полиция пыталась дать не того человека. Благодаря общественности, исключительно ей, не адвокатам, не следователям, не полиции, не прокуратуре, а общественности, нашли тех людей, которые реально исполняли заказ, и заставили найти тех, кто заказывал. Это исключительное дело, потому что в итоге сейчас эти люди, кто-то из них сидит, да, с минимальными сроками, а кто-то сидит в тюрьме, а кто-то на скамье подсудимых. Возможно ли такая ситуация, что общество будет добиваться какой-то справедливости без вот такого вот давления, вмешательства, активизма? Только тогда, когда возродится доверие к полиции. Потому что я хочу, извините, что это может грубо будет звучать, я хочу подчиниться полиции, когда они ворвутся ко мне в дом и скажут: ребята, ложитесь сейчас, потому что может быть взрыв, может быть что-то. Или могут ворваться сейчас ко мне домой, потому что там, не знаю, может быть плита начала гореть. Я хочу доверить полиции, потому что полиция, она охраняет наш порядок. Сейчас я не могу довериться, потому что я знаю, что есть нечистоплотный, а самое главное же, чего не хватает в полиции, нету наказания тех полицейских, которые нарушают закон, пользуясь своей властью. Это чего мы хотим. Только когда будут сажаться полицейские, которые саботируют расследование и которые пользуются этой властью, тогда я уверен, что общество и его активизм должен быть направлен на развитие Украины, а не на бегать каждый раз за убийствами, за кем-то странным. Потому что, честно, мы все устали. Мы все тратим свою личную жизнь, время и молодость на то, чтобы бегать, заставлять полицию, прокуратуру или СБУ работать. Как адвокат ты можешь наверняка оценить перспективы дела, которые сейчас рассматриваются в суде. Вот твое мнение, что будет дальше происходить в деле Шеремета? По Павлу? Да. Я думаю, что по Павлу Шеремете, скорее всего, оправдают всех троих, которых сейчас обвиняют. По решению СПЛ им заставят государство заплатить им ущерб, который они нанесли, и это точно будет. Дело самого Паши и вот тех ребят, которые убили его, мне кажется, что пока не будет четкой позиции, пока полиция не выйдет и скажет: да, ребята, мы фальсифицировали, найдем людей, которые фальсифицировали, пока вот этого не будет, никогда в жизни не расследуют. А кто должен понести ответственность? Министр или Коваль господин в первую Коваль? очередь. Посмотрите, я уверен, что Аваков лично не ходил расследовать. Он не следователь. Но он до последнего, скажем так, держался за эту версию, отстаивал ее. Я думаю, что политическая ответственность господина Авакова есть в его рейтинге. Юридическая ответственность должна быть у тех людей, которые расследовали, дали эту версию. И когда даже общественность говорила: ребята, это не та версия, посмотрите, пожалуйста. Вот, и они дальше упорно шли по этой версии, они должны нести ответственность. Президент Зеленский, отвечая год назад на вопросы журналиста, насколько я помню, это был Данила Мокрик с Громатикова, сказал, что как минимум Министерство внутренних дел или полиция, или следователи должны будут извиниться. Вот как ты думаешь, что должно будет сделать государство в отношении этих трех людей, которые 1,5 года просидели в СИЗО, сейчас, конечно, находятся под домашним арестом, но понесли репутационные риски, понесли, в том числе, я думаю, что однозначно это обозначится на их здоровье, на их жизни? Я думаю, что юридически, что может случиться, их заставят выплатить деньги, нас с вами, государство Украины, заставят выплатить им ущерб, нанесенный такими действиями. Но морально, мне кажется, правильно было бы, потому что Андрей Антоненко имеет 2 детей. Они ходят в школу. И в школе у них папа убийца. Это действительно так звучит. Да, так звучит, извините, пожалуйста. Он на самом деле не является убийцей. Но в школе все считают, или дети могут так указывать. Это очень плохая история. И мне кажется, что и президент, и генеральный прокурор, кто бы это ни был, мне не интересует это Рябошапка, либо сейчас будет Венедиктова. И министр внутренних дел, неважно, Аваков или Малюск, прошу прощения, Монастырский. И начальник полиции должны выйти на публичную конференцию и сказать: ребята, мы извиняемся, это была ошибка государства. Мы считаем, что за это
мы обязаны морально извиниться. Это будет Президент, красиво. как ты думаешь, должен извиняться? Обязан. Поскольку обязан извиняться. Мне кажется, что он обязан. Я думаю, что он как раз из тех людей, которые понимают эту ошибку. Он, мне кажется, единственный из тех, кто там был, понимает эту ошибку, понял, осознал. И я уверен, что его действия будут, скорее всего, таковыми. Ну вот по отношению, например, к Яне Дугаре, он в том числе на пресс-конференции в этом году сказал, что он общается с ней. Насколько я понимаю, в том числе это было вызвано тем, что Яна Дугарь, насколько мне известно, она, например, сирота круглая. Да, и ей тоже как-то вот он откликнулся, поскольку ей нужна была какая-то помощь. Я, к сожалению, не знаю Яну Дугарь, не знаю Кузьменко, но я уверен, что их жизнь это тоже огромный ущерб для их жизни, для их репутации, для их будущего. И, вы знаете, даже если она пойдет завтра в политику, она пойдет в политику не как женщина, которая захотела дальше своей деятельностью внести изменения в Украину. Она будет как подозреваемая в убийстве, которую потом, конечно же, оправдали, которая будет заниматься этим делом. Я считаю, что это очень болезненно нести такой, я не знаю, как на русском, тягар. И поэтому думаю, что по отношению к ней, конечно же, по отношению ко всем троим, господин Зеленский, я думаю, скажет свое слово, надеюсь, в ближайшем будущем, если не будут затягиваться суды. Твое личное мнение, я понимаю, что это очень сложно, и я как человек, который Паша тоже знал, который работает в издании «Украинская правда», наверное, в течение этих 5 лет не было такого дня, чтобы я не думала о том, кто это сделал и какие были причины. Но все-таки у тебя есть какое-то понимание складной версии того, что могло случиться тогда и что стало причиной? И это может быть белорусский, русский след, украинский. Вот как ты считаешь? Мне кажется, что если полиция дает какую-то версию, эта версия не может выдержать критики, но только когда полиция не знает, кто убийца, они могут поменять эту версию. Потому что им хочется найти. Это адекватно. Как было с Катей Гандзюк. Нашли левого человека, это не выдержало критики, они поняли, окей, они нашли все-таки тех, кто исполнял и заказывал убийство. В этом случае полиция знает, кто это сделал. И только в этом случае можно очень уперто держаться за версию, которая явно не соответствует действительности. Поэтому кто это сделал? Это вопрос к полиции. Кто из полиции был у Паши до этого? Кто близкий к полиции был у Паши? Кто близкий с полицией имел отношение какое-то к Паше? Я не знаю. Я хотел бы знать много про Боцмана. Я не знаю, кто это такой. Мы все слышали многие истории о нем. Есть конкретные истории и видео. Есть Маркус, который снимал про это видео. Мне очень интересно, почему на это нет реакции. Ну, вы представьте себе, что человек, насколько мне известно, приходил вечером. За несколько часов до гибели Паши. Я не знаю, Боцмана еще раз. Боцман должен прийти, он должен был быть в этом материале. И там должен быть допрос Боцмана, по которому он сказал бы: слушайте, ребят, я приходил к нему, да, было то-то, и все нормально. Ну да, такая же история, например, с Игорем Устименко. Это наши коллеги, которые выпустили фильм документальный «Убийство Павла», где в том числе показали бывшего сотрудника СБУ Игоря Устименко, который в день убийства находился на месте преступления. И он был допрошен, но об этих результатах допросов ничего не сказали. Насколько это вообще правильно, корректно? Потому что это общественно значимое дело, это дело, которое имеет большое политическое значение для страны. Так как еще сейчас идет стадия дослідження доказів, исследования доказательств материала, я не знаю, будут ли приобщать эти материалы к делу адвокаты. Потому что я так понимаю, что как это происходит. Весь материал, объем материалов открывается всем сторонам, и прокуратура из этого всего материала выделяет только то, что они хотят изучить. И право адвокатов есть изучить то, что они не захотели изучать. Поэтому давайте дождемся до конца процесса. К сожалению, может быть, только в этом случае мы можем понять, будут ли эти исследованы. Но это логичная история, потому что все, что происходит в материалах уголовного дела во время досудебного расследования, должно быть передано по-правильному в суд. Если оно имеет отношение. Потому что у общества есть вопросы. Почему, когда общество обращается за поддержкой, когда сажают людей, почему же общество не удовлетворяют, когда у него задается вопрос: а кто же тогда убил? А почему же вы тогда не поменяли версию? А что будет дальше теперь с этим расследованием? То есть, это же ужасная ситуация, когда оправдает суд,
и уже не может восстановить уголовное дело. Все, мы приехали. Мы не можем сказать, найти в рамках вот этого же уголовного дела, кто же на самом деле убил. Получается, это Кеннеди. Да. Хотела бы еще об одном деле поговорить. И скоро, к сожалению, да, мы вот от годовщины к годовщине движемся. 20 июля была годовщина 5-е убийства Павла Шеремета. 31 июля – это день нападения на Катерину Гандзюк. И кроме того, что ты являешься адвокатом в деле, Катя была твоим другом. И я знаю, что это в том числе кардинально, скажем так, изменило твою жизнь. Да. Потому что это... Ты можешь немножко рассказать о том, как... Я знаю, что ты приехал одним из первых в Херсон. Я знаю, что ты очень много внимания и, скажем так, усилий оказывал для лечения. Вспомнить немножко вот об этих событиях, о событиях лета 2018 года. Ну, удивительно, что мы с ней познакомились, с Катей Гандзюк, приблизительно тогда же, когда мы познакомились с Андреем Антоненко. Это 16-й год, май месяц, потому что он приезжал к нам на позицию. А с Катей Гандзюк мы познакомились в чате благодаря Антону Ходзе, Роме Синицыну и там Игорю. И получается, что мы с ней были знакомы, общались, виделись, и у нас был чат, соответственно, созданный, там 5 человек было, и мы постоянно общались. У нее была куча энергии, она постоянно говорила, ей было важно все по Украине. Все, что касается Украины. Что бы ни случилось, она была очень в теме всех политических историй, и она была очень проницательной. И когда она позвонила, написала, вернее, в 8:30 утра 31 июля, или 30 июля, ну, последний день июля, то, конечно же, я увидел и думаю: о, боже, Катя, опять ты пишешь. И, ну, я достал телефон, я одевался, уже выходил из дому, и читаю, что она пишет: мене облили священной кислотою. Не священной, она просто написала кислотою. А значит, это было, она показала фотографию, и смотрю, ну, вроде нормально. Ну, как бы не сильно плохо. А почему? Потому что не начала еще действовать кислота. Да. И мы начали переписываться, типа, что делать? И буквально через 20 минут она потеряла сознание. И я уже увижу ее вечером в 11 часов ночи где-то. Она была вся в бинтах, она почти не видела. Она была уже под наркотиками, потому что ей было очень болезненно. У нее все болело. Адская боль, конечно. Да. И с того вечера она ни разу не была без наркотиков. Боль. Я немножко не сделала справку в начале, да, немножко хотела бы рассказать. Речь идет о активистке, херсонской активистке Кате Гандзюк, которую облили кислотой, и, к сожалению, не удалось спасти врачам, несмотря на то, что я знаю, что отец лично занимался этим делом, потому что отец врач. И Катя скончалась 4 ноября, и дело сейчас находится в судах. Дело находится в судах, есть подозреваемый, главный подозреваемый, заказчик убийства — это Владислав Мангер, это глава Херсонского облсовета. Есть исполнители. Можешь рассказать, что сейчас происходит с делом? Есть ли шанс, что люди, которые совершили это, действительно зверское преступление? Потому что есть какая-то грань. И когда человек умирает 3 месяца, мучая женщину, это очень страшно. Ну, как бы, если из общих моментов. Было 5 исполнителей этого убийства. Кто покупал кислоту, кто организовал покупку, кто обливал кислотой. Эти ребята, некоторые из них пошли на угоду с действительством. Я, к сожалению, не знаю, как на русском это будет. И сделку со следствием. Да, поэтому они сказали несколько больше, чем они могли рассказать. Хотели рассказать, вернее. И поэтому у них минимальные сроки. Там, по-моему, от 5 и до 2 или до года, не помню. Эти ребята сидят уже в тюрьме, у них уже есть приговор. Благодаря, возможно, этим доказательствам и общественному давлению собрали доказательства, которые показывают, что якобы причастен еще и Мангер. И Мангер сейчас по нему и по Левину суд идет сейчас суд еще идет. И очень важный момент. На днях Ольга Веретильник будет в «Украинской правде» писать детально эту историю. Но там есть очень интересные факты, как в Украине Мангер, который занимал государственную должность, сотрудничал с парнем, который имел 15 трупов на своих руках, сидел за это, Левин, вышел, и с ним сотрудничал как бы чиновник, по сути. Сейчас рассказываются в судах очень интересные эпизоды. Эти эпизоды исторические, в которых Мангер защищает себя.
вынужден что-то говорить, как оно все было. Я очень надеюсь, что у него хватит мудрости рассказать, как на самом деле все было, чтобы здесь появились еще подозреваемые. И пока суд еще идет, мы еще уточняем материалы доказательства изучаем, которые в этом деле есть. Женя Закревская ведет это дело, и я думаю, что на протяжении, может, еще полгода, а то и года будет исследование материалов, и уже потом будет приговор. Ну, это как раз-таки пример, когда действительно давление общественности, ты уже немножко об этом рассказал, помогло все-таки как-то двигать это дело. Насколько я понимаю. Как ты думаешь, какова перспектива? То есть все-таки понесут наказание люди, которые совершили? Тут очень важно, наверное, всему обществу нам понять. Мы зреем, мы растем. Нам всем понять нужно, что когда мы начинали следить за этим делом, что само по себе в Украине ничего не происходит. И общество — это единственное мерило здоровых изменений или нездоровых изменений в Украине. Потому что все, что в Украине делается, если общество реагирует, что окей, как-то в любой стране, наверное, да, значит, мы понимаем, что это хорошая история. Оно двигается в правильном русле. И я думаю, что сейчас внимание общественности за этим судом, за каждым заседанием очень важно. Если оно будет, у судьи не поднимется рука написать, что он ни при чем, если не будет доказательств. И поэтому, мне кажется, в этом есть перспектива, притом огромнейшая, что будет доказана виноватость того или иного человека к этому убийству. И заметьте, кстати, самое удивительное, что это, наверное, на уровне Чернобыля, что это самое жесткое убийство активиста на территории всей Европы за последние, наверное, лет 100. Вы не найдете историй, где облили кислотой человека, и тем более, что на 4 месяца. Это действительно очень очень страшный способ убийства человека, безусловно. Просто политического противника, на самом деле, по сути. Еще одно дело, которым вы занимаетесь, это дело Стерненко, и там есть 2 эпизода, насколько я понимаю. И это дело тоже вызывает очень много резонанса, дискуссий в обществе, раскола, скажем так. Все-таки вот эти 2 эпизода дела Стерненко для тебя о чем? Ну, глобально это мини-проекция войны Российской Федерации с Украиной. Потому что это идеологические войны, на самом деле. У Сергея, как и у любого военного, есть право на самозащиту. Ну, военный это делает на основании военного времени, законов, там, на войне. У Стерненко Сергея это история права на самозащиту. И оно говорит, что, ребят, если на вас нападает человек, тем более группа лиц, а если тем более еще с оружием, то вы по закону имеете право их убить. По закону, это написано в статье 36 Уголовного кодекса Украины, что вы по закону имеете право их убить, защищая себя. Почему так? Потому что вы не можете переоценить, у вас нет возможности переоценить опасность, когда 2 людей, а тем более с оружием, на вас нападают. Поэтому, исходя из этой статьи, из этой нормы, Сережа достаточно умный и подкованный юрист, он и реализовал это свое право. И для меня это дело как мое, так и человека, который сейчас в Чернигове кого-то убьет, защищая себя или своих родственников. Любого человека в Украине. На любого человека могут напасть. На любого человека в Украине могут напасть. И любой человек имеет право самозащищаться. И это дело как раз про историю, когда мы должны обязать полицию поменять отношение к таким убийствам. Потому что если он убил, значит, он не значит, что он убийца. Что он убийца в плане того, что он виноват в этом убийстве. Это означает, что он реализовал свое право, и был прав, и молодец. И, пожалуйста, если на вас нападают 2 людей, убивайте, пожалуйста, их. Потому что это незаконно. Вот про что эта история. Ну, 2-й эпизод касается, например, похищения человека, это Щербич, да, и там тоже были, скажем так, разные свидетельства, да. Сначала Сергей говорил, что не знаком с ним, потом говорил, что знаком. Что все-таки произошло в тот день? Ты можешь рассказать как адвокат? Потому что, мне кажется, у людей нет нету полной картины. Проблема в том, что мы не занимались этим делом до 23 февраля, когда был приговор, и когда начали заниматься этим делом, мы у Сережи спрашивали, что же там происходило. Он говорит, знаете, если бы ко мне пришли с допросом после этого события через месяц,
я бы рассказал. Через 2 я бы рассказал. Через полгода даже, возможно, бы рассказал бы. Но, точнее, через полгода к ним как раз пришли, и он рассказывал, что, ребят, я помню, что была встреча. Помню, что мы виделись. Накануне акции, на которую я поехал. Но все того, что там рассказывается в версии следствия, не было. И главный же вопрос в чем? Следствие говорит, когда потерпевший пришел к ним на следующий день после этого происшествия, он сказал, что это Сергей Стерненко и Щерб, и его друг, забыл, Руслан Демчук. Что сделало следствие? Они его 6 месяцев не допрашивали. Вы представляете себе историю, насколько она важна? Вообще, в целом, достать дела, которые касались 2015 года, да, то есть это действительно вызывает очень много вопросов, почему это происходит именно сейчас. И почему так медленно, почему так это происходит? Ну да, я вам скажу, что глобально, на самом деле, сейчас очень важно посмотреть на все эти изменения, потому что мы живем в состоянии, когда люди, особенно некоторые провластные люди, они говорят одно и делают другое. И для нас это важно еще в ракурсе того, что это реваншизм, по сути, где-то, да, извините, что это слово говорю, там, про русских людей и тех украинских людей, как мы с вами, как Сережа Стерненко, как Катя Гандзюк та же, да, которые дальше защищают те идейные ценности, которые и определяют территорию Украины, по сути. Потому что это борьба за политический устрой. И получается, что, ну там, не знаю, знаете ли вы сейчас историю там про зама генпрокурора Ирины Венедиктовой. Гендуз Мамедов, вернее, просил не говорить об этой истории, но детально я про него сейчас не говорю. Но глобально мы понимаем, что, например, история с Катей Гандзюк поднимает рейтинг Зеленскому. Он молодец. Он послал Венедиктову, это сдвинулось. История с Стерненком отнимает у него эти рейтинги, потому что кто-то ему портит эти рейтинги. По истории с подразделением в складе прокуратуры Генеральной Украины, это же единственное подразделение, которое реально документирует... Вы имеете в виду департамент, который занимался расследованиями военных преступлений? Да, департамент, который построил, по сути, Гендуз Мамедов, и который есть в складе... Его забрали, сейчас мы его забрали. То есть сейчас кто-то портит рейтинг Зеленскому. Зачем это происходит? Непонятно. Но главное, кому интересно портить департамент, который собирает доказательства преступлений Российской Федерации на территории Украины? Кому это интересно? Что происходило в последнее время? Медведчук? Окей. Чьими руками это делается? Чьими руками убивается рейтинг Зеленского? Поэтому это очень такой важный момент, чтобы мы все вместе понимали, куда мы движемся, и следить за такими делами, как Катя Гандзюк, как этот военный департамент, как Стерненко, как сотни других важных, ценностных вещей. Очень важно, чтобы общественность поняла, что она сила. Они могут давать оценку. Это абсолютно так и есть. И я думаю, что мы в том числе эту тему подняли сегодня в эфире резонансных дел, потому что хотим показать, что общество следит за ними. И за делом Шеремета, и за делом Стерненко, и за делом Кати Гандзюк. И надеется, что все-таки запрос на справедливость, да, тот запрос, который уже существует последние лет 20, на самом деле, с дела Гангадзе. С дела Гангадзе, которое будет в этом году 21 год, что он все-таки должен быть удовлетворен. Спасибо тебе большое за этот эфир. Будем следить за тем, как будут развиваться события вокруг этих резонансных дел. Спасибо большое. Счастливо. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб,